Dear honorable guests, шановныя калегі, сябры, паважаныя палітзняволеныя. Я адмыслова не кажу былыя, бо спынення рэпрэсій у Беларусі і рэабілітацыі пакуль не адбылося. І у тым ліку гэтай праблеме будзе прысвечаны наш ужо другі кангрэс па палітзняволеных у Беларусе. У траўні мінулага года ў празе прайшоў першы кангрэс, калі масавых вызваленняў яшчэ не было. Тады яго адкрываў намеснік міністра замежных спраў Чэхіі. Сёлета мы абралі Польшчу і што асабліва важна, адну з уступных прамоваў сёння скажа непасрэдна былая палітзняволеная, якая была вызваленая і прымусова вывезеная. Мяне завуць Крысціна Шаянок, я прадстаўляю офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай рэспубліцы, які ініцыяваў гэтае мерапрыемства. Мы арганізавалі яго разам з офісам Святланы Ціханаўскай, аб'яднаным пераходным кабінетам, а таксама ў супрацы з шэрагам профільных арганізацый, сярод якіх «Вясна», «Дысідэнт Бай», «Хрысціянская візія», «Вольная», «Фонд краіна для жыцця», «Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі» і іншыя палітняволеныя. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» на 26 верасня 2025 года у Беларусі прызнаныя палітзняволенымі 1192 чалавекі, а паводле «Дысідэнт Бай» 1326 чалавек. Ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітзняволенымі былі прызнаныя найменей 4159 чалавек. Што істотна? Яны — гэта не толькі наш агульны боль, але і наша супольная адказнасць. Мы павінны прыняць яе, бо я веру, што мы нарэшце сфармаваліся як беларуская нацыя, як грамадства з агульначалавечымі каштоўнасцямі. 2020 год, на жаль, не прынёс чаканай змены палітычнага ладу. Але ён дазволіў нам даспець у плане самаідэнтыфікацыі. Людзі, якія несправядліва знаходзяцца за кратамі ў Беларусі, яны не ў паралельнай рэчаіснасці. Гэта нашая з вамі рэчаіснасць, на якую нельга заплюшчваць вочы і проста працягваць жыць. Магчыма, нашы погляды на выхад з гуманітарнага крызісу ў Беларусі могуць адрознівацца, але нас аб'ядноўвае адно — лёс палітзняволеных хвалюе нас усіх. Дзякуй усім апаненткам, хто сёння далучыўся да нас і далучыцца яшчэ ў Познане. Насамрэч, праблема палітзняволеных, яна глобальная. Сярод іх не толькі беларусы і беларускі, але і грамадзянкі іншых краін. Я прывезла з Прагі плакаты з партрэтамі тых, хто не мае грамадзянскай прыналежнасці да Беларусі, да нашай краіны, але знаходзіцца ў беларускіх турмах з палітычных прычынаў. Заклікаю нашых замежных гасцей, якія тут сёння прысутныя, знаёміцца з імі. Я усцешаная, што мы нарэшце гаворым пра палітзняволеных не асобна, а разам з тымі, хто прайшоў праз гэта, і з іх сем'ямі. Я ўдзячная ўсім, хто мае досвед палітычнага зняволення і знайшоў у сабе моц, вырашыў наведаць гэты кангрэс, то сёння і ў нядзелю выступіць на ім у спікерскай ролі. Гэта вельмі каштоўна для нас. Дзякую калегам з дэмакратычных сіл Беларусі, усім краінам, усім няўрадавым арганізацыям, як нацыянальным, так і міжнародным, якія ўсе гэтыя 5 гадоў нястомна і паслядоўна прыкладаюць намаганні, каб, па-першае, людзі, якія знаходзяцца несправядліва ў турмах, выйшлі з гэтых турмаў, а па-другое, рэпрэсіі ў Беларусі спыніліся. Бязмежная ўдзячнасць ЗША, дзякуючы высілкам которых дзесяткі людзей змаглі нарэшце пабачыць неба не праз краты. Недарма гэты кангрэс, як і папярэдні, мае падзагаловак «Without just cause» — без справядлівай прычыны. Так называецца афіцыйная кампанія ўраду ЗША. З Вашынгтона да пасольства, консульстваў па ўсім свеце яны выступаюць за вызваленне палітзняволеных, праз публічную дыпламатыю, узаемадзеянне, працу ў міжнародных арганізацыях, сустрэчы з іншымі ўрадамі, НДА і сем'ямі палітзняволеных. Безумоўна, наш кангрэс не дапаможа адразу вызваліць тых, хто застаецца за кратамі з палітычных прычынаў. І наўрад ці ён зробіць магчымым вяртанне дадому тых, хто быў вывезены гвалтоўна. Але я перакананая, што гэты кангрэс можа перазагрузіць улучанасць як беларускага грамадства, так і замежных партнёраў у пытанні, звязаныя з палітзняволенымі ў Беларусі. Вацлав Гавел, чый апошні ліст быў адрасаваны якраз беларускім палітзняволеным, ён памёр у снежні 2011 года, калісьці сказаў: «Калі будзе найгорай, раптам усё пачне мяняцца да лепшага». Хочацца ў гэта верыць. Жыве Беларусь! А цяпер я хацела запрасіць
Сюды Ёна Гвяздзецка, у чалавека, без чыёй падтрымкі гэты кангрэс наўрад ці адбыўся. Яна ўзначальвае чэшскі філіал нямецкага фонда Роза Люксембург Штыфтунг і сама паходзіць з Польшчы. Лёс беларускіх палізняволеных ёй неабыякавы, і мы сустракаліся задоўга да таго, як узнікла ідэя гэтага кангрэса менавіта ў Польшчы, і абмяркоўвалі сітуацыю, у тым ліку палякаў, якія знаходзяцца ў беларускіх турмах. Перадаю слово. Dziękuję bardzo, Krystyno. Ja mam też ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Państwa w imieniu Fundacji Róży Luksemburg. Jak już Krystyna wspominała, obydwie pracujemy w Pradze, obydwie tam mamy nasze biura i to nas do siebie zbliżyło. I jakoś z tej Pragi żeśmy tutaj dotarły do Warszawy. Ja wiem, że wielu z Państwa na pewno będzie sobie stawiać takie pytanie, co tutaj robi Róża Luksemburg. Ale mogę Państwu tylko powiedzieć, że to, że my tu jesteśmy jako Fundacja Róży Luksemburg, to nie jest przypadek, bo Róża Luksemburg na pewno nie poparłaby żadnego reżimu, który zrobił z niej, czy też jego propaganda zrobiła z niej polityczną ikonę. Róża sama była więźniem politycznym. Siedziała w Warszawie w Cytadeli, na Pawiaku, siedziała w więzieniu we Wrocławiu, Wronkach i Berlinie. I jeśli ktoś jest tym zainteresowany, może troszkę o tym poczytać. Na szczęście tą postać zaczyna się już powoli trochę odczarowywać. Zresztą Róża sama uważała, że wolność to jest wolność tych, którzy myślą od nas inaczej. To jest wolność opozycjonistów, to jest wolność niepokornych dziennikarzy, wolność akademików, wolność demokratycznych protestów. O tym wspominam, bo tak mi się wydaje, że to rozumienie wolności będzie też Państwu w trakcie tego spotkania towarzyszyć. No i właśnie chciałabym życzyć takiego udanego, dobrego spotkania i dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogliśmy także w tym, jako wspierająca organizacja, w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Dziękuję. Дзякуй. І цяпер для уступнай прамовы адкрыцця я б хацела запрасіць сюды Наталю Дуліну, былую дацэнтку кафедры італьянскай мовы МДЛУ, якая была затрыманая на пачатку кастрычніка 22 года ў межах крымінальнай справы за ўдзел у так званых пратэстах. Яе затрымлівалі як мінімум 6 сілавікоў. Да гэтага цягам году Наталю затрымлівалі 4 разы, судзілі паводле палітычна матываваных артыкулаў. Яна была ўнесеная ў так званы спіс экстрэмістаў пасля прысуду. 21 чэрвеня 25 года Наталя апынулася на волі разам з 14 іншымі асобамі. У тым ліку яе вывезлі ў Літву. Памілаванне адбылося пасля візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Кіта Келлага. Дякую. Шановне господарство, как уже я представляли, еще раз скажу, меня зовут Наталья Дулина. Мой официальный статус сейчас бывшая политзаключенная. К сожалению, у меня богатый опыт нахождения в неволе. Я смотрела на разные ситуации, разные условия, поэтому прежде всего, конечно, для себя я считаю это бесценным опытом, но желаю всем избежать его. Сегодня здесь собрались люди, которые прошли нелегкие испытания. С нами поступили справедливо, жестоко. Многие отсидели, как я, многие до сих пор сидят за совершенно мирным объявлением своего несогласия, за требование прекратить преследование инакомыслящих и не обманывать собственный народ. По сути, мы пострадали за инакомыслие. Высказывать открыто свое мнение преступление, помогать тем, кто сидит в следственном изоляторе, сюда, то есть помогать деньгами, продуктами, это тоже преступление.
И я это сейчас а, требовать от властей законы, соблюдать собственные законы, и это тоже. На мой взгляд, в последнее время ситуация ухудшилась. Да, с 24 года мы все об этом знаем, слышали и видели, собственно, и, что Лукашенко начал акцию, говорят, традиционной службами щедрости, акцию по помилованию политзаключенных. В чем, как это все происходит? Ну, там, бывает, а, политзаключенных вызывают сначала регистрацию, люди разговаривают с этим, а им предлагают писать, расправиться с этим, подать решение. После всего этого выборы по государственным Лукашенко подписывает на, если я не ошибаюсь, что эти группы численностью 15 человек, их освобождают. Это чуть становится ничего. Особо это как делать себе чувствовать права. Пока я могу дать это, освободить. Почему я говорю, что это эти когда все это ниже законов вообще похоже на практически все маленькие понять, что происходит, куда он идет,
у нас были в голове мешки, и мы просто подчинились. А, Нам просто пришлось подчиниться, потому что мы понимаем, что в наших условиях, в условиях пребывания в Казани, мы ничего не можем сделать. Мы чувствовали себя просто людьми, которые были похищены. А, И после этого, конечно, я очень много об этом говорила с самого начала, но, э, наверное, это еще не было столь ощутимо. Радость от того, что свободы, э, как-то затмевала ту проблему, которую вот сейчас, о которой мы стали говорить, особенно после поступка Николая Старкевича. То есть я даже слово депортация не произношу, потому что это не депортация, это просто изгнание, нас выгнали, нас просто выгнали вон из нашего дома, потому что за ним двигается причем это у нас взяли все следственных действий, судебных действий. Нам не дали справки об освобождении. А у некоторых исполнителей даже изъяли и дали взамен паспорт, где так. Ам, Я уже говорила и про Памирову, что добавить, что там касается этой информации. Вот, последние вот эти вот группы, э, там, знаете, существует такой известный все с большими сроками. Хотя сказать, что помилование, вот этот вот конфликт, это такой, скажем, демонстративный, якобы гуманный жест со стороны Лукашенко, который пытается себе дачу поставить гуманность и надеяться на то, что санкции дадут еще больше. Почему я думаю об этом? Потому что из тех, кто выполняет те люди, которые становятся несколько месяцев, а то и несколько недель до освобождения. Понимаете, что делается? Отматывают практически дважды. Сначала мы отсиживаем весь срок, а потом нас еще лишают нашего дома. А, Вот это та данность, которая началась именно сейчас. Я говорю сейчас о изгнании. И с этим нужно что-то делать, поскольку страна, которая, в общем-то, взяла на себя необходимость каким-то образом принимать, такие, как мы, Литва маленькая, мы тоже свои законы, и каким-то образом нужно подумать о том, как помочь этой стране, потому что если американцам удастся освободить, содействовать освобождению заключенных, то речь идет о большом количестве, и технически это достаточно сложно. Мне кажется, что наша задача состоит в том, чтобы осмыслить то, что происходит, и попытаться понять, что с этим делать. Мы всегда стараемся быть по возможности оптимистами, хотя я уже давно привыкла достаточно реалистично смотреть на вещи. Э, Я желаю всем нам сил
на то, чтобы осуществить то, чего мы хотим. И вот здесь у меня за спиной фотография Бориса Беляцкого. Когда я вижу его фотографии, я всегда вспоминаю, когда я была еще в СИЗО, еще получала письма, вот, письма, открытки от людей, незнакомых или незнакомых. Я получила очень интересную фотографию женщины, которая написала, прислала фотографию, там изображено дерево, которое спилено, наверное, бобры почти до вот ствол держится вот просто на ниточке, какой-то вот части чуть ли не на коре, да, с одной стороны, но дерево стоит. И еще она мне написала вот тогда, когда я сидела, как раз Олесь Белецкий стал Нобелевским лауреатом, и поскольку он в это время не мог присутствовать на картине, его жена прочла его Нобелевскую речь. И эта вот женщина мне писала об этой гордости, слушала эту речь. Я запомнила одно предложение, одну фразу, которую она говорила в этой речи, когда Беляцкий сказал, что за зимой всегда будет. Я желаю, чтобы у нас наступила стабильность. Щиро дякую. І цяпер я хацела б запрасіць сюды панелістаў панелістак нашай першай панелі, якая будзе прысвечаная сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2025 годзе. Мы пагаворым пра новыя тэндэнцыі і выклікі, якія перад намі стаяць, а таксама пра тое, як выглядае жыццё беларускіх палізняволеных пасля турмы. Калі ласка, Кацярына Дзяйкала, беларускі хельсінскі камітэт, Анастасія Васільчук, праваабарончы цэнтр «Вясна», Вячеслав Касінераў, праваабарончая ініцыятыва «Дисидент Бай», Максим Палавінка, праект «Права на абарону» і Леонид Судаленко, палізняволены. Мадраваць гэтую панель будзе Вітаўт Сіўчык. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Як бачыце, першая панель будзе прысвечана сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2025 годзе. Новыя тэндэнцыі ды новыя выклікі. Ведаеце, тое, што адбываецца цяпер у нашай краіне, гэта сітуацыя, якой не было з часоў сталінскіх рэпрэсіяў. Калі мы кажам пра маштаб, тое, што таксама удаецца дазнацца журналістам пасля 2020 года, мяркуецца, што больш за 50 тысячаў чалавек прайшло праз затрыманні, праз адміністратыўны арышт, і яшчэ тысячы прайшлі праз крымінальны пераслед. Я сам паходжу з сям'і, у якой ёсць альбо было на працягу гадоў трое палітвязняў. Мой бацька яшчэ ў 96 годзе быў палітвязнем, амаль 30 гадоў таму. І тады, дзякуючы міжнароднай салідарнасці, дзякуючы розгаласу, намаганням майго бацьку ўдалося выцягнуць з турмы пасля галадавання. Цяпер сітуацыя яшчэ больш крытычная. Мы бачым, што калі злачынства застаецца без пакарання, то яно далей развіваецца. Мы бачым, што рэжым дазваляе сабе ўсё больш і больш здзекаў з людзей. Ёсць таксама і загінулыя ў турмах. Найлепей, канешне, і больш падрабязна, прафесійна пра тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Сітуацыя з правамі чалавека нам усё распавядуць сёння шаноўныя нашыя панелісты, тым больш што двое з іх таксама гэта былыя палітвязні. Леонид Судаленко, кіраўнік гомельскай вясны, які таксама пасля 2020 года быў арыштаваны в калоніі. Раней яшчэ перад 2020 годам Вячеслав Касінераў быў палітычным дзеячам. Таксама беларускі хельсінскі камітэт, які прадстаўляе Кацярына Дзяйкала, забаронены на ягоная дзейнасць проста ў Беларусі і пераследуецца. Максим Палавінка, праект «Права на абарону», напэўна, распавядзе пра сітуацыю з адвакатамі. Мы ведаем, што пасля 2020 года практычна кожнага чацвёртага адваката прымусілі сысці з прафесіі альбо падпаў так ці інакш пад пераслед.
І таксама спадарня Анастасія Васільчук з весны, вітаю сардэчна, таксама распавядзе падрабязна пра тое, што адбываецца ў нашай краіне, якія могуць быць нават парады ў гэтай сітуацыі вельмі складанай. Першае слова сёння я хацеў бы даць спадару Леаніду Судаленку. Спадар Леанід, калі ласка. Поможите. Вось, працаваў. Што складана разабрацца ў гэтай тэхніцы. Прывітанне сябры, тут ужо гучала імя Алеся Пяляцкага, якому учора споўнілася 63 гады. Гэта 5-й дзень народзінаў. По другому тэрміну, які ён вымушаны быў сустракаць за кратамі, і 8-м агулам, калі ўлічваць усе яго турэмныя тэрміны. Алесь Пяляцкі з намі хоць вось такім чынам сёння прысутнічае. Я папрашу, давайте мы ему поаплодируем. Дякую. Таким чынам мы яго павіншавалі з днём народа. Передо мной арганізатары, калі запрашалі на гэтае мерапрыемства, паставілі такую не вельмі лёгкую задачу распавесці пра тыя рэпрэсіі, якія чакаюць кожнага палітзняволенага пасля вызвалення. Я на сваім асабістым прыкладзе паспрабую вам распавесці, как не стамляць вас. Я буду казаць коротка, але буду казаць толькі тое, што адбывалася са мной цягам 11 дзён, якія я змог пратрымацца у родным Гомелі з даведкаю аб вызваленні па адбыццю тэрміну пакарання, ну і тымі рэпрэсіямі, якія мяне пераследуюць да сёння, нават калі я знаходжуся в іншай краіне. Як ужо мяне прадставілі, я чвэрць веку займаюся абаронай правоў чалавека ў сваёй краіне Беларусі. І, канешне, у 20-м годзе рэпрэсіі не маглі проста пайсці нашага праваабарончага офісу ў Гомелі, дзе я ўзначальваў гомельскае аддзяленне праваабарончага цэнтру вясны. Мяне і 2 маіх памочніц арыштавалі. У выніку закрытага і несправядлівага суда мне далі максімальны тэрмін па так званым народным 342 артыкуле, абвінаваціўшы тым, што я арганізоўваў і фінансаваў пратэст. А што такое арганізацыя? Арганізацыя – гэта тыя людзі, якія прыйшлі ў наш офіс па дапамогу. Што такое фінансаванне? Гэта кампенсацыя штрафаў, напрыклад, в некаторых момантах аплата паслуг. Вось адключыць тэрмін цалкам я не планаваў міграцыі. Асабіста я разлічыў жыць у Беларусі. Я вярнуўся ў Гомель. Але ўжо з першага дня, як я ўжо потым даведаўся, адносна да мяне была ўключена працэдура аператыўнага мерапрыемства. Бо ревнічна так называюцца і вядуцца гэтыя мерапрыемствы у адносінах да тых, каго падазраюць злачынцам. Я лічу, што адносінах да кожнага, хто вызваляецца, я маю на ўвазе палітвязні, такія аператыўна-розыскныя мерапрыемствы уключаюцца, што яны сабой падразумяваюць. У першай чаргу гэта запіс, праслухоўванне усіх уваходных, усіх званкоў, якія выходзяць на тэлефон. Цягам 3 дзён пасля вызвалення я, як і ўсе астатнія, абавязаны быў стаць на ўліку крымінальна-выканаўчай інспекцыі па месцу жыхарства, і там гэтая інспекцыя мне як бы прад'явіла шэраг патрабаванняў, якія я павінен выконваць.
Я кажу, калі я, гэта маеце на ўвазе, што гэта будзе тычыцца кожнага палітычнага вязня, у незалежнасці ад таго, па якой прычыне ён вызваляецца. Ці як я адбыў тэрмін цалкам, ці ён памілаваны, ці ён выйшаў на волю па амністыі. Тым не менш, як вядома, я зараз вяртаюся да нацыянальнага заканадаўства. Нацыянальнае заканадаўства кажа, што пасля адбыцця тэрміну судзімасць можа быць знятая ці пагашана. І існуюць пэўныя тэрміны для гэтага. Калі, напрыклад, злачынства як у мяне менш цяжкае, тады цягам 2 гадоў мяне гэта інспекцыя крымінальна-выканаўчая кантралюе. Калі цяжкае злачынства, я маю на ўвазе да цяжкага злачынства адносяцца тыя злачынствы, тэрмін якіх не перавышае 12 год. Тады 5 гадоў кожны вызвален, абавязаны выконваць патрабаванні, знаходзіцеся на волі, адбыўшы тэрмін, ці будучы памілаваны, абавязаны выконваць шэраг гэтых патрабаванняў. Якія патрабаванні да мяне прыпіліла інспекцыя крымінальна-выканаўчая? Гэта ў першую чаргу 2 разы на дзень падуключаны відэарэгістратар. Ка мне па месцу жыхарства да хаты прыходзілі супрацоўнікі, каб праверыць маё месцазнаходжанне. Прычым яны казалі, што могуць прыйсці і ноччу, нягледзячы на тое, што ў мяне ў сям'і выхоўваецца непаўнагадовы сын. Яны папярэдзілі, што калі я выключу дамафон ці не буду адказваць на мабільны тэлефон у 2 гадзіны ночы, напрыклад, яны будуць турбаваць суседзяў. Яны будуць мяне аб'яўляць губішчам. Акрамя таго, мне быў забаронены выезд не толькі з краіны, а нават і з горада. Уяўляеце, моя родная маці жыве ў другім населеным пункце. І каб паехаць да яе, напрыклад, у госці, я павінен папярэдне прыйсці ў інспекцыю, папрасіць у іх дазволу выехаць у іншы населены пункт. Пры гэтым я павінен абгрунтаваць мэту сваёй паездкі. І не факт, што яны мне гэта дазволілі зрабіць. Акрамя таго, раз на тыдзень, у маім выпадку гэта панядзелак, у 11 гадзін ночі я павінен быў з'яўляцца у крымінальна-выканаўчую інспекцыю, дзе праводзяцца так званыя прафілактычныя мерапрыемствы у адносінах да тых, у каго пагашаецца судзімасць. Ну, у маім выпадку за 11 дзён я 1 раз туды схадзіў, паказалі цягам 1,5 гадзіны кіно пра наркаманаў. Гэта так, ну, о шкодзе гэтага занятку. Гэта ў іх называецца прафілактычным мерапрыемствам. У любы момант мне сказалі, што мяне могуць выклікаць у незалежнасці, дзе я знаходжусь, таго, каб я патлумачыў пра свой лад жыцця, пра свае паводзіны. Ну і акрамя таго, зразумела, што знайсці працу праваабаронцы і далей працягваць займацца той дзейнасцю, якой я займаўся чвэрць стагоддзя, было немагчыма, што фактычна гэта азначала забарона на род занятак. Таксама ад мяне патрабавалі тэрміновага працаўладкавання. Мне не тлумачылі, і іх не цікавіла, дзе я буду працаваць. Галоўнае, каб я працаваў. Мы ведаем, як цяжка ці лёгка знайсці працу ў Беларусі былому палітвязню, які асабістыя дадзеныя якога занесены у так называемыя спісы, ну, у нашым выпадку экстрэмісцкія спісы, спісы грамадзян, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Ёсць яшчэ спісы грамадзян, ёсць яшчэ палітвязні, асабістыя дадзеныя іх заносяць у тэрарыстычныя спісы. Гэта тыя, хто адбывае пакаранне па так званых тэрарыстычных артыклах. І там гораздо ўсё складаней, чым, напрыклад, у экстрэмістаў. І вось у такіх умовах мне прапаноўвалі пражыць 2 гады, а потым зноў жа паводле закону о супрацьдзеянні экстрэмізму яшчэ 5 гадоў пасля таго, як пагашаецца судзімасць,
яшчэ 5 гадоў паводле закону супрацьдзеяння экстрэмізму гэтая працэдура працягваецца. І ў маім выпадку гэта азначала, што фактычна 7 гадоў я павінен быў жыць у такіх умовах. І адно парушэнне, папярэдзілі мяне пад асабісты подпіс, адно парушэнне цягне за сабой вялікі штраф да 100 базавых адзінак ці арыш на 15 сутак, адміністрацыйны арыш. Калі гэта будзе працягвацца, тады кожнага з нас чакае новая крымінальная адказнасць. І гэта яшчэ не ўсё. Пакуль я сидзеў, усе медыярэсурсы, уключна сайт гомельскага аддзялення весны, сацыяльныя сеткі, нават у Одноклассниках у нас была сторонка, признали экстремистским формированием, и я, як кіраўнік, праходзіў галоўным падазраваным в этой криминальной справе. Як сказаў Андрей Стрыжак, які прапаноўваў мне хутка з'ехаць, цяпер буквально ў першы дзень майго вызвалення, за тобой яшчэ не прыйшлі, чакай, значит прыйдуць завтра. То бок фактычна я вызваліўся з новым крымінальным артыкулам. Мне яго не паспелі прад'явіць, таму што я прабыў, як я ўжо сказаў, 11 дзён. Я заказаў па ускоранай гэтай праграме пашпарт. І честно признаюсь, я з'ехаў бы і завтра, але я чакаў пашпарт, таму што я ведаю пра тыя праблемы, якія чакаюць за мяжой, не выдаюць пашпарты. Я чакаў гэты пашпарт. Праз 11 дзён я яго атрымаў. Як толькі я атрымаў, я фактычна пабег у Смоленск. Вось, аказаўшись на тэрыторыі России, я ўжо потым з России уезжаў в Украіну развязан. У дадзеным выпадку я ўжо побоюсь адкрыць, потому што гэты канал уже не працуе, гэта была Эстонія, народ. І нават уже тут, у Літве, калі я знаходзіўся ў поўнай бяспецы, у дачыненні да мяне праз 3 месяцы фактычна пасля ад'езду распачалі новую крымінальную справу, абвінаваціўшы мяне ў тым, што я даю інтэрв'ю шматлікім незалежным медыа, якія ў Беларусі прызнаны экстрэмісцкімі і фарміраваннямі. Просто, напрыклад, той же Белсат, ці тая ж Радыё Свабода, ці Наша Ніда, ці Еўрарадіо, радыёрацыя, любое медыа прызнаны экстрэмісцкімі, і па гэтаму мяне абвінавацілі па 361 прым 4 іншае садзенне экстрэмісцкай дзейнасці. І калі я ўступіў у камунікацыю са следчым камітэтам, патлумачылі пра тое, што вось я, маўляў, даваў інтэрв'ю, распавядаючы пра тое, у якіх умовах палітвязні ў Беларусі вымушаны адбываць вось гэтыя пакаранні. У мінулым годзе Гомельскі абласны суд па першай інстанцыі разгледзеў гэтыя абвінавачванні і прысудзіў мне 5 гадоў пазбаўлення волі у калоніі строгага рэжыму. Это значыць, што першая судзімасць не была пагашаная, і я здзейсніў новае крымінальнае злачынства. Вось, і гэта як бы тыя рэпрэсіі, якія фактычна могуць чакаць кожнага палітвязня вось сярод нас, сярод прысутных. Я бачу шмат палітвязняў, якія знаходзяцца ў розных краінах, вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. І фактычна следчы камітэт Беларусі, вось, у маім выпадку гэта якісьці там раённы, па месцу маёй рэгістрацыі, я там ад Гомеля в 11 кіламетрах у аграгарадку зарэгістраваны, там маёнтак ёсць. Правда, землю арыштавалі, хатаю не ведаюць, што рабіць. Так вось, гэты лейтенант са следчага камітэту, можа, мой сын, там, 22-гадовы хлопец, так? Вось, ён мне вось прыслаў гэту паперу, што вось ты даў інтэрв'ю, пералічыў, каб я даваў інтэрв'ю. Гэта значыць, яны сядзяць, манітораць, так, бачаць штосьці, і узбужаюць гэтыя крымінальныя справы. І гэта яшчэ не ўсё. У гэтым годзе да маёй 87-гадовай маці прыехалі зноў жа сілавікі. Мы з сястрой прынялі рашэнне не казаць ёй усёй праўды пра тое, што я у турме, і для маці я працаваў у іншай краіне. Я не сидзеў у турме. Але ж гэтыя сілавікі прыехалі, расказалі, што я сын злачынца,
что я сидел в тюрьме, что я знаходжуся в обшуку, что я і в російських гэтых базах мои дадзеныя мои дадзеныя включены в гэтай вышуканыя базы. Распавялі маці пра тое, што я сидзеў, зноў жа, што мяне зноў шукаюць і ўсё астатняе. У выніку чаго маці спатрэбілася рэанімацыя. Я гэта кажу дзеля чаго, каб вы разумелі, што такім чынам праз спробу ціску на нашых блізкіх, якія засталіся ў краіне, вось гэтыя рэпрэсіі зноў жа працягваюцца. І гэта яшчэ не ўсё. Каб вас не стамляць, я яшчэ скажу пра праблему пашпартоў, якія дыктатар Лукашенко забараніў выдаваць тут консульскіх установах за межамі. Акрамя таго, яны ж унеслі, нават ужо падрыхтавалі нас усіх да пазбаўлення грамадзянства. Нават грамадзянства, якое мы ўсе атрымалі па нараджэнню. Я беларус. Я нарадзіўся ў Беларусі, і мяне іншага грамадзянства няма. Я нарадзіўся ў Беларусі. Няхай тады, якая знаходзілась пад акупацыяй Савецкага Саюза, але тым не менш, у мяне ў пашпарце заўсёды было напісана, што я беларус. Бо зараз яны сказалі пра тое, што хоць Канстытуцыя забараняе пазбаўляць грамадзянства, атрыманага па нараджэнні, але тым не менш я яго магу згубіць. Згубіць, таму што я здзейсніў злачынства супраць дзяржавы, выходзіць так, таму што я экстрэміст. За гэтыя злачынствы фактычна нацыянальны закон дазваляе пазбаўляць грамадзянства, атрыманага па нараджэнні. І хоць гэтая працэдура яшчэ не... Я ўжо скончыў, Крысціна. Я уже 2 слова яшчэ. І хоць гэтая працэдура яшчэ не цалкам не запрацавала, не было яшчэ выпадкаў, каб пазбаўляць. Але вось гэта, пра што зараз папярэдняя дакладчыца расказвала, тое, што ўжо фактычна выкідваюць за мяжу палітвязняў без дакументаў і без пашпартоў. Калі ружо на сцену павесіць, то гэта ружо рэжым. Там пачне страляць, і нас пачнуць. На гэтым я пастаўлю кропку, будзе дыскусія. Калі ласка, калі ў каго узнікаюць якісь пытанні, калі ласка, мы цягнем до конца дня і са сваім опытам, які не па сваёй волі вымушаны будуць несці ўроўную саемную. Дзякуй вялікі, спадар Леанід, за гэтае сведчанне. Дыскусія будзе таксама пасля таго, як усе паналісты выступяць. Цяпер бы хацеў перадаць слова спадарні Кацярыне Дзяйкала, беларускі хельсінскі камітэт. Алло. Ага. Шановне господарство, дзякуй вялікі за то, што вы запрасілі мяне. Для мяне это вельмі важна выступіць на папярэднім кангрэсе. Таксама была, і гэта таксама было вельмі важна для мяне. И я буду на русском сейчас говорить. Моя задача немножко дать такой обзор основных тенденций репрессивной политики Беларуси именно на уровне политики, которые, да, происходят. Коллеги дальше будут рассказывать про практику. Первое, с чего я хочу начать, это, наверное, такой месседж даже для наших международных партнеров больше. Исходя из последних достаточно больших освобождений, важно понимать, что, несмотря на это, никакого движения в сторону смягчения репрессий не происходит. Это просто надо понять. Эти освобождения и смягчение репрессий, о котором все говорят, это абсолютно разные треки и разные вещи. И даже если выпустят эту условную 1300, но больше никто не будет делать ничего и требовать от государства прекращать саму репрессивную политику, то, в принципе, для этих людей изменится многое, но для общества в целом не изменится ничего. За эти 5 лет через формализацию
репрессий, то есть через постоянное, каждый год изменение законодательства и включение туда норм, которые позволяют как бы законно, как бы формально, да, нарушать права людей, преследовать произвольно их по политическим мотивам, создалась очень устойчивая, латентная системная база для политического преследования, которая выходит сегодня далеко за рамки прямого преследования, которое у нас на слуху. Там аресты, обыски, посадки, да. На самом деле это лишь вершина айсберга. Это совершенно не означает, что каким-то образом нужно прекращать эти освобождения. Безусловно, нет. Но просто это важно понимать, что вот такая проблема есть, и ее надо решать отдельным треком. После 2020 года, и это каждый год к этому добавляется что-то новое, государство на уровне законодательства разделила, если раньше это было просто на уровне правоприменительной практики, деление на своих и чужих, на хороших и плохих, на правильных и неправильных, да, по признаку лояльности государству. После 2020 года произошло это разделение на уровне уже законодательства, и на сегодняшний день есть 3 группы людей, которые законодательно поражены в правах. Ну, первая группа — это, конечно, люди, которые имеют судимость по политическим статьям или привлекались к административной ответственности, люди, которые преследовались по политическим статьям, так называемым. И помимо всей практики злоупотребления контролем после освобождения, все, о чем говорил Леонид, о чем будет говорить Настя и Вячеслав, на уровне политики государство считает недостаточным того, что эти люди и так понесли справедливое наказание, то, чего они не должны были испытывать. Но еще после освобождения делается все, не говоря уже о гражданских политических правах, но даже чтобы эти люди не имели права свободного выбора труда, потому что для них вводится ряд ограничений, ну, баны профессиональные, да. И мы видим, что государство идет по этой дорожке постоянно. В 2023-2024 году экскурсоводы и гиды-переводчики у нас были, да, меняются постоянно правила аттестации, этические правила, правила приема на работу для целого ряда профессий, педагогические работники, нотариусы. В 2025 году добавились риэлторы, аудиторы, антикризисные управляющие. Всеми этими профессиями больше не могут заниматься люди, которые имеют судимость или перевод по административным статьям. И, собственно говоря, для людей, которые даже не имели этого преследования формально, все равно создается постоянная атмосфера риска потерять работу, если ты что-то где-то не то говоришь. Также вторая группа, которая поражена в правах на государственном, на уровне законодательства, это представители ЛГБТК плюс сообщества. А на самом деле намного более широкая. Все, кто работает с этой тематикой, потому что мы видим эволюцию с 23 года. Это заимствованная в России практика. Это тоже не была известной практикой в Беларуси при всем нашем режиме до 2020 года. С 23 года, когда власти только начали говорить об этом, мы пришли в 25 году к проекту статьи об административной ответственности за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, и в этот ряд стоит бездетность и педофилия, да. Важно понимать, что это, я повторюсь, касается не только представителей ЛГБТК плюс сообщества, но это касается всего фем-движения, это касается людей, которые работают с вопросами равенства, это касается просто какого-то просвещения в школах, извините, да, которые планирование семьи, там каких-то вещей, потому что все это сейчас считается пропагандой вот этого всего, что я сказала. То есть практически государство хочет ввести ответственность за определенные проявления, аспекты личной жизни. Ну и третья группа людей, пораженных в правах на уровне законодательства, это люди, имеющие связь с иностранным государством правовую, то есть люди, имеющие ВНЖ или иные подобные документы. Очень важно тоже сказать, что государство все эти 5 лет адаптируется, как бы, если можно это так назвать, к вот этой новой реальности и изменяет системные документы, на которых строится основное законодательство, всякие военные доктрины, доктрины национальной безопасности и так далее. В 2025 году был принят единый документ в сфере идеологии, директива номер 12,
с упором на частный сектор, ожидаемо началось давление, то есть государство как бы начинает уже в этом году добивать все, что оно не добило раньше. И мы видим, что уже началось давление того, что в частных фирмах требуется сдать там ответственность по идеологии и так далее. Абсолютно, вот эта вот попытка докрутить все, что не было докручено, это точно такой тренд 25 года. Мы видим, что введен запрет на дистанционное обучение в школах иностранных для детей, которые проживают на территории Республики Беларусь. И это тоже на фоне того, что закрыты все частные школы, это тоже не попытка, а это уже свершившийся факт монополизации полностью среднего образования государством, естественно, тоже форма идеологического контроля. Мы видим даже, что сфера спорта, казалось бы, безобидная такая сфера, и более того, всегда государство очень любит ей размахивать, тоже монополизируется, потому что введена нормы, и административная ответственность планируется ввести за ее несоблюдение, за представление, то есть представление Беларуси на любых международных соревнованиях и конкурсах в сфере культуры, спорта и образования теперь можно только с разрешения государства, если там представляет страну одна команда или один человек. Это значит, что сюда попадают и школьные олимпиады. Это все тоже сюда попадает. То есть, условно, если вдруг ребенок талантливый, какой-то не такой, не знаю, его родители где-то отметились не там, где надо, или что-то в этом роде, то он уже не может туда поехать, потому что на основе непрозрачных правил, никому непонятной процедуры органы центральной власти будут решать, кто может представлять Республику Беларусь. Также важно отметить один из трендов, тоже важно, это изменения, касающиеся пенсионного обеспечения людей, пенсионеров, находящихся в заключении. В этом году, в 2025 году, поменялись правила администрирования этого, и теперь будет этими пенсиями распоряжаться не Фонд социальной защиты населения, как и всеми пенсиями, да, и людей, которые не находятся в заключении, а система НДБ. И это тоже ставит в еще более уязвимое положение пенсионеров, которые находятся в заключении, и дискриминирует их по отношению с пенсионерами, которые находятся на свободе. Потому что вся сумма трудовой пенсии теперь будет перечисляться в исправительное трудовое учреждение, и оно производит все удержания и зачисляет остаток на счет человека. При этом в прошлом году государство расширило основания для удержания с пенсии. Важно также сказать, что вот эта вся репрессивная политика, закручивание, она касается не только политического преследования. Мы видим еще две тенденции тоже в 2025 году, и одна из них еще и более давняя. Это ужесточение намного более, чем было раньше, норм в отношении так называемых тунеядцев, людей, не занятых в экономической деятельности. А в 2025 году мы видим абсолютно дурацкий указ Лукашенко о повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции, и которым государство перекладывает ответственность себя на работодателей мигрантов и нарушает права мигрантов на свободный выбор труда, превращая, по сути, тоже их в какой-то товар и какую-то практику принудительного труда. Относительно практики, еще последнее, что я хочу сказать, да, относительно практики принудительного вывоза людей, на самом деле, ну, с точки зрения международного права и с точки зрения международного уголовного права и статута Международного уголовного суда, это как раз-таки депортация, потому что признаки уровня политики, системности и широкомасштабности тут уже можно как минимум попытаться искать, да, это уже не голословное утверждение. Важно сказать, что это ведь не практика вот этих последних двух вывозов. На самом деле люди, которых вынуждают уезжать, может быть, не в прямой форме, что тогда сажают на автобус, конечно, это более жесткая форма такого обращения, но когда людям создают невыносимые условия после освобождения внутри Беларуси, когда они вынуждены уезжать, чтобы просто вздохнуть, э, это тоже по сути, такая же практика. Лишение людей этих документов
делает их фактически, ну, есть такое выражение де-факто стейтмент, фактически без гражданства. Но здесь я бы очень хотела отметить, что, да, фактическое без гражданства, оно очень большие неудобства создает человеку за рубежом, но до юридического лишения гражданства человек остается гражданином. И не в том проблема, в смысле проблема, конечно, в том, что государство отказывается от своих обязанностей в отношении гражданина, но важно для нас то, что эти обязанности у него есть. Пока человек гражданин, государство связано с ним и обязано давать ему защиту. Поэтому любой такой отказ, он фиксируется и накапливается как нарушение. Это очень важно не приравнивать лишение гражданства, да, человека, потому что у него забрали паспорт. Нет, в том-то и дело, и важно государству как раз-таки напоминать постоянно, что это граждане. И вы не можете просто так отказаться от этого, хотя оно отказалось уже на самом деле паспортным указом практически от всех, кто не может вернуться в страну и поменять документы. Возможно, в дискуссии сегодня мы затронем сегодня эту тоже проблему, да, и что с этим делать. Но это все, что я хотела сказать. Дякую велике спадарні Катерина. Хотів би передати слово спадарні Анастасії Васильчук, так само з правоохоронного центру «Весна». Будь ласка. Да, всем добрый день, коллеги и коллежанки. Да, я бы хотела записаться на короткую презентацию. У меня есть 4 слайда. Да, покажите, как будто. Убраться. Мгм. Да, нашла. Ага, да, все, дякую, Вики, буду начинать. Да, я бы хотела протягнуть а, тему, чим, які тренди. Да. Я бы хотела протягнуть тему того, які тренди зараз у белорусской державі відносно репресій, репресійних практик. І розповіду менавіта про практики. А яны у нас у гэтым годзе все праходзяць под таким лозунгом ціхіх рэпрэсій. Так, крыху распавяду, што гэта такое, што робіць дзяржава, што бачаць праваабаронцы, і напрыканцы зраблю некалькі важных заклікаў, важных праваабарончай супольнасці і не толькі. Так, а подскажите, что, как переключить на великую, да, я натискаю, нічого не відбувається. Супер, відбулося. Ну, тады я пачынаю, то бок, калі мы згадаем усё тое, што было з пункту гледжання рэпрэсій, да, 25-го года, то мы памятаем? Мы памятаем тое, што беларускія ўлады хіба не кожны факт затрымання, новыя масавыя крымінальныя справы, нейкія рэйды па Беларусі, яны прям спяшаліся даць справаздачу ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, на прапагандысцкіх тэлеграм-каналах, распавядалі вельмі яскрава пра гэта ўсё. Але ў 25-м годзе сітуацыя змянілася, і цяпер мы можам канстатаваць, што такіх паведамленняў у дзяржаўных рэсурсах стала значна меней. З часам бываюць, што агулам нічога не з'яўляецца, і можа скласціся такое ўражанне, што рэпрэсіі ідуць на спад. Але насамрэч гэта не так, і цяпер мы проста адзначаем, што ў 25-м годзе па стане 8/8 замоўчвання фактаў пераследу гэта стала важнай часткай дзяржаўнай палітыкі. І такую палітыку мы называем ціхія рэпрэсіі ці ціхі тэрор. Што робіць у гэтай сітуацыі дзяржава? Мы ведаем, што еще на пачатку сакавіка спынілася публічнае абнаўленне раскладу судовых паседжанняў на сайце Верхоўнага суда. Мы больш не бачым інфармацыю пра крымінальны, адміністратыўны, палітычна матываваны пераслед,
І ну, можна сказаць, што гэты расклад суда ён быў фактычна найбольш поўнай і аб'ектыўнай крыніцай інфармацыі пра маштаб адміністратыўнага і крымінальнага пераследу. Цяпер мы працуем у тых умовах, што такімі крыніцамі у нас застаюцца спісы людзей, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, да тэрарыстычных фармаванняў, а таксама паведамленні ад блізкіх і родных саміх рэпрэсаваных. Далей амаль не публікуецца пакаяльнае відэа. Быў перыяд, калі пакаяльныя відэа змяніліся на такія аўдыапакаянні, якія тым ліку распаўсюджваліся ў тыктоку, але цяпер мы бачым, што ні ў якай форме такіх паведамленняў няма. Адпаведна, мы губляем вялікую частку інфармацыю пра тых затрыманых. Раней мы маглі ідэнтыфікаваць людзей праз гэтае відэа, цяпер такой магчымасці няма. Далей, тое, што мы бачылі раней, гучныя палітычна матываваныя справы, яны асвятляліся так ці інакш на розных дзяржаўных рэсурсах. На сайты пракуратуры пісалі пра прысуды гучныя альбо рабілі анонсы гэтых спраў. Цяпер такая інфармацыя таксама адсутнічае. І як прыклад, на мінулым тыдні прызналі палітвязнямі 2 чалавек, асуджаных за тэрарыстычныя акты. Гэта Віктор Яскіч і Яген Грук. Гэта людзі з Брастейскай вобласці. Яны былі затрыманы яшчэ дзесьці весну ці ў сакавіку ці ў красавіку 24-го года. Іх падазраюць, як це ўсё ў сувязях з украінскай дзяржавай, абвінавачваюць сябе у розных дыверсійных тактыках. Ну і выніку яны пазбаўлены волі, але мы не ведаем іх тэрміны. І даведаліся мы пра гэта не з дзяржаўных крыніц, но не было ніякіх артыкулаў. Мы даведаліся пра гэта выключна спіс людзей, датычных да тэрарыстычных. Гэта робіцца з адной мэтай. Мы гэта можам зрабіць. Гэта практыка такая, што мэта ўсяго гэтага весці ў міжнародную супольнасць, стварыць уражанне, што сітуацыя стабілізавалася і рэпрэсіі пастаянна скарачаюцца. У той жа час, што бачаць праваабаронцы? Затрыманні працягваюцца. Мы гэта ведаем, як прыклад гэтай справы Галіна. Ізалятары з часовага ўтрымання, следчыя ізалятары прапоўнены гэтымі людзьмі. Гэта так. На сённяшні дзень у вясны ёсць звесткі пра мінімум 74 чалавекі. Гэта верыфікаваныя кейсы, то бок мы ведаем імёны, прозвішчы, іншыя дэталі затрыманняў, месца, дзе ўтрымліваюцца гэтыя людзі. Але мы ведаем, што затрыманых па справе Галіна значна больш, і іх ужо пачалі судзіць, суды ідуць пакуль што ў рэгіёнах, даюць розныя тэрміны. Людзі атрымліваюць і калонію, людзі атрымліваюць і хімію з накіравання. У рэдкіх выпадках гэта але больш іншых. У судах цяпер ідуць масавыя, насамрэч, палітычна матываваныя справы. Прыклад такіх спраў — гэта справы дваравых чатаў. Калі вы памятаеце, то восенню мінулага года, гэта, падаецца, быў кастрычнік, прайшоў чарговы масавы рэйд, былі затрыманы шмат людзей у Менску, Барвеншчыне, Смаргон, Валтавыска і так далей. Іх усіх павінавацяць у тым, што яны удзельнічаюць у экстрэмісцкіх фармаваннях. Экстрэмісцкія фармаванні — гэта групавыя дваравыя чаты. І, напрыклад, цяпер у Гародні ідзе суд, там, дзе у адной партыі 9 ці 10 чалавек, напрыклад, людзі знаходзяцца ў СІЗА, пачынаючы з кастрычніка, то бок ужо амаль год мінулага года. І гэта ў асноўным жанчыны узростам 50+. Увесь гэты час знаходзяцца ў зняволенні. І такіх спраў многа. Дзяржаўныя крыніцы не былі патрапляць. Людзей, як і раней, працягваюць затрымліваць на павяртанне ў Беларусь, прычым гэта не толькі пра затрыманне за розныя падпіскі наўпрост на мяжы, гэта ў тым ліку затрыманне праз пэўны час у межах крымінальных справаў, то бок людзі могуць уехаць і быць затрыманымі праз тыдзень ці два. І
мы кажам, бачым пераслед Беларусі ў замежжа. Ужо калегі мои крыху пра яго сказалі, я думаю, што будзем яшчэ пра гэта гаварыць. Гэта узбуджэнне новых крымінальных спраў, новая спецыяльная вытворчасць, крымінальныя справы, все прекрасна ведаеце гэта справы за ўдзел у акцыях датычных дня волі, прычым там не толькі, напрыклад, у Варшаве, але гэта датычыцца і малых гарадоў. І таксама ціск на сваякоў, людзей, якія выехалі, а таксама спробы гаворкі, то бок тыя самыя паведамленні, якія я думаю, што ёсць людзі ў гэтым зале, якія дакладна атрымліваюць з супрацы, сяброўства і гэтак далей, гэта таксама формы ціску, і яны таксама адбываюцца. Яшчэ вось апошні момант, які асобна вынесла, яго хочу асобна сказаць, гэта рэпрэсіі ўспрымаюцца цяпер як новая норма. Новая норма гэта калі яны робяцца штодзённасцю, людзі, нават грамадскія актывісты, яны пачынаюць проста лічыць гэта чымсьці, што відавочна, яно адбываецца кожны дзень, адпаведна тое, што адбываецца кожны дзень, мы на гэта перастаём звяртаць увагі і паведамляць пра гэта і казаць, атрымалі нейкае паведамленне ад сілавікоў, але мы нікому нічога не кажам, і гэта якраз такі працуе вось на тую мэту пра тое, каб мы паведамляем пра гэта і ўводзім зман грамадства. Я спецыяльна не шмат лічбаў прыгатавала, бо як я ўжо намекнула, што ў той сітуацыі, якой мы працуем цяпер, вельмі шмат інфармацыі мы не атрымліваем. І тыя лічбы асабліва датычацца адміністрацыйнага пераследу, фактаў звычайных затрыманняў, адміністратыўных затрыманняў мы атрымліваем досыць мала, і гэта лічба яна ў разы болей. Я магу адразу сказаць, але нават гэтыя лічбы, якімі мы цяпер валодаем, асабліва можна глянуць на апошнія, гэта яны паказваюць, што рэпрэсіі яны застаюцца як мінімум на тым жа ўзроўні, на якім яны былі год таму. Вось па гэтых паказчыках, то бок людзі уключаныя ў спіс экстрэмістаў і ў спіс экстрэмістных фармаванняў, яны па стане на сённяшні дзень гэтыя лічбы нават большыя, чым у такой жа перыяд год таму. І гэта толькі тое, што вядома. Гэта толькі, што датычыцца спісаў фармаванняў і датычных да экстрэмізма, гэта тыя спісы, якія дзяржава публікуе, то бок гэта дакладныя лічбы і гэта дакладнае параўнанне, што гэтых людзей стала болей. Нават пачаецца, што ўжо на сённяшні дзень падаецца правільная лічба будзе не 960, а 975, а яшчэ сёння пятніца, і ў пятніцу якраз такі той самы дзень, калі гэтыя спісы абнаўляюцца. І я думаю, што сёння можа быць так, што гэта лічба стане ўжо 1000 з чым-то людзей. 10 днём яны выкладаюць гэтыя ўсе абнаўленні. А там бывае так, што ў адзін тыдзень 20 чалавек, а ў нейкі тыдзень там па 50 чалавек. Маштабы насамрэч вельмі катастрафічны. І апошні, напэўна, слайд – гэта тое, што мне вельмі, не толькі мне і маім калегам моцна баліць. Таму я бы хацела зрабіць некалькі заклікаў, і яны будуць датычыцца у першую чаргу, напэўна, беларусаў замежжа, гэта тых людзей, то бок нас з вамі, хто знаходзіцца ў бяспецы і хто у той сітуацыі, якая цяпер склалася ў Беларусі, можа стаць голасам тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, голасам тых жа сваякоў, якія баяцца казаць пра палітычных зняволеных і баяцца па натуральных прычынах камунікаваць з экстрэмісцкімі фармаваннямі, кшталту ВСУ, кшталту другіх арганізацый незалежных СМІ. І першае, то бок самы час перадаваць інфармацыю пра людзей, якіх няма ў спісе палітвязняў. Насамрэч, з улікам таго, што я вельмі шчыльна працую з тэмай прызнання людзей палітвязнямі, я магу сказаць, што самы час перадаваць ён заўсёды. Але цяпер з улікам вызваленняў, з улікам таго, што гэта надзея на хуткія вызваленні з'явілася і ў вязняў у турмах, і ў сваякоў, мне падаецца, што самы час казаць пра тых, пра каго яшчэ невядома, каго няма на сайце вясны, каго няма на сайце Дысідэнт Бай, каго проста няма ні ў якіх спісах. Таму, калі ласка, звяртайцеся, паведамляйце,
мы патлумачым, то бок што якія звесткі, якія дакументы патрэбна, і гэта вось той самы час, калі гэтыя людзі могуць быць уключаны ў спісак палітвязняў. Больш за тое, калі ёсць знаёмыя людзі, якія ўжо адбылі свае тэрміны, альбо напрыклад, яны знаходзіліся ў СІЗА па крымінальных справах вось кшталту па 342 артыкуле, то бок за ўдзел працэтэст. Ну, гэта звычайная гісторыя, 2-4 месяцы чалавек у СІЗА, яму даюць хатнюю хімію, ён выходзіць. І калі гэтых людзей яшчэ няма ў спісах былых палітвязняў, альбо яны ўжо выехалі, гэтыя людзі заўсёды, звычайна заўсёды, ім патрэбна аказваць медычную дапамогу і гэтак далей. Людзі мусяць быць у гэтых спісах. Таму, калі ласка, у тым ліку паведамляйце пра тых, хто ўжо адбыў тэрміны альбо знаходзіўся ў СІЗА па палітычных справах. Другое, вельмі важны таксама такі момант, і якраз я лічу для яго вось самы час. Гэта рабіць нябачных палітвязняў бачнымі. Мы таксама разумеем, што ў нас ёсць больш медыйныя палітвязні, якім не большая ўвага, ёсць палітвязні, пра якіх мы ведаем толькі, можа быць, імя, прозвішча і дату нараджэння. Таму, калі у вас ёсць такія людзі, якія за кратамі, і пра іх мала што вядома, то можна распавесці іх гісторыю. Гэта вельмі важна, менавіта цяпер звяртаць увагу усімі магчымымі чынамі на гэтых людзей. І калі вы хочаце распавесці гэту гісторыю, гэта не абавязкова мусіць быць звязана з умовамі ўтрымання ці з крымінальнай справай. Проста можаце распавесці, што гэта чалавек, каб інфармацыя ў профілі была больш. Так, я ўжо буду завяршаць, выбачайце. І трэцяе, гэта таксама вельмі важны заклік, і ён датычыцца не толькі таго, як уключыць людзей у спісак палітвязняў. Ён заклік да ўсіх беларусаў замежжа, асабліва для тых, хто палітычна і грамадска актыўны. Давайце, калі ласка, разам збіраць інфармацыю пра ціск і пра рэпрэсіі. То бок мы не заўсёды, мы амаль нават сказаць, што 90% інфармацыі, якая нам прыходзіць, мы не публічым. Можа, нават болей, таму што людзі баяцца. Але гэта інфармацыя, яна кладзецца ў аснову той статыстыкі, якой мы валодаем. То бок не бывае нязначных фактаў пераследа, кожны факт важны, калі ласка, паведамляйце іх, і лепш, праўда, мы атрымаем 10 паведамленняў пра нейкі інцыдэнт ад розных крыніц, чым мы атрымаем 0, да? Потому што кожны будзе думаць, ну, па-любому там весне хтосьці паведаміў. Але гэта, звычайна, весне яшчэ ніхто не паведаміў, таму, калі ласка, мы будзем вельмі рады, калі вы будзеце пра гэта паведамляць. Нават пра спробы вербоўкі, нават пра нейкія паведамленні, гэта ўсё по факты ціску. І можна сказаць, што, які сэнс, сітуацыя в Беларусі катастрафічная, мы пра гэта ведаем. Але менавіта, каб казаць усяму свету пра тое, што адбываецца, нам патрэбна гэта фактура. І вось на гэтых маленькіх фактах яна і будуецца. І мы будзем вельмі ўдзячныя за дапамогу. І яшчэ раз, як вынік усяго, хацела бы сказаць, што улады вельмі разлічваюць на тое, што все мы будзем маўчаць. Вось, маўчанне ён дапамагае рэжыму. Таму, калі ласка, не маўчыце, абменьвайцеся інфармацыяй, перадавайце праваабаронцам і незалежным СМІ. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Анастасія. Так, толькі сёння, вось, напрыклад, выданню «Наша Ніва» стала вядома пра тое, што ў некаторыя дні, зусім нядаўна, у Менскім гарадскім судзе ажно 90% справаў, якія разглядаліся, мелі палітычны характар. І так што ўжо ажно не хапае суддзяў, каб судзіць людзей, і перадаюць у нейкія рэгіянальныя інстанцыі. Я хацеў бы зараз перадаць слова Вячеславу Кішынєрову, прадстаўніку вядомай ініцыятывы «Дысsident Бай». Вячка, калі ласка. Спасибо, я думал, это такой двойной микрофон. Вячеслав Косинеров, Dissident By. Кстати, так лучше звучит. Я сегодня хотел бы проговорить про частную практику такую, наверное, вот мои коллеги так классно получилось, мы переходим от общего к частному, про так называемое помилование и ряд мифологий, которые с ним связаны. Когда я говорю мифология, то я подразумеваю такие слова, как гуманизм, увеличение договороспособности режима. Это вот то, что нам, наверное, пытаются продать через вот это явление помилования. Начну с того, что сами по себе помилования и близко не подходят под какие-то концепции гуманизма, потому что
многие люди пишут их, например, сразу по попадании в тюрьму, потому что есть многодетные матери, которые просто попали в веретено этих репрессий. Есть люди с инвалидностью, как бы большие проблемы со здоровьем, и они сразу готовы писать какие-то помилования, на что им отказывают на самом деле. То есть нет того, что вот просто напишите вот этот нарратив, напишите, и мы всех выпустим. На самом деле работает не так. Людям говорят, что можете вообще пробовать даже писать только через полгода, а еще лучше, если сидите половину срока. Только тогда мы можем посмотреть на то, что вы нам написали. Это очень важный момент. Второй момент, что вот коллеги, коллежанки, люди, которые уже прошли каток репрессий, они рассказывают о том, как помилование проходит. Это выглядит как какое-то что-то вроде смотрин, то есть приезжает следователь, приезжают спецслужбы, берут списки людей и смотрят, кто больше подходит под конкретные вещи. А, э, И ряд условий выставляется, довольно жестких. То есть одни из главных условий – это признание вины, это писание прошения о помиловании, и это возможное согласие на участие в каких-либо пропагандистских фильмах, сюжетах и так далее. Что очень важно, и это тоже часть жесткого психологического давления, попытка слома дальнейшего человека. А, Часто это происходит, если вот снова-таки режиму нужно вот под какую-то дату выпустить какую-то партию людей, это происходит с угрозами близким. То есть пиши, или там вот твои близкие пострадают, они окажутся там рядом с тобой. Очень часто это, как уже мои коллеги и коллежанки говорили, это попытки вербовки прям там, в тюрьме. Что потом выливается в следующие вещи, что когда человек выходит, и об этом тоже было много сказано, продолжается давление. Человека фактически выдавливают из страны, обрезая ему все какие-то социальные, экономические возможности, но кроме этого его заставляют работать подневольно на режим. И не только в качестве участия в каких-то фильмах, продвигая нарративы лукашизма. Также говорят, что вот иди в фонды и спрашивай, как они работают. И мы все будем за этим следить, и либо сообщай нам, либо это делай буквально с нашего программного обеспечения. И, к сожалению, нам известны уже трагические случаи, потому что многие люди не выдерживают этого. То есть я не могу озвучить информацию, но доходит до трагических случаев, потому что человек в таких условиях просто не способен уже справляться с реальностью, которая его окружили. А, Еще один важный нарратив, который нам продают как увеличение договороспособности, какое-то изменение ситуации в позитивную сторону в Беларуси, это постоянные вот эти известия. Вышло 16 политзаключенных, в том числе среди них есть люди, которые осуждены за экстремизм. Ну, как оказалось, это все дутый нарратив, потому что мы с моими коллегами-коллежанками садимся и проверяем все эти цифры. И как оказывается, что вот в очередной такой партии заключенных, которые их выпустили, может не быть, например, вообще ни одной женщины, когда там заявляют, что вот там вышло 8 женщин. Или может быть ни одного человека, или буквально несколько человек, которые имеют хотя бы какое-то косвенное отношение к политическому преследованию. Таким образом, обществу скармливают вот этот нарратив о том, что Лукашенко помиловал кого-то, он гуманный правитель, он жесткий, но все-таки вот он кого-то отпускает и так далее. И это подхватывается, к сожалению, иногда в том числе и СМИ. И как бы, ну, человек, который не углубляется в тему, он думает, что ну вот что-то ж меняется к хорошему. Но на самом деле нет, как, собственно, мы это вот увидели из доклада коллежанок. Вот. Важный аспект еще хотел бы затронуть тут, что а, сами вот эти заседания суда, о которых говорилось, они тоже проходят довольно жестко, и нам на данный момент известно как диссиденту о случаях, когда люди с очень серьезными стадиями заболевания, это там болезни, причем в последних стадиях, на судах буквально теряют сознание, и никакой помощи не оказывается, от заключения не освобождаются, заключение не смягчается, никакие формы преследования дальнейшего. И сейчас мы буквально пытаемся бороться за жизнь, пускай бы их хоть уже депортировали таким образом, потому что в противном случае эти люди умрут. Пока режим глух к нашим просьбам
политических структур и международных наших коллег. Очень хотел бы отметить еще, наверное, я буду краток, я понимаю, что вот перебрали все еще. Еще бы хотел отметить важную часть работы, которую совершили мои коллеги и коллежанки в рамках вот этой последней насильственной депортации, которую подвергли людей после так называемого освобождения. Вольные, СДЖ, мы, Freedom House, то есть это вот те люди, с которыми я непосредственно просто на ушах стояли мы в эти несколько суток, пока людей выкидывали на границу из Беларуси. Хочу отметить важную работу Международного гуманитарного фонда, то есть мы так объединились и хорошо сработали, и все остальные люди, которым помогали, БДПЧ, Весна и так далее. И я лично считаю этот кейс кейсом успеха, потому что люди не остались одни, людей расселили, людей накормили. Сейчас идет визовая поддержка, сейчас практически решены уже вопросы легализации для тех, кто хочет остаться в Литве, для тех, кто хочет двигаться дальше. Мы работаем в направлении организации среднесрочной, возможно, если у нас все получится, долгосрочной помощи в перспективе. Вот. И это, конечно, вызов, но хочу сказать, что мы с ним справляемся, как стараемся справляться и с теми вызовами, которые перед нами постоянно формирует режим. Вот, наверное, у меня все. Спасибо. Дякую вялікі. Хацеў бы запрасіць да слова спадара Максіма Палавінку, праект «Права на оборону». Калі ласка. Я буду рассказывать про ту вещь, которая обычно за кадром. Меня хорошо слышно, потому что, мне кажется, микрофон будет тихий. Да. Спасибо. Я буду рассказывать про адвокатуру, про состояние дел, и этот вопрос, он зачастую воспринимается как, скажем, проблемы богатых белых людей в ситуации, когда у всех все плохо. Но на самом деле адвокатура существует не сама для себя, она существует для того, чтобы общество было защищено, для того, чтобы людям было куда, к кому обратиться, получить помощь, получить поддержку, получить, в конце концов, на свою сторону человека, который будет тебе верить, в отличие от всех остальных частей системы. И я расскажу о той информации, которая чаще ходит в специализированных кругах, но, тем не менее, она очень достойна того, чтобы они ее понимать. В целом, почему адвокатура? В принципе, к 2020 году мы все понимаем, что все части системы правосудия были готовы к тому, чтобы взять козырек, принять, что иногда не до законов, и делать то, что говорят, кроме адвокатуры. То есть мы все помним это, даже, наверное, не так сказать, не адвокатуры, а кроме адвокатов. То есть мы все были, я уверен, извините, что говорю за всех, но все были одушевлены лагерем под Окрестино, то есть самоорганизация, которая была показана адвокатами и другими частями сообщества, которым надо было помогать. Вот. И это стало причиной определенной охоты и определенных системных изменений в государстве для того, чтобы больше такой адвокатуры не было, больше таких адвокатов не было, а те адвокаты, которые остались, четко понимали правила игры и на какой стороне нужно играть. Я немного обновлю общие факты. 2020 год начинался с 2200 адвокатов в Республике Беларусь, на сегодняшний день их 1600. С учетом того, что за это время было принято примерно около 150 новых адвокатов, наверное, даже 200 новых адвокатов, то есть общая убыль порядка 800 профессиональных, долго работающих с определенным пониманием ценностей адвокатов. Больше 140 адвокатов было исключено из адвокатуры, при этом было, всего есть 3 трека по исключению адвокатуры, 2 из них мимюстовских и 1 адвокатский, то есть коллеги своими руками своих коллег наказывали, и они между собой делятся примерно по трети, то есть нет какого-то перекоса в какую-то из сторон. То есть задействованы были все части. Напомню, что 7 адвокатов находятся в настоящий момент в заключении, это те, которых нам известно. Из них минимум 2 находятся за выполнение своего профессионального долга. То есть это люди, которые получили свои сроки за то, что они делали то, что входит в перечень их профессиональных обязательств. Это вот минимум 2. Также
за этот период произошли существенные изменения в законодательстве. То есть все формы независимой деятельности адвокатов, такие как адвокатские бюро, адвокаты-индивидуалы, они были просто уничтожены. То есть все адвокаты сейчас находятся в юридических консультациях, где руководитель юридической консультации назначается Министерством юстиции, где он ведет, у них есть правила внутреннего трудового распорядка. Каждый адвокат должен отчитываться, где он в какой момент находится. Заведующий следит за соцсетями своих адвокатов. То есть происходит такое сращивание, превращение адвокатуры в подразделение Министерства юстиции. В целом этот трек был объявлен еще в 2020 году. Адвокат – это государственный человек. Сейчас заменили заместителя министра юстиции, который курирует адвокатуру. Ее первое же выступление – это «Помните, что вы говорите от имени государства, товарищи адвокаты. Не забывайте об этом». Что еще было изменено? Все органы адвокатского самоуправления назначаются Министерством юстиции, фактически, то есть без согласования невозможно, а если не голосует адвокатура за тех, кого Министерство юстиции как бы предложило, то они считаются выбранными. Вот как-то вот так. Также очень много изменений в той части, что каждый может практически прийти, посмотреть в адвокатские документы. Нет такого понятия, как адвокатская тайна. Нет возможности проводить конфиденциальные встречи. Напомню случай про разговор, по показыванию по телевидению разговора Сергея Тихановского с Натальей Мацкевич в СИЗО в рамках оказания юридической помощи. Что сейчас происходит? Хочу обратить внимание, что первая часть – это кто сейчас приходит в адвокатуру. То есть адвокаты у нас сейчас есть такой упрощенный способ прихода в адвокатуру для бывших судей, прокуроров, следователей. И этот трек не сильно активный, но он возмутительный, потому что приходят люди, которые реально участвовали в репрессиях. Это там до 10 фамилий, но это просто вот вопиющая несправедливость и неправильно. Я вот сейчас хочу попросить показать первый слайд. Можете? Несомненно, это замечательный, добрый человек. Но с 2020 года мы не зафиксировали ни одного прихода в адвокатуру тех, кто был лишен лицензии. Хотя по закону через 3 года можно подавать. То есть и вместо возврата хороших профессиональных людей к нам приходит, несомненно, он замечательный человек, но это милиционер. Да, это милиционер, это старший инспектор по агитации. Это в эту сторону движется новое принятие людей в адвокатуру. Также я подтвержу тот факт, что репрессии превращаются в скрытые. Вот 3 факта. 2024 год. Активно в средствах массовой информации проходит информация без фамилии, без ничего, что задерживают несколько адвокатов Минской городской коллегии. Не Минской городской коллегии, а в Минске. Задерживают несколько адвокатов. Больше никакой информации нет. Это 2024 год. Мы анализируем, находим через 2 месяца, какие адвокаты пропали из списка адвокатов. Это очень высокопрофессиональные адвокаты. При этом информация о том, что такие решения принимались, выглядит очень-очень скромненько. На сайтах Минской городской коллегии адвокатов, например, написано, что также рассмотрели заявление о выходе из коллегии адвокатов без фамилии, без ничего. 2025 год. Наверное, вы помните этот рейд в Гомеле, о котором еще меньше было известно, что был рейд по рабочим местам, проверяли телефоны. Непонятно, сколько людей задержали. Была информация о 3, но это неправда, то есть там другая цифра точно. Тоже только контроль какой-то списков адвокатов позволяет показать, что пропало 6 человек. Потом появляется информация, что еще один осужден. Просто люди пропадают, никакой информации этого нет. И вот теперь следующий шаг. Уже нет даже информации о рейдах. Но внезапно за 3 месяца пропадает 3 человека из списка Брестской областной коллегии адвокатов. То есть по паттернам внешней информации это ровно то же поведение. То есть 3 человека из достаточно независимых, но при этом участвующих, судя по новостям, в одних и тех же мероприятиях.
возможно, 3 подруги, мы не знаем. Вот. Они просто пропадают. Их нет. При этом, чтобы понимать, ну, как бы необычной информации, за все это время, кроме как из Минска, Бреста и Гомеля, ниоткуда больше адвокаты не исключались. То есть ни из Могилева, ни из Витебска, ни из Гродно. Все равно это, в любом случае как бы что-то происходит, но тут оп, 3 сразу, и это молодые тоже активные. То есть репрессии действительно приводят приходит к какой-то скрытой форме, и все это делается для чего? Все это делается для того, чтобы, адвокатура была подконтрольной, чтобы каждый адвокат понимал, что, условно говоря, его лицензия зависит от того, понравится он милиционеру или нет. Мы фиксируем, на уровне слухов, к сожалению, это никак мы не представим, как это померить, но что адвокаты в гораздо меньшей степени начинают, процессуально возражать. То есть имеется в виду писать жалобы на следствие, например, писать жалобы на неправильное поведение судьи, писать жалобы на неправильное поведение прокурора. Потому что, клиент пришел и ушел, а лицензия-то как бы у меня она одна. Извините, люди все рациональные. Это факт, и нет в этом повода какого-то обвинения. У нас тут есть дискуссия определенная, если они там, я больше считаю, что жертвы, вот, обстоятельств, коллеги. Вот. Также еще один такой очень-очень сильный и тоже возмутительный трек — это адвокатура превращается в орган государственной пропаганды и продвижения государственного нарратива. Если можно, покажите, пожалуйста, второй слайд. На втором слайде в принципе, вот это вот содержание телеграм-канала коллеги адвокатов. Памятники, цветы, массовые походы в школы, на заводы с лекциями, причем лекции такие там про геноцид. Но, к слову сказать, мы знаем, что периодически темы подменивают в сообщениях официальных каналов, но это так. И они даже похвастались, что количество таких вот мероприятий по правовому просвещению уже стало больше, чем количество гражданских дел, которые провели адвокаты. Можете себе представить гражданские дела и просвещение? Чем должна адвокатура заниматься в этой ситуации? И я попрошу последний слайд уже. Это все очень сильно меняет, в том числе, это все попадает на молодых адвокатов. Есть такая структура Совет молодых адвокатов, у которой была замечательная коллаборация в телеграм-канале ГУ «База». Ольга Калина, председатель этого Совета молодых адвокатов, и девушка, я не помню, как ее зовут, которая пиар-представительница Губопика, я не помню, как зовут. У них была коллаборация, в которой они объясняли, что экстремизм — это плохо, что нельзя. То есть, представьте себе, как выглядит защита, я сейчас расскажу про этот слайд, как выглядит защита человека адвокатом, который с утра в зоне X рассказывает, что экстремизм — это плохо, не пишите ничего плохого и вообще смотрите, что вы читаете, а вечером ему надо защищать что-то там экстремистское, там какое-то обвинение, куда-то пойти, что-то рассказать. А на этом слайде замечательные люди, которые 7 мая сдали экзамен, а 10 мая уже возлагают цветы вместе с БРСМ. То есть вот это цена нахождения в адвокатуре для молодежи. 3 дня, и ты уже должен возложить цветы. Там ты должен ходить рассказывать, ты должен просто вот крайне возмутительная ситуация, что это уже давно не о защите, это уже давно о государственных каких-то задачах, о государственном каком-то продвижении. И естественно, вы же слышите, что никто не говорит, что там что-то мы узнали через адвокатов. Все, адвокаты очень сильно выпали из какого-то информационного взаимодействия. Это и логично, потому что проще всего адвоката задержать, если что-то ушло, и попробовать найти что-то, а если не найти, то составить протокол за то, что там кусал за погон, как у нас неоднократно было против адвокатов. Но в целом право на защиту находится в ужасающем положении. Происходит жесточайшая индоктринация молодых адвокатов. Они просто другого не видят. То есть вот приходит 200 человек новых, допустим, с 2020 года, они уже другого не видят. То есть моделей какого-то ролевого поведения, они отсутствуют.
Также, ну, это уже последняя буквально фраза, что также люди, которые всей душой хотят защищать, хотят не обращать внимания на вот это все, можете представить, какому они прессингу внешних обстоятельств подвергаются. Что вот люди там спокойненько пошли, что-то читали, не взяли себе политзаключенного, сходили по разводику, там, по разделу имущества и живут спокойно. Конечно же, это огромное давление, и политзаключенные, то, что вот мы не фиксируем это на цифрах, мы не можем, что мы не знаем, как зафиксировать, к сожалению. Но мы можем предсказать, что положение с точки зрения защиты о политзаключенных очень-очень грустное. То есть без адвокатов никто не остается. Естественно, адвокаты есть. Процедура соблюдается, государство играет в процедуру. Но вопрос, есть ли дело до этого клиента, что происходит в целом с состоянием этого подзащитного и вообще как адвокат воспринимает деяние, деяние клиента, как адвокат воспринимает, что справедливо, что несправедливо, это очень влияет на то, как люди отбывают наказание, насколько справедливо им кажется их, не то чтобы судьба, внутреннее убеждение, что они люди, которые просто хотели своих прав. Спасибо. Дякую вялікі, спадар Максим. Спадарства, у нас застаецца літаральна 10 хвілін яшчэ на дыскусію. Я вельмі так коротка задам пытанне і прашу пра короткія адказы таксама, каб хаця б яшчэ пару пытанняў пачуць залы. Кацярына, вось адносна юрыдычнай практыкі мы бачылі, што пытанне, вось гэты прэцэдэнт прымусовага вывазу палітвязняў за мяжу, нават рэжым губляецца ў фармулёўках, яны не могуць вось там прапагандысты сказаць, што гэта было памілаванне, непамілаванне, паводле якой працэдуры, напрыклад, мы дагэтуль не ведаем, дзе Мікола Статкевіч, хутчэй за ўсё за кратамі. На вашу думку, якія могуць быць наступствы для сітуацыі ўнутры краіны, калі вось гэта далей застанецца, калі, напрыклад, заходнія краіны, супольнасці успрымуць гэта як новую норму, што вось чалавека можна з турмы ўзяць, не пытаючыся яго проста выкінуць за вуліцу? Ну, па-першае, я б сказала, што перш за ўсё гэтыя кейсы і факты трэба ў тэрміновым парадку далучыць да звароту Літвы ў міжнародны крымінальны суд, таму што там ужо ёсць там ужо гучыць абвінавачванне ў дэпартацыі, але ж на падставе, мабыць, менш такіх яўных яе форм. І ёсць працэдуры, па якой гэта робіцца, да, па якой можна далучыць да гэтага звароту Літвы новыя факты. Гэта ўсё лёгка робіцца, і гэта трэба зрабіць, таму што гэта падвышае шансы, маё меркаванне асабістае як юрысткі, гэта падвышае шансы на тое, што адкрыць расследаванне па Беларусі. Усё ж такі. Наконт таго, якія наступствы ўнутры краіны, па-першае, гэта наступствы для гэтых людзей, і па-першае, я б сказала, гэта наступствы не ўнутры краіны, а ўнутры той краіны, куды іх вывозяць, аб аб чым казала Наталя Доліна ў пачатку. Таму што, ведаеце, ад Літвы гэта жэст добрай волі, але ну, як бы яна не умовая, па-першае, а па-другое, яна нічога не абавязана нам. І ні Польша нічога не абавязана нам. Але ж таму гэта праблема, якую трэба вырашаць. І адносна таго, ці будуць яе ўспрымаць ту практыку як новую норму, но мы павінны рабіць усё, каб гэта не адбылося. Ну, таму што як бы міжнародныя партнеры не павінны ўспрымаць гэта як новую норму, таму што это можна шмат тут не трэба шукаць адно правільнае слова, таму што тут шмат працэсаў, якія як бы называюцца там сваімі словамі. І ёсць некалькі тэрмінаў, якія можна тут ужываць, але ж не трэба тут я маю на ўвазе, што для той мэты, аб якой мы гаворым, каб не нармалізаваць гэта, не справа ў слове, а справа ў фактах, да? Гэта не можа быць нармалізована, мы павінны рабіць для этого ўсё. Дзякую, спадарства. Магчыма, вы маеце таксама пытанні да нашых панелістаў? Калі ласка. Добрый дзень, Войтык Бародзіч, амбасада Нідерландаў. Дзякуй вялікі за ўсе вашы выступленні. У мяне можа быць нейкі правакатыўнае пытанне, але вось наконт спіскаў палівязняў, якія збіраюць ці ці вясна.
Ці у вас ёсць пазітыўныя досведы ці негатыўныя досведы вось таго, што людзі знаходзяцца на гэтых спісках? Значыць, ці гэта камусьці дапамагло, ці гэта камусьці перашкодзіла? Потому што ў мяне такое ўражанне, што мы ў двух рэчаіснасцях. Ёсць рэчаіснасць беларуская, і ёсць рэчаіснасць вось усіх, што па-за Беларусю. А як і людзі тыя прозвішча людзей, які знаходзяцца на гэтых спісках? Гэта дапамагае ім ці ні? Дзякуй. Яшчэ адразу одно пытанне. Я б хотела звернути увагу на юридичний аспект, який буде відомий, безумовно, всім людям, хто займається правообороною, і всім юристам присутнім тут у залі. Це так званий Даблін. І питання, яка вероятность того, что люди, которых теперь, умовно, так вот в гости вызвали, примусово выгнали з країни, змогуць пры жаданні патрапіць у іншыя краіны апроч Літвы, абысці гэты Даблін. Канкрэтна ў апошняй групе ёсць як мінімум 2 чалавекі, чый лёс пэўным чынам быў звязаны з Чэхіяй. Адзін з іх Ігор Лосік, другі з іх дзядзька маёй каляжанкі з пражскага офісу дэмакратычных сіл. І мы, безумоўна, маем намер нейкім чынам іх перавесці ў Чэхію, але паўстае гэта такі юрыдычны момант. Якім чынам гэта вырашаецца, ці яно ўвогуле вырашальна? Я тогда с первого вопроса начну. На самом деле нахождение в списках — это безусловное благо для человека, потому что о нем знают. Что в Беларуси может происходить? То есть мы часто об этом говорим, и вот я просто тысячный раз готов это еще раз проговорить. Может усилиться в какой-то момент давление. То есть, конечно, им не нравится. Им не нравится, что они просто могут даже оказаться где-то рядом с фамилией человека, судья, там начальник тюрьмы, еще где-то, в рамках каких-то там репрессий, давлений, вообще вот рядом с этим заключенным. Они этого очень сильно боятся. И давление может быть. Но увидев, что как бы они ничего с этим, в принципе, сделать не могут, правозащитные организации просто это фиксируют как данность. Вот есть репрессии, есть политический заключенный. Это огромное количество возможностей для человека. То есть, во-первых, он виден мировому сообществу, и его просто так уже ничего с ним не сделаешь. Он не пропадет, его сложнее пытать, то есть его как-то давить даже на него, там, вербовать, еще что-то сложнее. То есть фокус внимания общественности на нем. Это возможность получать помощь от огромной разветвленной сети уже теперь вот всех нас, правозащитных, гуманитарных организаций. Находясь там, и самое главное, что потом возможно, это не самое главное, но в том числе по выходу из тюрьмы он может рассчитывать на признание международной общественностью, на более спокойную и понятную легализацию и дальнейшую тоже среднесрочную, возможно, даже долгосрочную поддержку со стороны как диаспор, так и всех правозащитных гуманитарных организаций. То есть это очень важно. И, наверное, коллеги скажут, у них есть другое мнение, но это важно для того, чтобы просто фиксировать эти факты и потом нести на стол всем нашим международным партнерам и показывать, вот, смотрите, что там происходит. Я літаральна крыху дадам, дзякуй вялікі, ну, в прынцыпе, далучаюся да таго, што сказаў Слава. І яшчэ адзін момант вельмі важны, то бок гэта таксама такая відавочнасць, якую мы казалі шмат разоў, але якую трэба паўтараць. То бок чалавек палітвязень, асабліва калі ён ужо асуджаны да калоніі. Ну, праўда, з ім ужо здарылася ўсё кепскае, што магло здарыцца. Давайце будзем шчырымі. І ўсе тыя, каму трэба, яны ведаюць пра яго пераслед. Ведаюць міліцыянты, якія яго затрымлівалі, адміністрацыя СІЗА, адміністрацыя калоніі, ведаюць следчыя органы, ведаюць суддзі, што ёсць такі чалавек, і ён здзейсніў умоўна экстрэмісцкае палітычнае злачынства. І ўжо гэтага дастаткова, каб пры жаданні ціснуць на сваякоў, на сям'ю і гэтак далей. Таму яшчэ раз сказаць, што гэта вельмі важна казаць пра гэтых людзей, бо ну, гэту сітуацыю ўжо не пагоршыць, бо ўжо і так кепска з гэтымі людзьмі. Таму зноўку заклік да тых, хто па-за межамі распавядаць пра гэтых людзей, гэта важна. І адносна Дубліна, што Крысціна запытала, безумоўна, сітуацыя, у якой няма праявы волі чалавека, як ён трапіў у краіну,
яна адрозніваецца ад сітуацыі, сыходзячы з прынцыпу разумнасці, якім правая дзяржава карыстаецца, трактуючы нормы. Яна адрозніваецца ад сітуацыі, для якой для якой і з якой мэтай быў прыняты Дублін, каб пазбягаць asylum shopping, калі патэнцыйны бежанец абірае сабе ўдобную краіну. Гэта не той выпадак, і чалавека пазбавілі волі выбару ўвогуле. І таму краіна, гэта дыскрэцыя краіны, як прымяняць гэтыя нормы. І калі ёсць нейкія з гэтым праблемы, ёсць суд. То бок гэта стандартны прававы механізм, і мне здаецца, што любы суд павінен у гэтым выпадку не дазволіць гэту, то есть вырашыць у пользу, на карысць чалавека. Трошкі мы ўжо перабралі час, але літаральна можа быць апошняе пытанне з залы, калі хтосьці мае, то яшчэ сабе дазволіць караценечка. Дзякуй вялікі. Хацелася б пачуць, як на вашу думку, ці існуюць якісь на пэўны час сродкі, каб змусіць рэжым неяк ці спыніць, ці зменшыць рэпрэсіі, бо цяпер мы бачым, што такой мэты рэжым не мае. Ён зараз толькі маскіруе, але такой мэты, каб спыніць рэпрэсіі, яго няма. Дзякуй. Бачу, што Яшка хотел бы отказать. Обожаю трудные вопросы, которые не имеют ответов вообще и простых в том числе. Мы делаем со своей стороны все, что можем, в том числе фиксируя это и предоставляя нашим международным партнерам. О чем мы говорили всегда, важно не забывать, что за вот этими громкими заявлениями пропагандистов вышло там 100, 200, хотите выпустим 1300, стоит попытка замылить все то, о чем говорила Настя, о всех тех как бы увеличивающихся репрессий, которые уже просто конвейеры, которые пытаются продать нам как норматив. Это не норма, и мы будем тем маяком, который всегда будет светить и говорить, что это не норма. То есть так не может быть. Мы знаем, как должно быть. Мы не позволим, чтобы вот это слово, что... И это, к сожалению, в том числе и среди гражданского сообщества есть нарратив, что вот если вы хотите освобождения, не могут быть только такие. Нет, мы вообще не считаем это освобождением. И важно донести этот нарратив о том, что первично, для нас лично, вот как я это вижу, это остановить репрессии, остановить пытки в тюрьмах. И тогда мы можем уже говорить о последовательном освобождении, о последовательном диалоге с режимом. То есть и важно это донести до тех, кто сейчас принимает решения, чтобы не приходил человек, который вообще далек от концепции прав человека, и говорил там, дай мне 1300. И там даже нет слова политзаключенный, а останови репрессии. И тогда это будет позитивным влиянием и явлением. Спасибо. Спецразміцер. Яшка, дзякуй вялікі. Шаноўнае гаспадарства, ўсім дзякуй таксама за тое, што выслухалі панэль пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі ў гэтым годзе. Вялікая падзяка за грунтоўныя даклады і выказванні ўсім панэлістам. Кацярына Дзяйкала, беларускі хельсінскі камітэт, Анастасія Васільчук, праваабарончы цэнтр «Вясна», Леонід Судаленко, былы палітвязень, Гомельская вясна, Максім Палавінка, права на абарону і Вячаслаў Касінераў, дысідэнт БА. Шановне гаспадарства, цяпер у нас будзе перапынак на каву, і мы вяртаемся сюды ў 12:10. Нас будзе чакаць панэль, якая будзе прысвечаная уразлівым групам за кратамі.
панель з назвай «Уразлівыя групы сярод палізняволеных. Жыццё ў турме». Я папрашу далучыцца сюды спікераў і спікерак гэтай панелі. Сяргей Таразоўскі будзе з намі онлайн, ён прадстаўляе офіс па правах людзей з інваліднасцю. А сюды я папрашу выйсці Ксенію Лускіну, палізняволеную, Паліну Шарэнду-Панасюк, палізняволеную, Змітра Карнеенка з арганізацыі «Хрысціянская візія» і Наталю Дуліну, палізняволеную. Мадыраваць гэту панель будзе адвакат Зміцер Ліпрэты. І, напэўна, яшчэ са свайго боку дадам, што, безумоўна, на гэтай панелі не прадстаўленыя ўсе уразлівыя групы, якія сёння знаходзяцца за кратамі. Да іх можна адносіць і беларускае студэнцтва маладых людзей, да іх можна адносіць творцаў, людзей культуры, таксама рэпрэсаваных журналістаў і журналістак. Я спадзяюся, у нас атрымаецца згадаць лёсы некаторых з іх. І што тычыцца беларускага студэнцтва, большую увагу патрэбам беларускага студэнцтва, якое цяпер за кратамі, мы прысвецім цягам другога дня кангрэса ў Познані. Спасибо большое. Да, меня зовут Митя Пепекин, я русский адвокат. Сегодня я буду модерировать эту дискуссию. Прежде всего, хотел бы сказать спасибо организаторам и организаторам этого конгресса. Панель по уязвимым группам стала традиционной для этого конгресса. Это второй конгресс и вторая панель. На предыдущем конгрессе я был сам спикером, выступал по теме ЛГБТК+, с опытом практического запрещения, те вызовы и потребности, которые у этой группы есть. Сегодня у нас будет несколько другой формат. Будут уязвимые группы в таком классическом понимании. Также и нашей основной задачей было как можно больше дать голоса людям с опытом политического заключения. И поэтому я очень надеюсь, что мы создадим такую атмосферу, где наши люди с опытом политического заключения смогут поделиться своими. И формат нашей панели будет классический. Это 10 минут выступления панелисток и панелистов. Возможно, будут какие-либо презентации. И после этого будет сессия вопросов-ответов залом. Пожалуйста, подключайтесь. А я передаю слово первому спикеру нашей панели, это Дмитрий Корниенко, «Христианская визия». Вітаю господарства. Презентацію включить. Я Дмитрий Корнієнко з «Християнської візії». Я її походжу з початку її існування, це вересень 2020 года. Ось. Я такий досить стиплий хлопець, я не публічна особа. Звичайно, у нас в «Християнській візії» є тварами організації «Дві Наталі». Але ў гэтым годзе адбыліся падзеі, якія зрабілі мяне публічнай асобай, хрысціянскую візію, як ведаеце, прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, і маё прозвішча было пазначанае сярод Наталій. Хаця ў хрысціянскай візіі, не буду казаць, колькі людзей, каб сілавікі там не шукалі. Вось. Але калі назвалі маё прозвішча, я стаў публічнай асобай, хаця я сам такі больш не публічны. Я даследчык праваслаўных хрысціянін. Вось. Буду казаць пра тое, як вернікі, святары ўтрымліваюцца ў месцах зняволення. Першае пытанне, чаму мы лічым, што вернікі гэта ўразлівая група. Калі параўноўваць вернікаў з іншымі групамі, пра якія яшчэ тут наперадзе мае суразмоўцы будуць казаць, чаму вернікі? Што з імі не так? Вось, зразумела, калі чалавек з фізічнымі абмежаваннямі, там нейкая хвароба хранічная, ці гэта людзі ўзроставых груп, там падлеткі, непаўналетнія, ці сталого ўзросту. Зразумела, што і ў звычайным жыцці ў іх ёсць нейкія абмежаванні, якія ускладняюць жыццё. І калі яны трапляюць у месца зняволення, то ситуация значно пагаршаецца. З вернікамі ж не так, правильно? Гэта людзі, звычайна людзі, у іх ёсць нейкія рэлігійныя погляды, і ў звычайным жыцці нішто не замінае іх рэлігійнай практыцы. І вось у гэтым пункт, з чаго з'яўляецца іх уразлівасць.
Таму што калі яны трапляюць у месцы зняволення, цяпер іх рэлігійнае жыццё цалкам падпарадкоўваецца волі адміністрацыі гэтых устаноў. І менавіта у гэтым з'яўляецца ўразлівасць. Калі раней яны самі былі менеджерамі свайго рэлігійнага жыцця, ну там ладзілі малітву ці там чыталі рэлігійныя кнігі, удзельнічалі ў таемствах нейкіх набажэнствах і так далей, сустракаліся са святаром на волі, то калі яны трапляюць у установы пенітэнцыярныя, то ўсё. Ўсё іх жыццё цяпер, што было істотнай часткай іх жыцця, іх веравызнання, што было сэнсам, можна сказаць, іх жыцця, цяпер становіцца закладнікам волі адміністрацыі устаноў. Вот менавіта ў гэтым уразлівасць гэтай групы. Ну, на прыкладах я, канешне, пра гэта буду казаць. Ёсць некалькі спосабаў, як адміністрацыя устаноў інструменталізуюць вот гэты ціск праз веравызнанне. Ну, па-першае, гэта калі у вернікаў, якія трапляюць там у ічу, у СІЗА ці ў калоніі, у іх могуць адбіраць тое, што для іх было вельмі важна. Мой першы досвед, калі я першы раз трапіў у ічу, мяне забралі крыжык, бо ён быў металічны, металічнае месцы, металічныя рэчы у ічу нельга браць. Цяпер у мяне на шыі драўляны. Цяпер я навучаны на той момант, я такім досведам не меў. І калі мяне маёр апытваў, ну там гэта быў адміністрацыйны арышт, вось, я супраціўляўся, казаў, давайте мне начальніка РАУ, свядзіце сюды, чаму мне забіраеце гэты крыжык, все такое. Вось, ну, цяпер досвед такой маю, што нішто не гэта забіраюць. Але пры гэтым у меня была іншая сітуацыя, я сядзеў шмат сутак на адміністрацыйным арышце на поўначы Беларусі, у гарадку, гэта райцэнтр. Мяне мае сябры прывезлі шмат рэлігійнай літаратуры, і мне адміністрацыя ІШУ спакойна выдавала. У меня была Біблія на беларускай мове, на ангельскай і так далей. Вось, але калі мы кажам уже, ну, гэта пра адміністрацыйныя арышты і мой досвед, калі мы кажам пра людзей, якія ў калоніях, у іх магчымасць там чытаць Біблію, гэта цалкам залежыць ужо ад адміністрацыі, дадуць ці не дадуць. Яшчэ два пункта, чым абмяжоўваюцца правы вернікаў у турмах, калоніях, гэта тое, што ў 20-21 годы была магчымасць нават падпісацца на нейкія рэлігійныя выданні, там каталіцкі веснік, напрыклад, там віцебскія выданні. А з цягам часу ўсе гэтыя магчымасці абмяжоўваліся. Ну, вядома, што адміністрацыі калоніі забаранялі падпісвацца, і самі людзі не маглі, і іх родныя, там сябры не маглі іх падпісаць на рэлігійнае выданне. Ну і самыя такія складаныя абмежаванні, якія даволі пакутлівыя для людзей, выклікаюць пакуты. Гэта першае, што немагчымасць сустрэцца са святаром, і другое, гэта немагчымасць удзельнічаць у набажэнствах, у таемствах нейкіх. І вось гэта менавіта два гэтых пункта, гэта самыя такія цяжарныя, можна сказаць, для людзей, якія трапілі ў калоніі. І зараз я буду прыводзіць прыклады, яны якраз паказваюць, што людзі дуже перажывалі, калі ім забаранялі такія магчымасці абмяжоўваць. Вось, але трэба адзначыць, што установы пенітэнцыярнай Беларусі, яны мусяць забяспечваць гэты мінімальны набор правілаў, так званыя правілы Мандэлы, калі візіт святара, ці наяўнасць царквы, гэта ўсё быццам бы фармальна у калоніях выконваецца, але з пунктам, да? Справа ў тым, што для палітзняволеных усе гэтыя магчымасці значна абмяжоўваюць. То бок фармальна правіла Мандэлы пенітэнцыярнай сістэмы наўродзе выконваюць, але для тых, хто мае жоўты цэтлік, да, для тых, хто на прафуліку, усе гэтыя магчымасці значна абмяжоўваюцца. Ось, напрыклад, Александр Зялюткін, экс-палітзняволены, гэта шматлетны бацька, ён у двух калоніях быў, ён казаў, што аднойчы сябрам
вязнем. Тут запрасіў ў царкву схадзіць, ну, ці капліца там была на тэрыторыі калоніі. Ён схадзіў, яму спадабалася, наступным разам ўсё, адміністрацыя калоніі забараніла, сказала, што для такіх людзей такая магчымасць немагчыма. Ігор Карней, які вось нядаўна быў вызвалены і вывезены, вось гэта галоўнае, гэты пункт, тут яго цытата: «Бог можа клікаць цябе ў царкву, але вырашае адміністрацыя». Вось менавіта гэтыя словы былога палітзняволенага — гэта галоўная кропка, чаму вернікі у турмах, уразлівая група, іх асэнсаваная рэлігійная практыка становіцца цяпер волей адміністрацыі, закладнікам волі адміністрацыі. Сергей Ціхановскі таксама нядаўна ў інтэрв'ю ён сказаў, што за 5 гадоў яму ні разу не далі на споведь схадзіць, да? Не было магчымасці. Хаця вядома, што ён практыкуючы вернік, ён уцаркаўлёны хрысціянін, ён дасведчаны праваслаўны хрысціянін, але такой магчымасці ён быў пазбаўлены. Гэтай магчымасці былі пазбаўлены не толькі мужчыны палізняволеныя, але і жанчыны. Вось два прыклады — гэта Алена Малчук, экс-палізняволеная, і Юлія Кашеверова. Яны таксама пазначалі, што не было магчымасці ні сустрэцца з святаром, ні схадзіць у царкву, якая магла быць на тэрыторыі калоніі. Пры гэтым Алена Малчук было вядома, што нават святар пагадзіўся прыйсці да яе, то бок ён і з калоніі было ўзгодненае, але яго дапусцілі да іншых вязняў, а да палізняволеных яго не дапускалі. Наступны. І ось галоўнае, што такая немагчымасць сустрэцца са святаром для кагосьці магло быць даволі пакутлівай з'явай. Вядомыя два выпадкі, выпадкаў у нас самрэч шмат, але вось два такіх прывяду. Гэта Мікіта Емельянаў, ён з-за таго, што яго пазбавілі магчымасць сустрэцца з ксяндзом, каталік, ён абяшаў галадаванне. І Владзімір Мацкевіч, гэта наш вядомы філосаф-метадолаг, ён рэфармат, пратэстант. Ён таксама хацеў, седзячы, калі трапіў у месца зняволення, сустрэцца з пастарам пратэстанцкім, яму пазбавілі гэтай магчымасці, ён таксама ішоў на такія радыкальныя меры. І яшчэ важны пункт, што веравызнанне можа стаць нагодай для дадатковага ціску са стараны сілавікоў і устаноў. Давайте я вам лічбы крыху адзначу. Сёння мы называлі, што былых і дзейных палітвязняў лічба ўжо імкнецца да 5000. Нам вядомыя сярод іх імёны 88 хрысціян. Шчыра скажам, што мы не пра ўсіх ведаем, хто гэта, не пра ўсіх палітвязняў ведаем, хрысціянін ці не, але 88 чалавек, якіх мы ведаем, гэта дакладна хрысціяне. 28 з іх па сёння знаходзяцца ў месцах зняволення, гэта 12 праваслаўных, 6 пратэстантаў, 10 каталікоў. І у нас ёсць святары, якія адбываюць доўгія тэрміны. Гэта вось два каталіцкіх святара, два ксяндза, Генрыха Калатовіч з Воложына і Анджэй Юхневіч Шуміліна, вялізныя тэрміны ім прысудзілі. Гэта вось манах нядаўна быў затрыманы, грамадзянін Польшчы. Гэта праваслаўны святар таксама да вялізнага тэрміна адсуджаны, Павел Рызанович. 4 святары, і яшчэ пратэстанцкі святар, які таксама сядзіць, Олег Войка, ён быў асуджаны па справе Глівуна. 5 служыцеляў, якія па сёння знаходзяцца ў месцах зняволення. То вось, калі мы кажам пра гэтых двух каталіцкіх святароў, то менавіта веравызнанне магло быць прычынай, чаму адміністрацыі калоній і сілавікі, якія ладзілі гэтыя следчыя мерапрыемства, яны маглі выкарыстоўваць іх веравызнанне як нагоду для дадатковага ціску. Вядома, што Генрых Калатовіч і Анджэй Юхневіч, яны даволі прынцыповую пазіцыю трымалі, калі іх затрымалі. І гэта вельмі не спадабалася ўсім, хто праводзіў следчыя мерапрыемствы, таму
Аднаго па артыкуле па шпіянаж асудзілі, а другого наогул не па палітычных артыкулах. І парафія шумілінская мяркуе, што менавіта гэта была спроба помсты ад сілавікоў да такой прынцыповай пазіцыі святароў. Так, як назад. Тут мы вядзем даволі падрабязныя спісы, як гэтыя абмежаванні ў розных выпадках рабіліся. Калі жадаючыя па QR-кодах могуць прыйсці, мы вядзем на розных мовах усе гэтыя падрабязныя спісы. Будзе несправядліва, калі я скажу, што вернікі ў турмах толькі як уразлівая група, і што вера гэта ім быццам бы стала прычынай іх горшых абставін. Будзе несправядліва, калі я толькі пра гэты момант скажу. Трэба ўсё ж такі сказаць пра іншы бок, што веравызнанне часта у турмах, у калоніях гэта наадварот такі дадатковы рэсурс, духоўны, псіхалагічны. І многія нават палізняволеныя, былыя палізняволеныя адзначалі, што менавіта у калоніях яны сталі вернікамі. Тут я прыводжу прымеры Сергея Меленца, гэта прапаведнік, які нават яму ўдавалася, калі ён адбываў арышты, прапаведаваць, нават так. І Генрыха Калатовіча, ксёндз, кажуць, што людзі знаёмыя з яго сітуацыяй, што нават зараз у калоніі ён як пастар. Людзі звяртаюцца да яго, нават людзі не каталікі, але звяртаюцца да яго ці за парадамі, ці нават за нейкімі таемствамі. Гэта іх рэлігійныя погляды дазваляе ім у калоніях вытрымліваць увесь той цяжар, які прыходзіцца вытрымліваць. Это прыклады 3 чалавек, якія казалі, што зняволенне стала тым месцам, дзе яны набылі нейкія рэлігійныя погляды, такім пунктам, калі змянілася нешта ў іх светапоглядзе. Гэта Павел Севярынец, Зміцер Дашкевіч, Антаніна Канавалова. У сваіх інтэрв'ю яны пра гэта казалі. І крыху пра тое, як цэрквы дапамагалі тым, хто знаходзіўся ў калоніях. Вядома, што цэрквы, якія знаходзяцца ў самой Беларусі, пайсці на такі розгалас не могуць, знаходзяцца ў такім даволі маўклівым стане, але асобныя рэлігійныя супольнасці, канешне, падтрымліваюць вернікаў, а асабліва падтрымліваюць цэрквы, якія заходнія цэрквы, якія за мяжой Беларусі. Найбольш такі яскравы прыклад гэта кейс з Владимиром Мацкевічам. Пра яго ведала евангельская царква Нямецчыны і епіскапат гэтай царквы, епіскапіні. Яны ладзілі дзеля яго з пэўнай рэгулярнасцю набажэнствы, малітоўныя акцыі, СМІ хадзілі. І Мацкевіч, калі выйшаў, ён казаў, што ён ведаў пра тое, што яго нямецкая царква вельмі падтрымліваюць. Даволі такі добры прыклад. Вядома, што да Ольгі Златар, гэта шматдзетная маці, якая адбывала тэрмін, да яе прыходзіў нунцый, амбасадар Ватыкана Антей Йозіч. І Ватыкан апекаваўся многімі каталікамі, якія знаходзіліся зняволенні. Вядома, што, напрыклад, Павлом Кушынскім, які хварэе на анкалогію, пра яго ў Ватыкане ведалі і ладзілі малітвы. І апошняе, што хацеў бы адзначыць, ці могуць цэрквы наогул быць нейкім суб'ектам, які можа паўплываць на працэс вызвалення зняволеных, палізняволеных. Можна ўспомніць толькі, я не ведаю пра гэты кейс дакладна, але вядома, што, напрыклад, у 2015 годзе кардынал Клаўдіо Луджыроці, ён тады сустракаўся, калі сядзеў. Я дакладна ўжо гэтую лічбу магу не згадаць, калі Беляцкі сядзеў, то пасля гэтай сустрэчы
ну, некаторае паслабленне, лібералізацыя адбылася. Ну, то бок вось удзел Ватыкана у тых працэсах ён быў. Ну і вось зараз, калі быў затрыманы монах, мы ведаем, што Польшча ну, амаль жа ў той жа дзень ну, ввела даволі жорсткія санкцыі, заблакавала мяжу. Вось, ну, бачым, што справа аднаго монаха-кармеліта ну, он такім на дзяржаўным узроўні Польшчы вось так паўплываў. Вось, ну, мы не ведаем, што там будзе далей, але ну, бачылі, што ну, гэта было такім ну, чырвонай мяжой, якая ну, так, ну, паўплывала на дзеянне Польшчы. Вось, ну і магу скончыць пра тое, што з 20-го года 91 святар пацярпеў той ці іншы пераслед у Беларусі. 91 святар. Гэта ну, каталікі, рыма-каталікі, праваслаўныя, грэка-каталікі, пратэстанты. Ну, розныя. Я называў колькі крымінальны пераслед пацярпелі, але вот калі мы кажам ну, пра самыя розныя, то 91 святар, такая лічба. Ну, даволі ну, бачым, што маштаб тэрора ў Беларусі дачыненне да вернікаў ён даволі вялікі. Все, дякую за увагу. Спасибо большое. Спасибо большое. И я тут же незамедлительно хочу передать слово Ксении Лускиной, вообще политической заключенной. С гордостью могу сказать, что их защитник. Ксения. У меня сегодня такая тема, которую я очень не люблю обсуждать. Поэтому сдержали меня все-таки, потому что я журналист. в первую очередь. Так получилось, что спасибо нашим правозащитникам, я была первым номером в этом списке. Поэтому я понимаю, что на моем случае, как модно говорить, на моем кейсе очень удобно понимать, что происходит с людьми, имеющими тяжелые заболевания. Я, если можно, буду довольно сухо, без подробностей моего, так сказать, моих заключений, потому что нюансы тоже будут. Хотя на них очень легко посмотреть, что бывает с людьми, у которых действительно тяжелые заболевания. Первое, с чем сталкивается человек. Докажи. Потому что мы все привыкли к тому, что я обожаю людям, которые помогают при термине белорусской мове, потому что для меня это самостоятельно. Для меня это ну, просто узнавать мову. То есть все это когда меня привезли в СИЗО, было понятно, потому что много лекарств, мне было сказано, что предупреди, пожалуйста. Меня похитили на улице. Мое заболевание, у меня опухоль мозга. И оно такое, что при мне всегда есть лекарство. И я была предупреждена о том, что мне надо предупредить фельдшера, а я была рождественским подарком. Меня привезли на Володарку в 2024-2025. Самое что. И предупредив фельдшера, конечно, естественно, все равно забирают впереди много дней. Понимаете, там получалось 4 дня. Это самое мертвое время, когда ты не можешь сделать вообще ничего. Предупредив фельдшера, который должен проверить тебе нос, который говорит, пожалуйста, сразу вызывайте врача. И вот здесь приходит врач. Вызвать врача в СИЗО очень сложно. Это надо написать много заявлений с указанием всех твоих заболеваний. И если он испугается, он придет. Я говорю о ситуации 2020 года. Потому что у нас в камере была ситуация, когда девочку засыпала, нашу политическую, сегодня уже находящуюся на свободе, засыпала, это, очевидно, был какой-то нейродерматит, и врач шел неделю. Тогда, когда заявление уже я написала, подозрение на стряпущий лишай. Знаете, с лишаем пришел. И через кормушку проводил осмотр спины. В ситуации со сложными заболеваниями, когда ты нуждаешься в постоянной терапии, в постоянных таблетках, в постоянном подтверждении твоего, самое сложное, с чем ты сталкиваешься, это проверка на симуляцию. В моем случае врач пришел при камере, надо понимать, что это тюрьма и довольно специфическое сообщество там находится, и сообщить о том, что у тебя проблемы с головой, но это как бы навлечь на себя новые приключения. Он меня вывел в коридор, и я ему сообщаю свой диагноз, он говорит, а чем докажете? Я говорю, ну, можете вскрыть, закрыть и проверить. Говорит, ну, так не работает. И вот здесь самая главная проблема, с чем сталкиваются абсолютно все заключенные, политически заключенные тем более. Необходимо предоставить все документы в СИЗО, следствию и так далее. И фокус в том,
что счастье, если у тебя эти документы есть дома. Потому что, к сожалению, документы из поликлиник не выдают ни родственникам, ни адвокатам. Самостоятельно запросы в СИЗО в поликлинику ты можешь сделать, а пенитенциарная система признает только официальные документы. И поликлиники, как правило, я 2 года просидела в СИЗО. Случаев, когда поликлиника в СИЗО прислала ответ с выпиской из медицинской карты, к сожалению, нет. Что такое человеку делать? Что делать человеку, у которого рак? Ну, мы знаем с вами случаи людей, которые сегодня это мужчины, и я очень хорошо помню, как перед судом было насилие. То есть человек, который падает в обмороке, потому что еще сверху проблемы с сердцем. Что касается СИЗО и следствия, документы необходимо предоставить. Это в случае, если гормональная терапия, проблемы с щитовидкой и так далее, ты просто не получишь лекарств. Доступ к специалистам. В СИЗО вся медицинская помощь заточена, это скорая медицинская помощь. И если у тебя случится инфаркт, тебя откачают, если ты достучишься. Мы выносили, то, что называется, выносили тормоза. Тормоза — это дверь в камере. Когда мы стучали, на глазах у женщины начинался инсульт. То есть когда у нее отказало пол лица, и она уже говорит с замедленной речью, и, в общем-то, ты понимаешь, что еще немножко, и все. Мы 20 минут стучали тазиками и всем сразу. У меня была одна знакомая дама по 3, по 8, когда другой женщине стало плохо в камере, она так стучала, что сломала палец. Врач пришел, и опять проверка на симуляцию. Бесконечная проверка на симуляцию каждый раз, потому что, да, и на самом деле многие криминальные наши коллеги, к несчастью, симулируют заболевание. Но фокус в том, что ты вынужден постоянно доказывать, что тебе по-настоящему плохо. А этого очень не хочется делать, потому что мы все взрослые, образованные люди, и это сложно. И это очень унизительно. В СИЗО, если у тебя есть документы, тебе пришлют. Но опять же, в начале, когда в 2020 году был запрет на передачу медикаментов, которые есть хотя бы в жидкой форме в СИЗО, это была потом это вроде бы как бы немножко решилось, и сейчас обратный эффект. В каждом СИЗО собственные правила. Какие лекарства можно передавать, какие нет. Если на Володарку можно было передавать лекарства и принимал начальник медицинской части, то в Гомельском СИЗО тебе должны выписать рецепт местные врачи. Ты должен каким-то образом этот рецепт передать родственникам, которые каким-то образом впоследствии должны тебе эти лекарства передать. Плюс нехватка специалистов. И если ты долго находишься под следствием, там действительно нет ни гинеколога, ни эндокринолога. И попасть к специалисту, который тебе назначат, в моем случае необходима была консультация невролога. Только с разрешения следствия. Мне следователь подписал. Это единственное ходатайство, которое было удовлетворено. Знаете, что врач не пришел. И его можно понять. Потому что действительно, вдруг я симулирую. Поэтому пока ты находишься в СИЗО, получить какую-то помощь практически невозможно, кроме той, которая есть и которая у тебя уже стационарно была. В Гомельском СИЗО совершенно точно вывозят на химиотерапию раковых больных, потому что там есть институт. И на самом деле там отчасти ситуация немножко лучше. Потому что из Минска выехать куда-то сложно. Добивались и прихода стоматолога, и прихода узких специалистов. Но опять же, это очень сложно, это на усмотрение следствия. Как сами же зэки и сами же криминальные сообщали, тебе срочно надо ехать в Гомель. То есть ты сидишь под следствием, находясь, в общем-то, там, ты не должен там находиться. Они говорят, знаешь, что тебе надо, чтобы тебя быстренько осудили, чтобы ты приехал в Гомель. Как устроено, у нас сегодня в Гомеле 157 женщин. Я буду говорить о том, как устроена система медицинской помощи, плюс 6 женщин в Заречье. В любом случае, центральная больница женская находится в Гомеле, в колонии. Опять ты приехал, и у тебя опять проверка на вакцинацию. Я приехала с пустой медицинской картой, в которой были только вкладыши с медицинскими передачами. Хотя абсолютно все документы, включая результаты МРТ, обследования, электроэнцефалограммы, все остальное, все это присутствует. Равно как присутствовала в уголовном деле. Там полтома из моих 53 — это мое состояние здоровья. И запросы в СИЗО от следователя: а как я себя чувствую? И при том, что мне каждый день кололи 1-2 раза в день обезболивающее, ответ из СИЗО: чувствует себя отлично, давление 130/80. Знаете, сколько раз у меня давление поднялось?
немного. И 130 на 80 это не мое давление. Потому что страшно. Потому что наша категория, к сожалению, становится в некоторой степени изгоем. Потому что у тебя это идет дальше. В приговоре суда у меня, при том, что прокурор долго и нудно целый день зачитывал, как я себя чувствую, в приговоре суда у меня указано, имеет несколько хронических заболеваний. Ну, как бы окей. Ну и ладно. Хотя сегодня озвучивали, когда люди падают в обмороки. И конвой, который вез спецконвой, тоже каждый раз спрашивал: «А как вы себя чувствуете? Может быть, мы наручники не сзади сделаем, а впереди, чтобы вы могли себе помочь?» Но, тем не менее, формально я симулянт. Здоровый такой нормальный. Что касается колонии. Там говорить о том, что не оказывают помощь, будет неправдой. Потому что как только туда привозят, в карантине все проходят медицинское обследование. Формально, неформально, но будем объективны. Это пенитенциарная система, и многие женщины впервые в жизни к гинекологу попадают, только попав за решетку. Поэтому, что касается гинекологической помощи, она там есть. И это первый врач, которого там проходят женщины. Э, И даже известные нам случаи раков были обнаружены в колонии. И проблема в том, что когда рак обнаружен, и подготовили, и она должна была выезжать на операцию, фокус в том, что возбудили новое уголовное дело и увезли в СИЗО. И просто дополнительные месяцы в СИЗО обеспечили ей тот исход, который мы сегодня. И просто не была вовремя сделана операция. В колонии раки это самые тяжелые заболевания. В стадии, когда это химиотерапия, в стадии, когда это операция, люди находятся в стационаре. Они не находятся в отряде. В отряд отпускают потом, когда стадия химиотерапии завершена. И формально человек может приступить к работе. В моем случае меня через 2 недели сняли с фабрики, опять же, тогда, когда пришли медицинские документы. При моем заболевании невозможно работа с маховыми механизмами и так далее и тому подобное. Поэтому и смерти наши в колонии тоже никому не нужны. Потому что это как минимум очень много бумаг надо заполнить, и нас надо, как называется, списать. А списывать лучше живого человека, чем уже вывозить кого-то. Поэтому помощь оказывается. Другой вопрос — это ограниченность этой помощи. Все врачи заказывают медикаменты по списку, и они, чтобы этот список победить и добавить туда что-то новое, это, насколько я понимаю ситуацию, это в лучшем случае раз в полгода произойдет. И, конечно, это опять же все это очень сильно ограничено. Раз в 3 месяца в колонию приезжают узкие специалисты от Красного Креста. Хирург, невролог, офтальмолог и там по необходимости кто-то еще. Чтобы туда попасть, это тебя туда должен записать в этот список терапевт, и твоя очередь должна еще дойти. То есть если тебе надо к хирургу не очень срочно, есть вероятность, что ты туда попадешь через полгода. Просто потому что желающих, ну, как бы объективно много. Вопрос с качеством специалистов. Вот здесь это болезнь самой системы, это не болезнь того, что мы политические заключенные, потому что там ведь всегда болели. И когда невролог, я еще была в карантине, и меня привезли в плохом состоянии в колонию. Меня сразу очень быстро и срочно отправили к неврологу, я ему описываю симптомы, а он меня на меня смотрит и говорит: «А вы давно так складно научились придумывать?» Я говорю: «Я не придумываю, говорю, мне так больно». И в шоке был врач, который работает в колонии, который мне уже назначил терапию. Мне невролог говорит, приехавший мне, говорит: «А вам все это не надо». Когда через полгода он меня осматривал, говорит: «Так я вам правильную терапию назначу». Я говорю: «Аплодисменты стою. Ну, как бы можно меня больше туда не будут отправлять, можно меня будет лечить наш тюремный врач». Помощь в самой колонии. Лекарства ограничены. То, что есть, то есть. Строго по списку. Белорусское. Чтобы тебе прислали твое, опять же, необходимо подтверждение диагноза со свободы и необходимо назначение врача. 10 раз подтвержденное. Если местный врач не знает этого препарата, скорее всего, у тебя его не будет. Но это опять же на усмотрение. Проблема с получением этих препаратов. Потому что когда ты 2 раза в день еще стоишь, помимо 4 проверок, которые у нас существуют, девочки, которые ходят на фабрику, это проверка, ну, возьмем, если, предположим, во вторую смену работают. Утренняя проверка, потом проверка профучета, потом вывод на фабрику. Между этим надо еще постоять, домашние 4 проверки в день, потому что у тебя еще 4 часа проверка и в 8 вечера еще одна проверка профучета. Плюс еще 2 раза в день надо постоять на выдачу медикаментов.
Когда холодно, когда зима и -20, вот в этой одежде слегка прохладно. А в помещении получать, препараты, при том, что там есть оборудованная комната, чтобы получать, медикаменты в холодное время года в самом здании, нельзя, потому что вдруг там будут целоваться. Тоже проблема, почему нет? Поэтому с пневмонией или с бронхитом можно стоять 1,5 часа на улице в ожидании антибиотиков. То есть люди начинают болеть еще больше. А если там все это осложнено хроническим заболеванием, то, извините, это просто исполнять своего шрама. Что касается стационара, это отдельное приключение, потому что я там имела счастье полежать не один раз, и здесь очень я заканчиваю. Очень персональные истории от того, в зависимости от того, как к тебе относятся. И, к сожалению, человеческий фактор в первом месте. У меня нет претензий к врачам в Колумбии. Они мне старались помочь. И единственное, что они могли сделать, это не навредить. То есть, по сути, не делать ничего. И за это им большое спасибо. Мне была назначена та терапия, которую они могли назначить. Возможности выехать и сделать обследование оттуда нет. Мои родственники писали, мой сын писал письмо с просьбой провести мне МРТ, потому что у меня оно должно проходить обязательно. И лечить меня, когда человек просто не знает, что лечить, невозможно. То же самое со всеми хроническими, со всеми сложными заболеваниями. Это просто обследование, которое ты не можешь сделать. Ответ был дан, опять же, формальный, что я вообще-то здоровый семья. Все со мной хорошо. Сын мой немножко расстроился, естественно. То же самое происходит абсолютно со всеми. Что касается, лежания в санчасти, это отдельный квест, потому что выйти ты оттуда не можешь. Это, по сути, тюрьма в тюрьме оказывается. И в этот момент ты не получаешь писем. И хорошо, если ты там находишься 2 недели. А если ты там находишься несколько месяцев, то, по сути, вывод на звонки в случае, если тебе это разрешает и за тобой приходит начальник отряда. Опять же, это зависит от личности начальника отряда. То же самое у тебя будет с письмами, то же самое у тебя будет со всем. То есть, вот это лечение оказывается дополнительной изоляцией. Поэтому в санчасть лечь никто не хочет, честно. Что касается, э, знаете, всей этой симуляции, это на самом деле самое главное и самое противное. Меня когда освободили меня только потому, я думаю, что это главная причина. Освобождение начались 3 июля 2024 года, тогда отпустили просто все равно все знаем, какие проблемы. Меня отпустили 20 августа. И вопрос, мое здоровье, он на всех, в общем-то, история. Ну, и огромное спасибо нашим правозащитникам, огромное спасибо всем, э, дип дипломатам о том, что, в общем-то, у меня оставалось еще 4 года, потому что мой срок 8. Если бы не это, этого бы щас не было. И сегодня в гуманитарном списке около 170 человек. Надо понимать, что после их освобождения, а сейчас, если 1300 человек нам привезут на границу, мы столкнемся помимо общих проблем, нам надо какую-то помощь оказывать людям, которые находятся в гуманитарном списке, потому что там раки, люди после инсультов, люди после инфарктов, и там нужна дополнительная медицинская реабилитация. Конечно, моя просьба, мне повезло, мной занимаются. И я бы очень хотела и очень просила, чтобы такое же пристальное внимание было оказано всем людям, которые находятся в уязвимом положении. Спасибо большое, Ксения, за то, что поделились своим опытом, сказали о системе здравоохранения, о положении, с которой болеют серьезными заболеваниями в условиях несвободы. Это очень показательно, очень, очень конкретно. Спасибо большое. Я передаю слово нашему спикеру Сергею Дроздовскому. Он к нам подключается онлайн. Прошу, можете вывести на экран. Сергей, слышите ли вы нас? А вас не слышно, у вас отключен звук. Добрый день. Сейчас мы вас слышим. Да, пожалуйста, ваше время.
Сергей, прошу прощения, вас попросили говорить ближе к микрофону, потому что не слышно переводчику. Спасибо.
Да, и что он глубоко нам не имеет такой работы. Да, карандаш, бумагу, который наши еще больше, особенно Спасибо большое, Сергей. Спасибо. И я бы хотел передать слово Наталье Дулиной, которая также поделится, возможно, своим опытом, расскажет больше о заключении людей пожилого возраста в условиях несвободы. Ну, у меня, наверное, самая жизнеутверждающая часть, потому что люди старшего возраста в колонии автоматизм заключается в том, что независимо от того, попадает ли человек в колонию уже пенсионером, пенсионеркой, потому что я сейчас говорю о женской колонии, или же выходит на пенсию, будучи там, в тот момент, когда женщине исполняется 58 лет, потому что это сейчас возраст пенсионный, она сразу же перестает работать. Ну, мы знаем, что в колонии люди работают, в женской колонии это швейное производство, различные операции. Значит, 58 лет все, не работают пенсионеры. Мне повезло, потому что я вышла на пенсию, когда я была еще в СИЗО, и поэтому, когда я приехала в колонию, я сразу уже, значит, пользовалась такой вот привилегией. Это, я должна вам сказать, это большой плюс, потому что
поскольку политические всегда в группе риска, то мы заметили, что на фабрике люди, работающие, подвергаются большей опасности, ам, ну, может быть, каких-то придирок, наказаний. То есть по заказу оперативников им могут, это не только пенсионерам, вернее, это как раз-таки работающим людям, им могут что-то такое подкинуть, какие-нибудь иголки, что-то еще, что абсолютно запрещено, и таким образом наказать. И все это делается, конечно, с ведома и по требованию администрации, руками самих осужденных. Много конфликтов возникает во время работы, поэтому то, что пенсионеры не работают, это для них очень большой плюс. Должна сказать, что вообще-то, ну, мы знаем, вы знаете тоже, что во всех колониях существуют так называемые отряды, то есть все сидящие там осужденные группируются в так называемых этих отрядах, там может быть от 80 до 100 человек в каждом отряде. И когда я туда приехала, мне рассказали, значит, мои товарищи по несчастью, пенсионерки, что, оказывается, раньше был такой отряд пенсионеров, то есть там были только пенсионеры. Но так получилось, что потом они передрались, и да, и их, да, и их, ну, там в ход пошли там палочки, клюки там разные, да, костыли, то есть там будь здоров. Вообще криминальные пенсионерки в основном, я заметила, сидят по 139 или 147 статьям. То есть это убийство или тяжкие телесные повреждения. То есть, понимаете, большинство это женщины, которые, извините за сленг, завалили своих сожителей, и вот теперь они, значит, вот свое пенсионное время проводят там в колонии. Если это не политические, им разрешено, если уже очень скучно, потому что, конечно, пенсионеры, хотя они имеют больше времени, но у них тоже определенные есть мероприятия, как у всех остальных, да, например, смотреть телевизор в определенное время, телевизор, значит, с определенным контентом, как вы понимаете. Ну, подраться за сериал у нас так особенно не было, но, в общем, конечно, есть некоторые у них тоже обязанности, но, конечно же, времени у них больше. Им может быть скучно, а может быть просто, знаете, трудовую пенсию получаем, и мне в колонию приходила моя пенсия, и со всеми так происходит. Но есть люди на социальной пенсии, ну, это, видимо, социально специфические группы людей, которые не работали или не наработали на пенсию, а социальную пенсию не платят. И они хотели как-то подработать, и есть там такая возможность плести мочалки. Там, конечно, копейки за это платят, но тем не менее у них это тоже было такое и развлечение, и возможность что-то такое заработать. Значит, когда пенсионерок распределили по разным отрядам, чтобы они особенно не буйствовали, по моим представлениям можно сказать, что в среднем это где-то 10%, там 8, может быть, процентов отрядниц составляют пенсионерки. И здесь есть еще одна важная вещь, которую я хочу озвучить, и это тоже очень важный элемент. Существует в УИК, Уголовно-исполнительный кодекс, такая статья, это 101 статья, в которой, в частности, сказано, что некоторые категории лиц, и в том числе люди пенсионного возраста, да, вот юристы не дадут соврать, могут привлекаться к работам по коллективному самообслуживанию. Что такое коллективное самообслуживание? Ну, убирать за собой, как-то вот приводить в порядок, там, встал
утром «Приведи в порядок свою планету», да, как вот у нас. У нас особенно по воскресеньям приводили в порядок свою планету, потому что когда поменялся начальник, то новый, ну, он же должен чем-то отличиться, и ввели в воскресенье генеральную уборку. До этого не было. То есть воскресный день – это единственный у рабочих, и чтобы они особенно не скучали, им вот, значит, такое, да. Значит, 101 статья гласит, что пенсионеры могут принимать в таких вещах участие только по желанию. Что я могу сказать? Вообще, по возможности, это соблюдается. То есть даже я не могу сказать, что нужно там слишком отбрыкиваться и говорить: нет, я не буду, потому что 101 статья, хотя иногда женщины, принадлежащие другим категориям, не политические, там кроме убийц есть еще и те, кто сидят по экономическим статьям, ну и какие-то, ну, наркоманов нету, потому что, наверное, они просто не доживают да, до пенсионного возраста. Ну, в общем, там свои есть особенности. Я же говорю, это самая жизнерадостная часть, чтобы немножко отдохнуть от всех ужасов, которые были здесь озвучены. И поэтому, но, понимаете, есть такая вещь. Все-таки люди, кстати, отношения со стороны осужденных к пенсионерам не всегда хорошие. Понимаете, люди, даже вот 53 года человеку, 56, ну и те, кто помоложе, вот они ходят на работу, а пенсионеры, понимаешь, сидят дома и ни черта не делают, да, вот это я сейчас просто почти что цитирую, ну, без, скажем, более сильных терминов, выражений. И это немножко тоже задирает, но в общем, не слишком могут нас, не слишком могли нас гнобить по этому поводу, потому что все-таки закон такой существует, и вот он как раз соблюдался. Но пенсионеры, при том, что они вроде как ничего не делают, это источник доходов для колонии. Почему? Ну, я имею в виду сейчас тех пенсионеров, которые получают пенсию, потому что платили мы за проживание и питание по полной программе. Ну, чтобы понять эту программу, я должна вам сказать, что вот к концу моего пребывания там за месяц мы платили где-то 250 рублей. Но это при том, что, ну, например, моя пенсия где-то 1000 рублей. Ну, как бы ощутимо, да? Да и колонии радость, что, в общем, от нас идет такая польза, да. Я сказала, что в каждом отряде примерно по 8-12 человек, мало политических, из них где-то одна, ну вот самое большое, что я видела, это 3 пенсионерки, нас было в 17-м отряде. Да-да-да, 3 политических. То есть я сейчас говорю, что у всех пенсионеров где-то 1-2, максимум 3 политические. Хотя, собственно говоря, есть достаточно серьезные политические, ну, дело Актубовича, вот сейчас Галина Гербуш была освобождена, у нее кошмарный срок, а она на пенсии туда приехала, когда была пенсионеркой. То есть есть такие случаи. И, значит, дело в том, что девочки уходят на работу, и полдня остаются только пенсионерки. Ну, если повезет, там могут быть и женщины, которые работают другую смену, и тогда они выполняют какие-то обязанности по уборке, какие-то еще мероприятия. Но в основном этим приходится заниматься пенсионеркам, потому что, ну, как-то нужно поддерживать порядок. Но я бы не сказала, что это что-то такое в общем, каким-то образом это все решал. Я не вижу в этом большой трагедии. И еще я хотела сказать вот о чем. Вот то, что плохое, ну, или, по крайней мере, несмотря на очень распространенный в нашей стране эйджизм, который вот в данном случае как раз
играет хорошую роль, потому что пенсионерки все-таки старший возраст, мало ли что. Но вот я вам сейчас скажу про политический. Есть один момент очень неприятный, потому что у политических, неважно, пенсионеры или нет, есть ряд ограничений и ряд таких, знаете, можно сказать, пакостных таких вещей. Все политические, у нас спальные комнаты, которые называются секции, да, там в зависимости от того, какой отряд, какие там условия, более новые здания, более старые, там могут находиться и по 14 человек, а может быть и по 30 человек, 32 в одной секции. И кровати двухъярусные, как и везде. Так вот, все политические абсолютно должны находиться на втором ярусе. Кровати разные, иногда это просто очень неудобно туда, забегать каждый раз. Пенсионерки, особенно те, которые совсем почтенного возраста или показаний, они иногда порядке например. Но всех пенсионеров, еще нормально бегут, они все на втором ярусе. И еще есть одна очень вещь. У нас есть комната хранения личных вещей, и представьте себе, очень много людей, и в этой комнате 5-ярусные ячейки, куда мы кладем наши вещи. Так вот, все политические, включая пенсионеров, должны по лестнице подниматься на 5-й ярус и там копаться в своих коробках, или эти тяжелые коробки, мы вещи держим в коробках, а не в сумках, так действительно проще. То есть это по несколько раз в день приходится делать. Я на своем опыте могу сказать, что есть возрастные особенности, даже у здоровых людей, связанные с хрупкостью костей. И если мы навернемся с этой лестницы, то мало не покажется. Ни нам, ни в общем, если окажется человек типа меня, может показаться это немало. Поэтому, завершая вот эту вот жизнерадостную мою историю, я могу сказать, что все-таки политические точно так же на себе ощущают всякие неприятности, как и не пенсионерки, но благодаря вот таким все-таки бонусам можно сказать, что у нас такое, опять-таки, извините за сленг, такое лайтовое там времяпрепровождение. Все, спасибо. Спасибо большое за ваш спич и за то, что поделились вашим опытом. Можно сказать, конечно, что это более лайтово, да, с определенными особенностями. И я передаю слово Полине Шерендо-Панасюк, которая также расскажет об опыте политического заключения женщин в достаточно сложных условиях. Пожалуйста. Так, я постараюсь кратко, и у меня будет больше такая інфармацыйная, так бы мовіць, для зроку інфармацыя пра жаночую калонію номер 24 у ГП Зарэчча. Гэта, скажем так, адкрыццё 20-21 году, бо гэтая калонія існуе ўжо з 94-го году, але, так бы мовіць, на слуху яна стала менавіта пасля падзей 20-го года. Гэта такая феадальная такая дзяржава
это такая міліцэйская дзяржава, дзе до 20-го года пераважна атрымліваліся жанчыны рэцыдывісткі, якія траплялі там ужо па 5, 10, 12 разоў. То бок там увесь час такі кругаварот вось гэтых жанчын быў. Вось, і пасля 20-го году раптам там кропкава сталі, значыць, трапляць паліцзняволеныя жанчыны. Я была першай, якая туды патрапіла. Вось, і бачым, што палітыка рэжыму такая, што штогод яны дадаюць у гэтую калонію па адной жанчыне паліцзняволена, якая, так бы мовіць, якую яны не змаглі зламаць, там, задушыць на Антошкіна, якая не пагадзілася пісаць памілоўкі, якая працягвае займаць такую цвёрдую выразную пазіцыю, значыць, іх, так бы мовіць, для дабівання, для перамалвання іх вось выпраўляюць у гэтую калонію Зарэчча. Ці можна слайд назад зрабіць? Вось гэта, значыць, схема гэтай калоніі ў Зарэчча. Яна знаходзіцца фактычна пасярод леса. Гэта былая вайсковая частка ракетная. І у 94-м годзе, як я казала, яна была прыстасаваная пад жаночую калонію. Тут, значыць, намалявана, адкуль заязджае аўтазак. Вось выгружаюць жанчын з торбамі. Значыць, іншым жанчынам можна сабе дапамагаць несці гэтай торбы. Ну, там такія спецыфічныя таксама кантынгент заязджае, у каго там з торбачкай нейкай, з пакецікамі ідуць. Ну, паліцзняволеныя, дзякую всім за салідарнасць, канешне, маем, так бы мовіць, з чым трываць у гэтых жахлівых умовах. Вось, але як ще Солженіцын пісаў, што, ну, рэч патрэбная, але яны ператвараюцца у дадатковы ціск, для дадатковае выпрабаванне для паліцзняволеных, таму што паліцзняволеных выходзяць з кайданкамі з аўтазака, і ў кайданках ты мусіш цягнуць торбы. У мяне было, напрыклад, там 5-6 даволі вялікіх торбаў, і вось ад заезда аўтазака, вось да КПП, дзе напісана ператрус рэчаў дагляд. Ты цягнеш гэтыя торбы сам, адну торбу працягнеш пару метраў, ставіш, вяртаешся назад за другой торбай. Прайсці гэтыя там 20, 30, 40 метраў цябе можа займаць па паўгадзіны. Адпаведна, ругань, лаянка, як з боку іншых зняволеных, таму што яны ўжо хочуць пайсці хутчэй спаць. І так і ахоўніц гэтых надзірательніц, таму што яны таксама ім хутчэй гэта ўсё, вось у такім стрэсавым становішчы ты гэтае КПП трапляеш, шмон, ператрусы. Далей вось карантын, які знаходзіцца ў ніжнім куце. То есть увесь гэты шлях ты мусіш сам ісці, цягнуць гэтыя торбы. У 23-м і 24-м годзе здарылася так, што мяне прывозілі ў гэтую калонію ў снежні месяцы. Гэта звычайна адбываецца ўжо ўначы. То есть прывозяць там аб 11 вечара, ужо цёмна, мароз, і пакуль все гэтыя дагляды можа прайсці некалькі гадзін, то бок гэта 4-я, 3-я, 4-я ці 5-я гадзіна раніцы. Ты толькі датопываеш да гэтага карантыну, а 6-й ўжо пад'ём, то проста ноч вылятае. Далее, значыць, тут атрады, плац, крама, ну, тут можна паглядзець, дзе што размешчана. Ну, і час, які амаль я ўвесь час правяла у гэтай калоніі, гэта вось ШИЗА і ПКТ. Гэта з інтэрнэта спампаваныя здымкі гэтай калоніі. Гэта былая казарма, тут знаходзяцца атрады, гэта старэйшы здымак, таму што зараз тут трохі ўжо перабудавалі. Быў першы, другі, трэці паверх атрады, зараз першы паверх менавіта вось гэтага будынка заняла адміністрацыя. Ну, вы бачыце, як выглядаюць лакальныя дворыкі, вось жанчыны. Як звері ў клетцы проста ходзяць па гэтых лакальных.
Гэта той же самы участак, трошкі іншы ракурс. Ось у гэтым лакальным участку утрымліваецца палізняволеная Алена Гнау. Гэта від на калонію з боку сталоўкі. Это зноў жа той же вось будынак. Я скажу, што таксама весь час, што мяне трымалі, гэта вось перакідванне па атрадах, я пабывала фактычна ва ўсіх. На ўсіх паверхах, ва ўсіх атрадах. Это таксама квест, таму што это можа адбыцца ў любы момант. Это можа адбыцца раніцай, толькі 6 раніца падняліся, і цябе адразу там матрас сварачвае з вещамі. А цябе яшчэ на фабрыку трэба ісці. Вось. І як хочаш, так і ідзі. І мусіш всё паспець. Так. Ну і вось гэты будынак, гэта значыць будынак, дзе ўжо апошні 24 год мяне трымалі. Вось чым адметны гэта будынак, гэта менавіта ў гэтым будынку на першым паверсе, тут не зусім захоплена, а вось там от дзе плот, менавіта там на першым паверсе знаходзіцца ШЗА і ПКТ у гэтым будынку. Вопратка зняволеных, это значыць стэнды з фотаздымкамі, як мусіць выглядаць быць апранутыя жанчыны ў гэтай калоніі. Вось, калі ласка, вы можаце звярнуць увагу, гэта вопратка менавіта з калоніі 24-й. Вось у такой вопратцы палізняволеныя і іншыя жанчыны зняволеныя знаходзяцца ўвесь час. Халодная вопратка, драная, шмат якая вопратка навогуле спашытая з кавалкаў. Ну, то бок людзей проста, так думаюць, апранаюць чыста, чтоб яны не хадзілі галышом. Гэта жакліва халодная вопратка, асабліва вось гэтая целагрэйка сіняга колеру. Капелюш не дазваляецца апранацца, толькі калі там уже зусім залівае ці ураганны вецер. Шмат у каго няма шалікаў, то бок гэтай праверкі, хаджэнні туды-сюды. Всё гэта не спрыяе жаночаму здароўю, всё гэта вядзе да хранічных, просто людзі знаходзяцца ў стане такой перманентнай прастуды. Няма умоваў, каб сушыць гэтыя вопраткі, не асабліва ёсць умовы, каб праць. Ну, вось так гэта выглядае. Так, гэта зробленая максімальна набліжаная да рэальнасці камера ў ШЗА. Гэта рабіла я, значыць, так выглядала яна адна з камер, дзе была драўляная падлога, таму што была у гэтай калоніі і ёсць, была, дакладней патлумачу, чаму была спецыфічная камера нумар 6, якая, як мне сказаў адзін з супрацоўнікаў гэтай калоніі, адпавядае ўсім стандартам ГОСТу. Што значыць стандарт ГОСТу у іхнім разуменні? Гэта проста падвал халодны, шэрая плітка на падлозе, шэрыя сцены, адсутнасць вакна, замест вакна просто такая адтуліна пад самай столей, забраная бляхай металічнаю, у ей просто невялікія такія адтуліны, маленечкі дыяметрам 10 там каля сантыметра. Вось. І у такіх умовах, і гэта была спецыфічная камера, таму што ўсіх палізняволеных, якія знаходзіліся і знаходзяцца ў зарэччы, у 90% кідалі выключна ў гэтую камеру нумар 6. Вось, і мы там правадзілі па месяцу. Мы там правадзілі ад 10 до 15 дзён, але часцяком мы правадзілі там і па месяцу. А вось гэтая камера лічылася люкс, таму што там была драўляная падлога, і на гэтай падлогі, сеўшы каля батарэі, можна было грэцца. Ну і плюс там былі вялікія окны, праз якія, дзякуй Богу, можна было хоць бачыць сонца і хоць
назіраць за нейкай зменай пагоды і за зменай сезонаў проста. Вот калі тебе сажаюць, напрыклад, на месяц у 6-ю камеру, ты не бачыш нічога, цябе сажаюць сугробы, сумёты, а выходзіш, там уже нейкія дрэвы на лісце. То бок кавалкі часу просто выпадаюць. Ну і вось у такой позе просто таксама ты суткі за суткамі сидзіш і всё. Ніякіх ні прагулак, ніякіх ні вывадаў працу, а да таго ж агульная практыка, калі да цябе просто адчыняюцца дзверы, і цябе просто сходу прыдумляюць чарговае парушэнне толькі для таго, каб бо ёсць мэта пакінуць цябе, напрыклад, яшчэ на чарговыя 10-20 сутак. У канцы 24-го году калонія атрымала грошы на рамонт ШИЗО і ПКТ, і усе вось гэтыя камеры з драўлянымі падлогамі і вялікімі вокнамі, яны былі прыведзены пад стандарт 6-й камеры. То бок все камеры сталі без вокнаў, все камеры сталі з каменнай падлогай. Вось у такіх умовах утрымліваюцца жанчыны. Асабліва жанчыны палізняволеныя, узімку батарэі ледзьве грэюць. На каменнай падлогі ўвесь час холад, страшэнная вільгаць, калі ты там штосьці паправіш нейкую ланочку ў гэтай камеры, яна, ну, спрабуеш яе сушыць, яна 3 дні, і яна все роўна не сухая. Ну, ты просто ходзіш, апранаеш на сябе на мокры. Увесь час адбіраюць новыя правілы, увесь час уведамляюць, адбіраюць цалкам вопратку, то можна шкарпэты, то толькі калготы ўжо можна, то есть увесь час ідзе вось гэтае намацванне, у чым яшчэ больш менавіта вось па жаночай частцы. То можна было з сабой взяць сродкі гігіены, то ўжо нельга з сабой сродкі гігіены, то можна было 2 маякоў з сабой взяць, то уже зусім ніводных маякоў з сабой нельга браць. Калі ты штосьці там здымеш сабе, то гэта ўжо лічыцца парушэнне формы вопраткі, у цябе могуць яе адабраць, таму ты просто зразумела, што калі цябе трымаюць месяц у ШИЗа, гэта ніякага прання быць немажліва. Ты просто месяц, як завялі, так і сидзіш у гэтым. Брудная, потная, вільготная. Ну і ва што выліўся гэты рамонт? Вось гэта допіс жанчыны, якая там была уже пасля майго вызвалення, якую трымалі вось суткі ў гэтым адрамантаваным у двухкосці ШИЗа. Вось уражанне чалавек, як дзеліцца, то есть 0 градусаў на вуліцы, а в камеры мінус, таму што дадатковы холад ад камеры, ад пліткі, ад сценаў каменных. Калі я там была, мы вось удавалася неяк там падглядзець адным вокам тэмпературу, калідоры, у іх градуснік паказваў 12 градусаў. Гэта ў калідоры. У камеры было еще на некалькі градусаў халадней, і вось жанчына ў гэтай камеры сидзіць просто вось калготкі, калі ёсць, калі няма, то без калготак. Вось у гэтых кардонных ботах, пінжак і спадніца. Прычым яны, карнікі гэтай калоніі, яны вельмі любілі так рабіць, каб гэтыя все вопратка ў ШИЗа, она была маленькая. То есть пінжак на табе не зашпільваўся, спадніца на цябе не залазіла, она была вось ледзьве прыкрывала толькі верх ног. І все. А цяпер, што датычна персаналія ў калоніі, гэта Дмітрий Курлович, начальнік калоніі, а адзін з дэжурных памочнікаў начальніка Мікалай Крут, які вылучаўся такімі садысцкімі замашкамі. Гэта была ягоная ініцыятыва, што ён любіў, каб палізняволеныя цягаліся з торбай. Гэта ягоныя словы пра камеру 6, якая адпавядае ўсім гостам. Ён любіў падкідваць да нас палізняволеных людзей з неадэкватнымі псіхічнымі захворваннямі. Уладзіслаў Мельнікаў, аператыўнік, які фактычна ажыццяўляў тэрор палізняволеных і таксама выбіваў памылоўку. Зараз, калі ласка, будуць кадры, я папрашу, каб не было фотаздымкаў, бо гэта будуць такія кадры, якія пакуль не для апублічвання.
нашим спикерам. У нас осталось очень мало времени, буквально на 2 вопроса. Я вижу здесь руку и здесь руку. Пожалуйста, вы куда-нибудь передайте. Вот микрофон, вот микрофон. Раз. Алло, Dzień dobry, поважанные щебры. Фамилия настоящая, Страх Александр. В минулым морский офицер элитных морских часток. Бывав у різних республіках, країнах, морах і океанах. Калі І ласка, коли зустрічався, калі ласочка, питання, бо у нас нема часу, ми затрымліваемся. поважаний спадар, коли тут дорвались до микрофона, не можно было оторваться. Ни слова. А я тут я конкретный человек, я войсковый. Питання, калі ласка, спікера. Элитных морских часток. І було дуже вельми приємно, коли там у морях і океанах, далеко від родини, зустрічаєш своїх земляків. Це дуже важна частка життя була. І добрі спомини теплі зостались. І коли тут нам прийшлось вийти на мітинги супроти диктатури, я перший в Білорусі офіцер, який надів свою морську форму і вийшов підтримати дівчин і жінчин на гэтых мітингах. І зараз мені тут вельми приємно, що ми тут зустрічаємося, білоруси, разом. І тут і стараємося підтримувати. Я вже старий, я вже тут не працюю, я тут вкалываю, але стараюсь підтримати інвалідів в першу чергу, інвалідів білорусів. І мені вельми неприємно було читати, коли жалуются инвалиды, просят допомоги. Оказывается, Евросоюз 170 миллионов нам выделил. Случайные Штаты 140 миллионов выделили допомоги белорусам, белорусской супольности. И, конечно, разразился скандал. А где же гэтые гроши? И в першую чергу пошли питання до офиса Тихановской, до Латушки. Люди просят помощи, люди не могут, вы ж Польща нам допомагає, поляки, а свої гроші пропадають. То я до ведучого маю питання, як ви адвокат. Скажіть, чи можна у цих грантоотримателів Тихановських, Латушки підняти сумління, хоч трошки? Господар, у нас есть тут спикеры. Я модерую эту дискуссию. И спикеры адказваюць на пытанні па сваіх тэматыках. Гэта ўразлівыя групы. Я разумею, што у вас баліць, але гэта адказа на тактычныя пытанні. Давайте больш контактаў. Так, дзякую вялікі за тое, што мы пачулі. Станіслав Ботвін, прадстаўнік грамадзянскага аб'яднання «Вольныя ваўкі», «Ваўкавыск». Наши сябры уже 330 дзён сядзяць за кратамі па справе дваравых чатаў. І ў мяне пытанне. Калі мы чулі вось дысідэнт і вясна казалі пра тое, каб як мага хутчэй уключалі у спіс гэтых людзей. Прадстаўнікі маёй супольнасці, яны не так даўно ўключаны у гэты спіс. І што адбываецца ў СІЗА, да, як змяняецца адносіны або ў калоніі, калі вось гэта праходзіць гэта змена статуса, да, вот палізняволены. Ну, ціск там і там неяк так адбываецца. Ёсць ли якія наступствы вось з пункту гледжання, калі там? Дзякуй. Я адкажу вельмі коротка, тому што мяне пераарыштоўвалі. І першыя 8 месяцаў я дапамагала не плаціць падаткі людзям, якіх я не ведала. Пры гэтым 3 гады я ім дапамагала не плаціць падаткі. Калі мяне пераарыштавалі, у мяне на пласт з'явіўся артыкул. Неважна, афіцыйна яны палітняволеныя, але не. Справа ў тым, што калі тебе ставяць на прафулік, 10-й прафулік схільны да экстрэмісцкай или иной деструктивной деятельности. По артыкуле. У мяне калі это называется на крымінальнай кресцілі. Так вось калі яны мяне красцілі, а тады вопросы есть? Есть. Вы 8 месяцев меня знаете, а до этого к экстремизму не была склонна.
Поэтому, рэальна нічога не мяняецца. Яны і так стаяць на прафуліку у 10 катэгорыі. І ўсё. Яны з'яўляюцца ў спісе. Дадатковага ціску, ён у іх ужо ёсць. Уважаемые спикеры, спасибо вам большое за то, что поделились своим опытом и рассказали о тех обстоятельствах, которые вам пришли. Это всё. Уважаемые спикеры, эксперты, спасибо большое, что поделились соображениями относительно тех групп, о которых вы можете говорить на экспертном уровне. И спасибо большое аудитории за то, что вы выслушали. Спасибо большое за краткую сессию вопросов и ответов. Спасибо. До свидания. І цяпер такая тэхнічная абвестка. У нас будзе перапынак на абед. Першасна ён меўся быць гадзінны, але паколькі мы выбіваемся з таймінгу, у нас будзе прыкладна 50 хвілін на абед, і мы тут сустракаемся у
2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Окей.
Я ще раз усіх вітаю. Ми працягваем, каб не выбівацца з раскладу. Нас цяпер чакае трэцяя панельная дыскусія, якая будзе прысвечаная працы дэмакратычных сіл Беларусі, замежных палітыкаў, няўрадавых арганізацый, як нацыянальных, так і міжнародных, па вызваленні і падтрымцы палізняволеных у Беларусі. Перад тым, як запрасіць сюды спікераў і спікерак гэтай панелі, я хацела б зрабіць невялікую абвестку, якая тэматычна звязаная з гэтай панеллю. Кожны з суб'ектаў дэмакратычных сіл Беларусі, безумоўна, прыкладае пэўныя намаганні ў пытанні дапамогі палізняволеным і іх сем'ям. І наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі не ёсць выключэннем. У гэтым годзе мы плануем зрабіць гэтак званую акадэмію жаночага палітычнага лідарства для былых палізняволеных жанчын. На слайдзе вы бачыце QR-код. Па гэтым QR-кодзе можна ўжо цяпер будзе запоўніць форму рэгістрацыі, калі вы зацікаўленыя ва ўдзеле. І мы разлічваем на тое, што гэта акадэмія пройдзе ў другой палове лістапада. Магчыма, тэхнічна давядзецца яе перанесці на пачатак першага зімовага месяца, але я пакуль спадзяюся, што мы справімся ў лістападзе. Сама гэта акадэмія адбудзецца ў Празе, і удзельніц гэтай акадэміі будзе магчымасць сустрэцца з вельмі яскравымі чэшскімі жанчынамі, якія прайшлі пэўны шлях свой у палітыцы і гатовыя падзяліцца не толькі ноу-хау, але і пэўным чынам дапамагчы у пытанні таго, як адвакатаваць за палізняволеных на міжнародную аўдыторыю, у тым ліку на чэшскую аўдыторыю. Вось такая невялікая абвестка, а цяпер я б хацела запрасіць удзельнікаў і удзельніц нашай трэцяй панелі сюды сабе. Перадусім Ольга Зазулінская, якая прадстаўляе аб'яднаны пераходны кабінет прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. На жаль, захварэў Артём Брухан, і ў нас адбылася замена. Сёння з намі будзе замест яго Павел Мар'еўскі, Координацыйная рада, Настасья Касцюгова, якая прадстаўляе кааліцыю за вызваленне палітвязняў, і Мацвей Купрэйчык, арганізацыя Белпол. Ну, мадыраваць гэтую панель будзе Сасоны, который распавядзе, чым гэтая панель будзе адрознівацца па фармаце ад папярэдніх, і перадаю слова. Так, яшчэ адзін спікер, якога не назвалі, я таксама прадстаўлю. Гэта Мануэль Хасель Либереко, Medical Aid Officer, так, медыцынскі супрацоўнік. З Беларусю арганізацыя супрацоўнічае з 2009 года і займаецца спадар медычнай і псіхалагічнай дапамогай. Будуць тут, напэўна, вялікія пытанні. Вітаю гаспадарства усіх. Дзякую, што пасля абеда, хіба здаецца, нават больш нас стала. Больш сілаў таксама слухаць, і фармат гэтай панелі я прапаную крышку змяніць, каб гэта не былі маналогі па 15-20 хвілінаў. Мы паслухалі праблему, мы паслухалі канкрэтныя гісторыі, а цяпер вельмі шмат пытанняў да палітыкаў і да грамадскіх арганізацый, чым жа яны займаюцца уласна. Прапаную па 3 хвіліны прадставіць вашу пазіцыю, чым вы займаецеся. Потым, напэўна, будуць пытанні. Таксама заклікаю залу да дыскусіі, каб вы таксама удзельнічалі, задавалі свае пытанні. У мяне пытанняў шмат. Калі забракне вашых, то ёсць што задаць. Калі будуць вашыя пытанні, то яны заўсёды да палітыкаў у мяне ў прыярытэце. Ну, а цяпер пачнем, і, напэўна, у той чарговасці, у якой вы былі ў спісе, так, такім чынам, бо ніхто супраціву да мяне не згалошваў. У такой чарговасці, калі ласка, ваша пазіцыя. Ольга Зазулінская, аб'яднаны пераходны кабінет, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы. Да, всем здравствуйте. Рада, что мы собрались, в отличие от предыдущей панели, потому что тема действительно важна. Важно понимать, чем занимаются демократические силы в вопросах освобождения политзаключенных и в чем наша опция, функция
в вопросах помощи целевой группы. Я как представительница по социальной политике не начинала процесс диалога по освобождению политзаключенных. Это делала моя предшественница. В рамках стратегического диалога США и Беларусь была создана коалиция по вопросам освобождения политзаключенных. Я в некотором роде перенимала этот опыт и продолжаю эту деятельность. И для меня это очень важно, потому что когда мы говорим о том, что режим держит в заложниках людей и в некотором смысле монетизирует на сегодняшний день этот процесс, важно помнить, что это живые люди. Это не какие-то абстрактные цифры, это люди. За каждым есть история, есть его жизнь, и есть его потребность быть на свободе. Это, если коротко, чем мы занимаемся. Мы участвуем и адвокатируем эти вопросы на всех уровнях, на всех возможных площадках. Мы говорим о том, что сегодня мы можем работать не только в рамках гуманитарного списка, потому что, к сожалению, люди попадают в заключение, и не всегда у нас есть необходимый набор медицинских документов, чтобы определить, что вот этому человеку по состоянию здоровья мы его определяем в какой-то список. Я конкретно лоббирую интересы профессиональных групп в рамках стратегического диалога и коалиции по освобождению. И вместе со своим коллегой, который сегодня присутствует в зале, который лоббирует освобождение иностранных граждан, да, которые находятся в заключении в Беларуси и являются политзаключенными. Что касается помощи целевой группы, тут все достаточно просто. ОПК не аккумулирует на себе средства. Мы опять же выполняем только адвокативные функции, то есть мы встречаемся с партнерами и разговариваем о потребностях целевой группы, сектора и конкретных организаций. То есть мы постоянно говорим с нашими партнерами. Расширяйте программы помощи. Если у вас есть возможность, выдатковывайте, как по-русски, забыла слово. Да, выделяйте дополнительные средства для того, чтобы мы могли своевременно и быстро помогать целевой группе. Воля, адразу пытанне задам. Якім чынам партнёры адказваюць на гэтыя прапановы? Ці гучыць голас у адказ адразу? Вы имеете в виду, что они сразу говорят: «Окей, мы дадим такую-то сумму»? Как правило, это долгий процесс. То есть сначала ты формулируешь потребности целевой группы, и потом вы вступаете вот в эти переговорные процессы, когда уже обсуждаешь, на какой вид помощи, да, могут быть выделены деньги, в какую организацию, да, или через какой инструмент эти средства могут выделяться и потом имплементироваться. А калі казаць пра вызваленне такой колькасці вялікай, як 50 чалавек, напрыклад, ведаем нефармальна, што чакаецца чарговае вызваленне, то гэта наколькі доўгі працэс? Я бы, наверное, вот самый популярный вопрос сегодня в первой половине дня – это ситуация вокруг Международного гуманитарного фонда. Но я хочу сказать, что здесь есть представители Международного гуманитарного фонда, и в следующей панели у вас будет возможность задать все вопросы, если мы говорим про этот инструмент. Но мы должны помнить, что Міжнародны фонд адклікаў свайго прадстаўніка з панелі. Нет, это Байсол, если насколько мне известно. Выбачаюсь. Поэтому Байсол адклікаў. да, все вопросы по инструменту Международного гуманитарного фонда, мне кажется, лучше задавать людям, которые работают. Я не работаю в Международном гуманитарном фонде вообще. Значит, я потеряла мысль. Як доўгі гэты працэс вызвалення такой колькасці людзей? Я знаю, что на сегодняшний день есть уже партнеры, это страны, которые увидели последнюю группу. О каком количестве мы можем говорить, и что это может быть большее количество, и что интервалы освобождения людей могут быть достаточно короткими. И поэтому сейчас очень активно обсуждается, во-первых, привлечение денег в Международный гуманитарный фонд. И я всегда говорю, мы недооцениваем белорусскую солидарность даже по прошествии 5 лет. И последний сбор на Байсол показал, что от заявленной суммы 50 тысяч мы, белорусы, все вместе собрали 111. И это меня радует, и спасибо каждой и каждому, кто принимает участие деньгами, распространением информации и говорит даже со своими близкими, которые отключены от этих публичных коммуникаций. Беларусы абсолютно крутые, и тут я
Я ўжо гэта раблю і заклікаю таксама ўсіх гэта рабіць, пісаць беларусы з вялікай літары, бо беларусы на гэта заслугоўваюць, мы на гэта заслугоўваем. Калі ласка, Павел Мар'еўскі, другі віцэ-спікер Каардынацыйнай рады, сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар». Ваша пазіцыя. Вітаю, сябры. Нагадаю, па-першае, чаму была створана Координационная рада в жніўні 2020 года. Для устанаўлення дэмакратычнай формы кіравання, заснаванай на неад'емных правах чалавека. На гэтым стаім і дагэтуль, і працуем дзеля беларусаў. Координацыйная рада сёння фіксуе пазіцыі дэмакратычнага руху Беларусі, лабуе яго і даносіць да знешніх нашых партнераў у Еўропе і ЗША, каб адвакатаваць вызваленне палітвязняў. Хто сёння кажа, што гэтыя сустрэчы нічога не даюць, нічога не робяць карыснага, я тут успамінаю словы Розы Турарбекавай, якая казала, што вось гэтыя сустрэчы, гэтая праца Координацыйнай рады, іншых офіса Светланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета якраз і робіць тую працу і дае, узмацоўвае пазіцыі, калі ідзе працэс вызвалення палітвязняў. І як просты прыклад, гэта тыя краіны, дзе таксама ёсць палітвязні, але гэта не гучыць на ўвесь свет, так як гучыць ад беларусаў і пра беларусаў. Што яшчэ хочацца сказаць з апошняга, што зрабіла Координацыйная рада, это 2 заявы да вызвалення палітвязняў. Асноўная тэза – это камунікацыя праз ціск. Мы павінны разумець, што рэжым сёння гандлюе палітвязнямі. Мы, каму як не нам разумець, што это не проста лічбы, гэта жывыя людзі, гэта душы, гэта кроў, гэта пот, гэта слёзы і, на жаль, гэта смерць. Вось там у канцы зала я пабачыў партрэты загінулых людзей, загінулых палітвязняў. На жаль, мы нічога не змаглі зрабіць, каб выратаваць этих людзей. Але я персанальна настойваю на адказнасці рэжыма Лукашенка за смерць беларусаў, за тыя пакуты, якія ён зрабіў для Беларусі і для беларусаў, і за суагрэсію у вайне ва ўкраіне. Павел, а як сумясціць дыялог і адказнасць рэжыму? Ну, па-першае, лабіяванне. Мы на сённяшні дзень не маем прямых рычагоў узаемадзеяння на ціску на рэжым, але мы можам косвенна гэта рабіць. Ніводная заява, ніводны дакумент, які выдала Координацыйная рада, ён не зроблены проста ў воздух. Гэтыя заявы кладуцца на паперу і ідуць у аб'яднаны пераходны кабінет, каб з гэтымі прапановамі аб'яднаны пераходны кабінет працаваў са знешнімі партнерамі. Таксама гэта ідзе і ў офіс Светланы Ціхановскай, каб Светлана Ціхановская ва ўсіх сваіх сустрэчах, якія яна праводзіць на вышэйшым узроўні, нагадвала і падымала тэму палітвязняў. І гэта працуе на сённяшні дзень, мы ўсё гэта бачым. Але чаму Лукашенко павінен згадзіцца, каб мець нейкую адказнасць, каб паехаць у Гаагу, ці яго пасадзілі, ці яшчэ штосьці? Ціск, санкцыі, ціск і персанальная адказнасць. Ён павінен разумець, і ён разумее, што мы з яго так проста не злезем. Ён абавязкова апынецца ў Гаазе. Гэта хіба крышку супярэчыць пазіцыі наступнай спікеркі Насці Костюгова, коалиция за вызволение политвязняў. Добрый день всем. Я нахожусь делегирована здесь командой коалиции за освобождение заключенных, команду, в которой входит Ольга, предшественница Горбунова, предшественница Ольги Зулинской, про которую напоминала. И, собственно, мы занимаемся тоже адвокацией гуманитарных освобождений. Наверное, я бы хотела, чтобы нормально объяснить нашу позицию, развести некоторые смыслы.
Долгое время, с 20-го, там, 21-м, 22-м году, основной нарратив был такой: мы побеждаем режим, и когда мы побеждаем режим, освобождаются политзаключенные все. Потом проходило время, становилось понятно, что режим мы, кажется, в ближайшее время не побеждаем. Политзаключенные все еще сидят, соответственно, нужен другой подход для освобождения политзаключенных — гуманитарное освобождение, который не напрямую связан с политической борьбой. И чем меньше они связаны с политической борьбой, тем успешнее и, скорее всего, быстрее будут проходить гуманитарные освобождения. Собственно, поэтому мы занимаемся адвокацией именно такого подхода. Он подразумевает, что и со стороны западных дипломатов, и со стороны нас всех коммуникации должны стать более умеренными. То есть мы как минимум, когда мы говорим про освобождение политзаключенных, хотя бы в эти моменты нам не стоило бы связывать это с тем, что это мы так додавили, это мы настолько победили режим, что вот сейчас вот освобождают людей, потому что не потому что жалко там их или еще что-то, а потому что за 5 лет просто видно заметные определенные их реакции. И совершенно точно понятно, что если хочется испортить какую-то идею, которую мы там предлагаем, допустим, для переговоров с Минском, чтобы этого точно не случилось, нужно выйти в паблик и сказать, что это мы, демократические силы, хотим так сделать, мы давим на режим и хотим, чтобы это произошло. Тогда этого точно не произойдет. Поэтому первое, на что мы указываем и международным партнерам, и всем нашим коллегам, что это должны быть более умеренные коммуникации, когда дело касается освобождения людей. Не всего остального. Во всем остальном борьба и прочее, это и никто не просит этого прекращать, но когда мы говорим о освобождениях, это очень важно выбирать, какой язык мы используем. Второе, о чем мы говорим, это активная дипломатия, потому что долгое время это выглядело так, что наши западные партнеры просили не обусловленных ничем освобождений сразу всех политзаключенных, прекращения всех репрессий, и тогда мы начинаем разговаривать. Тогда за время стало понятно, что так не работает, что режим не будет просто так освобождать сразу всех, потому что нет достаточного эффективного давления. Я думаю, что на Западе по санкциям видно нет достаточной воли, чтобы было столько давления, чтобы режим взял и всех сразу выпустил. Соответственно, это возможно пошагово, постепенно, не сразу все. И это требует активной дипломатии. Поэтому вторая вещь, о которой мы говорим, это активная дипломатия. То есть разговаривать и спрашивать, и пытаться. Это сложный процесс, там очень неприятные люди, с ними очень неприятно разговаривать. Но с ними можно разговаривать, и это нужно старательно и активно, в этом суть дипломатии, пытаться делать. Ну и третье, использовать санкции как, собственно, инструмент, все, кроме военных, потому что военные санкции введены за войну, и отменяться за политзаключенных не могут и не должны. Совместно с большим количеством правозащитных организаций. Я просила вывести это на то есть буквально большая часть, которую вы знаете. Мы запустили такую инициативу, которая называется Release Now. Это очередная адвокационная инициатива, которая призывает европейские страны подключаться к гуманитарным переговорам по освобождению. Потому что вы сегодня слышали все эти истории, в каких ужасных условиях люди сидят. Среди этих политзаключенных, к слову, моя мама. Она в тюрьме, таких людей, как она, называется дальнобой. У нее очень большой срок, 10 лет. Ей еще очень долго сидеть. Она не молодая женщина. И мы, соответственно, хотим, чтобы к тому, что уже сейчас делает США, к этому вот переговорному процессу присоединялись еще страны Европы. У них есть какой-то leverage, им есть что положить на стол. И есть последний вопрос, который очень часто встает, вопрос репрессий, который очень правильно, его нужно поднимать. Но точно так же, как за один день не освободят всех политзаключенных, за один день не остановятся все репрессии. Они институциализованные. То есть это законы сейчас в этой стране, это не просто репрессии, это узаконенные репрессии. Соответственно, отматывать их, прекращать придется так же постепенно, как сейчас постепенно освобождают людей. И для того, чтобы это произошло, должно появиться больше участников этого процесса. Поэтому я предлагаю всех присоединяться, подписываться. Здесь можно поставить подпись, если у вас есть своя организация, сделать то же самое от лица организации. И мы будем продолжать адвокатировать за гуманитарное освобождение. Спасибо. Дзякуй. Настя, у мяне адразу такое пытанне, якім чынам і што вы робіце для того, каб еўрапейскія партнёры таксама ўключаліся ў гэты працэс, і наколькі іх вушы адкрытыя для гэтага, бо тут еўрапейскія партнёры альбо прадстаўнікі еўрапейскіх партнёраў ёсць у зале. Очень большая, конечно, есть инерция, потому что мы все жили в другой картине мира много лет, в которой, действительно хотелось верить, что вот завтра мы уже додавим, победим, и, соответственно, другое поведение ожидалось от европейских партнеров. Но чем больше проходит времени, чем больше мы видим жертв с людьми, которые происходят в тюрьме, которые там умирают, где человек уже умерло, тем понятнее становится, что
вот это непримиримое поведение, безусловное освобождение, безусловная остановка репрессий, и тогда мы с вами поговорим, не подходит. Но нужно очень много времени и усилий разных людей, я подчеркиваю, разных, здесь все они, многие здесь есть в зале, это делают, люди в тем-силах в большинстве своем. Вот это смена фокуса, смена линзы с того, что мы, безусловно, давим на то, что да, придется делать какие-то уступки, да, придется чуть-чуть менять картину мира на более реалистичную, на ту, где мы сейчас реально находимся. И, соответственно, отвечая на вопрос, как они реагируют они, конечно, сначала, поначалу они реагировали вообще очень, как бы так фыркали, но чем больше проходит времени, тем больше они сами начинают видеть, что происходит. Ну, то есть для них это просто медленнее и сложнее доходит, потому что они не находятся в этом контексте, они наблюдают его каждый день вплотную. Но со временем становится понятно, что, похоже, да, что придется это делать. То бок дыялог. Да. І абвінавачванні цябе дазволю на ты, бо мы даўно знаёмыя, у прыватнасці цябе абвінавачванне ў тым, што гэта гучыць як наратыў рэжыму. Что именно? Что нужно... Што трэба размаўляць з уладамі. А как по-другому? Вот недавно Валерий Мацкевич тоже говорил в интервью, а с кем еще размовлять? Есть субъект. В международной политике нет такого, что мы будем разговаривать с белорусским народом, особенно если белорусский народ сегодня не субъектен и сам за себя свою судьбу решать не может. Власти и влияния не имеет. Придется разговаривать с тем, кто принимает эти решения, потому что другое... Опять же, мы поговорим про гуманитарное освобождение. Но эти обвинения обычно связаны с тем, что мы путаем гуманитарное освобождение и политическую борьбу, в плоскость которой пытаются выводить освобождение в этот момент. Политическая борьба никуда не девается и никуда не может деться. Нельзя просто взять и забыть все, что произошло. Но есть уровень ниже, где мы говорим про гуманитарное освобождение, и здесь невозможно не говорить с субъектом, который принимает эти решения. Дзякуй. Якая пазіцыя ў Мацвея Купрэйчыка белы пол? Дякую, Великий. Кратко расскажу, чем мы занимаемся вообще в этой работе. Во-первых, наша организация занимается верификацией белорусов, которые в том числе выходят из тюрьмы, которые находятся там. Мы помогаем правозащитникам, так скажем, пробивами людей, которые попадают, установлением данных персональных людей, потому что очень часто бывают очень обрывочные сведения, которые приходят из так называемых белорусских судов, о том, кто задержан, либо же кого осудили и уже посадили в места заключения. Это очень важный пласт работы. В том числе мы также занимаемся вопросами подготовки, аналитики и анализа тех событий, которые происходят внутри страны, внутри Беларуси. Буквально, если я не ошибаюсь, в прошлом месяце мы выпустили большую аналитическую статью о том, в каком именно сейчас положении находится белорусское общество. И мы примерно подсчитали, что в Беларуси, да, официально признанных было на вчера, если не ошибаюсь, 1190 человек. До этого было 1300. Но на самом деле проблема такая, что людей реально, которые находятся в местах заключения, которые репрессированы, по нашим минимальным подсчетам, более 5500. Что мы будем делать с этой разницей? У нашей организации к этому моменту очень большой вопрос. Это один из моментов. Второй момент. Когда людей незаконно выкидывают из страны, я бы не назвал это освобождением. Да, это важно, что люди попадают в другую страну. Но в данном случае мы видим какой момент, что Николай Статкевич вернулся в страну, но, как оказалось, у него нет ни акта амнистии, ни помилования, ничего. Его опять забрали в места заключения, в места лишения свободы. Это второй большой момент. Третий момент. Когда людей выкидывают за пределы страны с отсутствующими какими-либо документами, каким образом выходить из этой ситуации? Для меня это не похоже на какое-то гуманитарное освобождение или на какое-то нормальное освобождение. Людей просто выбросили, знаете, как котят в мешке топят, а вы там сами разбираетесь. Выплывете, отлично, не выплывете. Ну, так бывает. И еще одним важным моментом является то, что наша организация рассказывает это и в закрытых брифингах, и сейчас мы уже начали выводить эту информацию более в общественную плоскость, то, что в течение 3-5 лет, мы считаем, будет большая война. Мы это говорим прямо и говорим открыто. И если она действительно случится, через 3-5 лет никому не будет дела до того, сколько в Беларуси политзаключенных, что с ними происходит и так далее. Если мы начинаем заводить нарратив о том, что надо какие-то санкции снимать, надо переставать
давить на режим. В таком случае у нас получается что? Мы делаем все возможное, чтобы режим оставался. Я уверен, что уровень репрессий будет либо таким же, либо будет расти, а предпосылки просто есть. И никакого изменения не предвидится в ближайшие там 10-15 лет. И получается, что мы просто, есть такой уже, можно сказать, заезженный нарратив, меняем одних на других, при этом мы, как Белпол, мы очень рады тому, что, как бы то ни было, но люди находятся в демократических государствах, которых незаконно депортировали, мы считаем. Но при этом, если мы перестанем сражаться и биться за свою страну, во-первых, она отойдет к России, очень высока вероятность. Во-вторых, мы потеряем все возможности вернуться домой даже в течение ближайших 20, 30, 50 лет. Ну и в-третьих, естественно, мы здесь как таковые никому не нужны. Мы не граждане, у нас нет документов, у многих нет ни пенсий, ни медицинского обеспечения, ничего. Матвей, а биться за свою країну, яким чином у Варшаві на конференції, на якої ми зараз знаходимося, б'ємося за свою країну? Да, я считаю, что каждый может сражаться с режимом доступными ему способами. Есть разные варианты. Наша организация в настоящий момент занимается лоббированием и продвижением санкционного давления на режим Лукашенко. Это санкционное давление заключается не только в военных санкциях, но и в общем санкциях за преступление режима в отношении белорусского народа. Первый момент. Второй момент. Есть медиа, которые выполняют очень серьезную и важную работу, которые могут продвигать правильные нарративы через свои ресурсы, которые могут просвещать белорусов, показывать правду, что на самом деле происходит, а в Беларуси лучше не становится. Экономическая ситуация все хуже и хуже. Ну и в-третьих, есть возможность, как минимум на данный момент, для тех, кто действительно считает, что Россия наш враг, и кто готов в том числе и отдать жизнь за это. Есть полк Калиновского, есть ВСУ, где можно сражаться против армии оккупанта. Есть варианты сражаться всегда. Да, я просто хотела это проговорить, чтобы мы тоже для себя четко разложили по полочкам. Когда мы говорим, что мы можем сегодня освобождать людей по гуманитарным основаниям, но при этом не делаем ничего и не адвокатируем тот момент, что должны остановиться репрессии, то это, знаете, действие ради действия. Да, во имя спасения людей, безусловно, во имя сохранения жизни, но это действие ради действия. Я делала на днях, буквально во вторник, закрытую встречу из последней группы, где было 15 политзаключенных, которые были освобождены из числа 51 человека. Так вот, по свидетельствам этих людей, в колониях, по подсчетам правозащитников, где есть 52 политзаключенных, 54, там, я сейчас примерные цифры буду называть, находится больше 200. Мы все знаем, как помечают этих людей, желтые бирки, да? Если и сейчас мы направляем этих людей на интервью к правозащитникам, чтобы они всю информацию, которую они помнят, фамилии, имена, обстоятельства статьи, фиксировали это важно. Потому что мы сейчас все схватились за этот тезис Трампа 1300. 1300 от какого момента, я хотела бы спросить? От какого числа 1300? То есть это 1300, когда он проговорил, или это постоянная цифра 1300, и мы будем этот бидон с водой мы будем ложками черпать? Ну, то есть давайте для себя сформулируем, мы честно себе признаемся, этих людей не 1300. Козырей у нас, собственно, нету. У нас есть голос, мы можем говорить. И то, как мы говорим, и что мы артикулируем на наших партнеров в том числе, от этого зависит, выйдет 1300 по Трампу или выйдут все. Дальше, гуманитарный список. Я еще раз буду повторять. Мы не знаем, в каком состоянии здоровья находятся люди. Не знаем. Мы знаем примеры. Люди заходят ногами, выезжают на инвалидных колясках. Это живые люди, которые получили эту... То есть эта ситуация произошла уже в колонии. Понимаете? Люди, которые умерли в колонии, не все были в гуманитарном списке. И это тоже важно проговаривать. То есть о чем мы говорим? Когда мы говорим, давайте вот за этих мы будем сражаться, вот это мы будем проталкивать, а все остальные когда? На сдачу?
Пра гэта мы яшчэ будзем сёння гаварыць. Я б хацеў таксама пра гэта пачуць пазіцыю нашага яшчэ аднаго спікера Мануэль Хасель Лебрэко. І уласна, напэўна, у вас прагучыць пра гэтую самую медычную і псіхалагічную дапамогу, якую патрабуюць беларускія палітычныя вязні. Калі ласка. How can I start the presentation? Okay, I can do it without it as well. Yeah, thank you very much for inviting us to this Congress as well. We are a human rights organization focusing on Ukraine and Belarus. And today I will tell you about our most visible campaign for Belarus, We Stand By You. And it is a solidarity campaign for political prisoners. We started this campaign in 2020 when the first political prisoners were arrested. And yeah, since then it was growing and growing as the number of prisoners was growing. And the main idea is that we approach parliamentarians from different parliaments all over Europe and ask them if they want to adopt a political prisoner, so become a godparent and be responsible for this one prisoner. And so far we have over 448 godparents in 24 countries. Our main countries are Germany, Switzerland, UK, and Ireland. We are very strong because we have members there. They are very active. And in several other European countries, we have godparents as well. And the idea of this campaign is to raise awareness about the issue of political prisoners in Belarus, and also to show the solidarity to the prisoners, to their families, and to whole civil society. And usually the godparents, they publish something in their social media about this prisoner, for example, on their birthday or on the day of their detention. And like, we should keep in mind that we are activists and we deal with the topic of political prisoners like every day. But in most European countries, ordinary people, they don't know much about the situation in Belarus. And when they see such a post by their member of parliament, they get to know about it, they can read more about it and be informed. We always offer the godparent that they can have a conversation with the relatives of the prisoner if the relatives agree to it. And then they get to know the story of this prisoner. And it's, of course, something different for the politician if he, like, human rights violations in the country, but then he really hears the story of one individual, and this can also change his positions. Sometimes we run different campaigns. For example, right now, we are preparing to send letters to all judges in Belarus who sentenced political prisoners. And this letter is then signed by many, many different members of parliament. So to send a message to the judges that their actions are actually being watched outside of Belarus and they are going to be held accountable one day. It can also happen that after the release, the godparent can meet the free prisoner and they can finally get to know each other. For example, Leonid, who is here, he met with his godparent in German parliament some years ago. And yeah, we have 448 godparents, but it's still not enough to have a godparent for every prisoner. So we also encourage all of you, if you know your local parliamentarian, that you can approach them, tell them about the campaign and ask them to contact us, and then they can be godparent as well. So you can spread this campaign further. Thank you, Manuel, for this speech, and thank you for work of your organization. Nastya has a question or reflection, I don't know. Да, я хочу тоже отрефлексировать, потому что, возможно, создается впечатление, что когда я говорю про гуманитарное освобождение, я говорю про гуманитарный список. Нет, я не говорю про гуманитарный список, я говорю про освобождение людей, которые все сейчас находятся в тюрьме.
Но эти освобождения на гуманитарных основаниях, как, например, происходят регулярные обмены на войне и так далее, и так далее. То есть, еще раз, не в рамках политической борьбы. Как минимум, позиционироваться. Это должно не в рамках политической борьбы. В дипломатии и в политике есть всегда уровень публичной коммуникации и непубличной коммуникации. То, что мы говорим публично и заявляем как свою позицию, и то, что мы говорим непублично на встречах, может отличаться. Почему важно то, что мы говорим публично? Потому что это очень сильно влияет на реакцию одной из сторон, которая, очевидно, очень болезненно на все реагирует. И еще потому, что мы создаем разными своими действиями некоторые публичные негативные эффекты, которые влияют на, например, какие-то репутационные страхи возможных будущих партнеров, которые могут вовлекаться в эти процессы. Например, когда главным акцентом последних освобождений, которые, естественно, это ужасно, что люди выехали из страны, это плохо, что они оказались без документов, и нужно заниматься, работать над тем, чтобы в дальнейшем это право на выбор было, конечно же. Или чтобы можно было как-то, чтобы типа помилования, в принципе, как в стране происходили. Есть второй еще трек помилований. Но когда мы делаем основным акцентом, что это насильственная депортация, причем еще юристы даже не согласились про этот термин, и во всех западных медиа, во всех заголовках это называется насильственной депортацией, вы просто поставьте себя на место каких-то западных дипломатов, политиков, которые смотрят на эти заголовки и думают, да, оно мне надо. То есть я мало того, что людей освобождаю, так я еще потом буду виноват в том, что я насильственно депортировал кого-то. А які тэрмін трэба выкарыстоўваць? Бо сапраўды дэпартацыя крышку не адпавядае тут нават семантычна, калі паглядзець у слоўнік. то Я дэпартацыя оставлю эту украінцаў. дискуссию юристам. Я считаю, что пусть правозащитники юристы договорятся о том, как это называть. Я говорю сейчас о языке, потому что это больше моя сфера экспертизы в этом Ну, всем. моўна таксама не падыходзіць. Я понимаю, что, понимаете, другим странам они же не думают каждый день о том, как им важны наши политзаключенные. Они думают о своих интересах, о своих карьерных возможностях, о своей репутации. И поэтому очень важно, какой мы фон для этих освобождений создаем. И опять же, что мы говорим публично, и что мы говорим не публично. И не публично мы себя можем вести куда менее аккуратно и куда более настойчиво и агрессивно, чем мы делаем это публично. Но публично очень важное поле, потому что на него реагируют все участники постоянно. Павел, можа ёсць што дадаць да гэтага публічна, не публічна? Да, у меня есть что додать. Калі мы кажем про палітычную барацьбу і гуманітарны трек, дзе тут хто тут бачыць палітычную барацьбу, калі я б хацеў, каб Лукашенко адказаў за свае злачынствы ў міжнародным уголовным суде. Калі ты забіваеш, калі ты гвалціш собственны народ, то я табе кажу, што ты забойца. Я не буду сидзець і, гледзячы твар у твар, улыбацца і казаць, які ты прыгожы, які ты сумленны ці нешта яшчэ. Я кажу, ты забойца, і ты павінен быць пакараны па законе. Па-другое, я хацеў бы дадаць на тое пытанне, што вы задавалі Матвею наконт, як можна змагацца, седзячы на канферэнцыі ў Варшаве. Напрыклад, у Коордынацыйнай радзе, можа, мала хто пра гэта ведае ці не бачыць, створана камісія па вайсковаму, па рэгіянальнай і нацыянальнай бяспецы. Узначальвае яе Александр Клачко. Таксама Александр Клачко залажыў камісію па вайсковаму накірунку, дзе мы распрацоўваем розныя дакументы, і у нас таксама ёсць аналітычныя дакументы ад Белпола, і мы згодныя, што цягам 5 гадоў Еўропу чакае велізарная вайна. І таму адзін з мэтаў стварэння гэтай камісіі, каб стварыць у нацыянальных арміях краін НАТО вайсковыя адзінкі, якія ў выпадку велізарнай вайны ў Еўропе маглі б змагацца на баку гэтых краін і хаця б адсотак адцягнуць на сябе, каб меней гінулі салдаты гэтых нацыянальных краін. І я яшчэ не закончу. Але я б хацеў, каб мы заставаліся ў тэме. Так, за той тэмы. Слухайце, сярод беларускіх ветэранаў, удзельнікаў вайны ва ўкраіне, якія ваявалі за ўкраіну, таксама ёсць палітвязні былыя. Іх там шмат. І яны сёння льюць кроў, пот і слёзы на гэтай вайне. І Таму я ведаю, пра што я кажу. Пытанне, якую дапамогу атрымліваюць гэтыя палітвязні, у тым ліку фармальныя дакументы, я маю на ўвазе ва ўкраіне. Ва ўкраіне яны атрымліваюць тую дапамогу, якую можа прапанаваць украінскі ўрад у стане вайны.
На жаль, мы разумеем, што пакуль ідзе вайна, самае галоўнае сохраніць жыццё і краіну ў тых межах, якія яны ёсць. Таму я лічу, што ўся тая дапамога 100%, тыя выплаты там тым, хто пастрадаў ад гэтай вайны ці страціў блізкіх у полнай мере будзе пасля вайны, не зараз, калі ўсе высілкі трэба накіраваць на пабеду. Спадзяюся, што так і будзе. Магчыма, у зале ёсць нейкая рэфлексія, пытанне? О, ёсць. Ілячка, калі ласка. Кристина, як организаторцы, крышку позднее дам. У меня к Анастасии вопрос и сразу небольшая рефлексия. Во-первых, я очень неемко себя чувствую, когда мне продают подмену понятий, международное преступление называют освобождением. Это маленькая рефлексия. А во-вторых, хотел бы сказать, что не вижу логики в том, как вы позиционируете итог своей деятельности. Мне кажется, мне лично, мое мнение, что телега стоит впереди лошади. Если мы говорим о репрессиях во вторую и третью очередь, получается, к чему мы приходим? Озвучьте, пожалуйста, то, что вы видите в конце. У нас есть увеличивающиеся репрессии, постоянно садящиеся люди. И есть люди, например, которых мы освобождаем вот по вашему треку гуманитарному, как вы его называете. И получается, людей садят, мы освобождаем, людей садят, мы освобождаем. Нам тогда надо, наверное, собирать деньги на какой-то новый остров, может, страну какую-то пытаться где-то организовывать, куда все эти люди в итогу денутся, если репрессии не останавливаются. Вот. Такое питание. Да усіх ці... Я вроде сегодня ни разу не говорила о том, что репрессии не должны вставать в принципе как вопрос, или что мы отказываемся от того, что репрессии должны быть прекращены. Я сегодня сказала о том, что репрессии не будут прекращены так, как мы этого с самого начала хотели, за один раз, точно так же, как мы с самого начала хотели, чтобы сразу всех освободили, только потом начался какой-то диалог, но стало очевидно, что это невозможно. Поэтому в моем понимании, и вы можете с этим не соглашаться, ситуация раньше была с заключенными такая. Не выходил никто, потом людей начали частично миловать, частично вот так вот, как это сейчас происходит по треку США, вывозить, что плохо, пока у них получилось договориться только так. Но до этого было вообще никак. Соответственно, дальше мы можем развивать то, что уже есть, чтобы оно приносило больше результатов. Либо мы можем, я не знаю, что предлагается, отказаться, пусть они все обратно садятся, или мы просто перестаем освобождать людей. Какая альтернатива? Мы так рассуждаем. А как можно сделать, чтобы перестали сажать? А как мы сейчас личный вопрос, возможно, который стоит ставить, это как раз-таки остановка репрессий, а не вывоз людей в неизвестность, без еды, воды, и непонятно, как они будут дальше работать. Вот в чем. Так вопрос, что, пожалуйста, то есть американцы приходят и говорят, пожалуйста, не могли бы вы выкинуть этих всех людей из страны, а то нам бы не хотелось. Американцы, магчыма, павінны пытацца кожнага чалавека, што ён хоча. Так это не американцы решают. Они-то, конечно, хотели бы, чтобы люди могли оставаться, но пока получается договориться вот так, а не потому, что они типа не думают об этом даже. А я бы хотела напомнить, что американский трек заработал не в 25-м году, когда мы увидим насильственное выдворение из страны, а в 24-м. Первые помилования начались в 24-м. И давайте вспомним, а где все эти люди с 24-го года, которые были помилованы? Они где остались? В стране. Американский трек заработал? Нет, подождите. Это было ваше собственное решение. Как оно принималось? Оно, мы знаем, да, по интервью тех, кто уже оказался в эмиграции, это повторное давление, риск опять быть осужденным незаконно, оказаться в заключении и так далее, и так далее, и так далее. Но эти люди вышли. Это больше 200 человек. Их никто не выпихивал из страны вот так, как мы сейчас видим, без паспортов. И они принимали решение. Они, и только они приняли решение покинуть Беларусь. Поэтому сейчас говорить, что возможно только так, а не так, давайте не обманывать самих себя. Было иначе. Калі ласка, Кристина, Мы должны делать так, чтобы получилось. наступне питання. Перше, я мушу вибачитися перед Мануэлем за те, що не атрымалася своечасова запусціць прэзентацыю. Мы зараз вернем гэтыя слайды, потому што яе ўжо знайшлі. І маё пытанне будзе да Мануэля. Калі мы рыхтаваліся да гэтага мерапрыемства, адзін з крокаў, які зрабіў наш празкі офіс, мы звярнуліся да сімвалічных кросных тут у Польшчы,
якія пэўным чынам узялі такое сімвалічнае апякунства над некаторымі палізняволенымі ў Беларусі, і, на жаль, ніхто не адгукнуўся. І я проста на сабе адчула, што вось гэтая камунікацыя, яна недасканалая, яна не да канца працуе. Што можна зрабіць дзеля таго, каб гэтую камунікацыю палепшыць? І такое дадатковае пытанне. Пасля таго, як чалавек альбо адбывае свой тэрмін і выходзіць, альбо піша памылоўку і выходзіць, альбо яго вызваляюць па адным з трэкаў, каб тут ужо не падзяляць, які з іх гуманітарны, які з іх трэк зашае і так далей. Ці арганізацыя звязвае таго, хто апынуўся ўжо па-за турмой, з сімвалічным хроснай. Альбо ў гэтым ёсць такая патрэба, каб гэта, напрыклад, на сябе ўзялі дэмакратычныя сілы Беларусі, каб офіс Светланы Ціханаўскай, нашы асобныя місіі ў асобных краінах дапамагалі падтрымліваць вось гэтую сувязь паміж замежнымі палітыкамі і палізняволенымі. Крысціна, я б тут больш жорстка гэтае пытанне задаў. Ці хросныя проста не робяць прыгожыя фотаздымкі, вывешваюць іх на Фейсбуку, а потым, калі палітвязні патрабуюць рэальнай дапамогі, яны проста знікаюць? Of course, it all depends on the individual politician, and some are not really active. That they join the campaign, they make one post, and then they don't do anything anymore. And we offer them activities, but it's up to them what they want to do and how deeply they want to be involved. And there are godparents that are really like totally engaged. Like now we see the photo where Leonid met Konstantin von Notz from Germany, and they are like our role models, and we can just like offer them all the opportunities, and then it is up to them. And of course they think about their own reputation, but at the same time it really can make a difference just to post something, and some people read about it, and the first time they learn about political prisoners. And this is our most important goal of this campaign, to not let them be forgotten, and more people in different European countries learn about it. And yeah, it happens sometimes that they meet their godparent after the release. It just depends on the situation, first of the prisoner or released prisoner, then that they leave Belarus if they are interested in such a communication, and then again the godparent if they are really eager to follow up and then meet with them. Яшчэ одно пытанне было тут. Вы хотели пытанне задаць ці што? Пытанне хацела задаць, я хацела... Бо тут была рука, поэтому я туды скіраваў. Калі ласка, давайте хуценька. Ну, вельмі хуценька. Мяне зовут Ксенія Лускіна, мой хросны. Мне было 2 курсы. Галоўны хросны Смекі. У яго, на жаль, не атрымалася сюды прыехаць на гэтую панель, ну, наўпрост зрас. Але справа ў тым, што мы знаёмы вельмі много лет. Ён у канцы 20-го года вырашыў мяне шукаць і знайшоў у турме. І вось што тычыцца ўзаемадзеяння хроснага са мной. Усе сёння жыву ў Германіі, дзякуючы яго намаганню. Мы сябруем, раз на тыдзень сустракаемся, вячэраем і гэтак далей. І самае галоўнае, што дзякую Ліберэка за працу, якая адбываецца. І я прымаю сёння ўдзел у пісьмах, лісты пішам, паштоўкі адпраўляем. І калі кажуць, што паштоўкі Ліберэка не даходзяць, гэта не так. Я калі сядзела ў СІЗА, я не разумела, адкуль у мяне столькі паштовак без адрасу. І ведаеце, у Лейпцигу мы з Ксеніяй пісалі паштоўкі, я зразумела адкуль. Таму што падаецца тэксты аднолькавыя, што гэта такое. А гэта немцы кірыліцай перапісваюць, не ведаючы мовы, перапісваюць тэкст. І гэта да такой ступені было кранальна. Ну, мы сидзелі, я таксама пісала разам з імі, мы неаднаразова пішам. 8 кастрычніка ў Берліне будзе мерапрыемства у Ліберэка ў сувязі з тым, што гэтай праграме ўжо 5 гадоў. І таксама мы плануем правесці з маім палітычным хросным, правесці сумесную канферэнцыю, каб хросныя мелі магчымасць пазнаёміцца і з намі, з палітвязнямі, і з вопытам. І Маркус падзеліцца сваім вопытам, таму што гэта вельмі важна. І мы гэта ўжо згаднілі з офісам і спадзяемся, што большая частка хросных знаходзіцца ў Германіі. І, безумоўна, вельмі важна,
каб гэтая супольнасць яна перарастала надалей, таму што адбываюцца вызваленні і неабходна дапамога надалей. Працэс не спыняецца, на жаль. Яшчэ большая дапамога неабходная. Адсюль маё пытанне, каб проста не забывалі. Калі ласка, вяртаюся, тут была рука. Ласка. Дякую. У меня вопрос к Анастасии. Вы разделяете треки гуманитарные и политические, да, политической борьбы. У меня вопрос, есть ли у вас четкие механизмы, либо, по крайней мере, как вы видите эти механизмы, которые будут помогать вам в гуманитарном треке, но при этом не будут возвращать легитимность Лукашенко на международной арене, не будут его возвращать из международной изоляции, которой добивались все демократические силы вместе. Вот я об этом хотела спросить как раз, когда мы говорим про прекращение репрессий, при том, что у нас недостаточно инструментов давления для того, чтобы их взять и разом прекратить. Не то, что я говорю только об этом, я говорю, что их вообще не надо прекращать. Я говорю, что сразу не получится это сделать все за один день. Ну или, по крайней мере, мне неизвестны способы. И за 5 лет так и не стало понятно, каким таким способом взять и резко прекратить все репрессии. Поэтому, когда мы говорим про освобождение и какое-то дипломатическое взаимодействие, необходимое для того, чтобы эти освобождения были, это в том числе, как следствие, будет означать где-то частичный какой-то выход из изоляции. Я не думаю, что Европейский Союз готов полностью принять в объятия Лукашенко, как раньше. Но, тем не менее, для того, чтобы такие взаимодействия происходили, и в том числе можно было в дальнейшем обсуждать и вопрос репрессий, какого-то постепенного снижения их, потому что, опять же, это на законодательном уровне, это невозможно сделать за один день сегодня, то в этом случае это взаимодействие неизбежно, если мы принимаем за реальность точку отсчета, в которой нам изоляции не удалось добиться ту цель, которую мы хотели добиться изоляцией. Ну, то есть режим остался на месте, он никуда не ушел. Но это тогда не делает ситуацию патовой. Фактически мы возвращаем легитимность Лукашенко, и у него появляется еще больше власти репрессировать белорусов. А какой обратный есть сценарий? Вот что я пытаюсь понять. Я за 5 лет я просто вам не... хочу задать этот вопрос, то что вы очень четко разделили эти треки. То есть для меня, я не вижу варианта разделения этих треков. То есть либо это полная политическая изоляция и давление с помощью международных партнеров, и выбор именно этого трека, и благодаря ему освобождать политических заключенных и заканчивать репрессии, потому что одно без другого невозможно сделать, ну, на мой взгляд. Поэтому я и задаю вам этот вопрос, потому что фактически, если мы возвращаем Давайте поставим легитимность... на пытанне. Калі ласка. Я только дам такую рэпліку. Я ад вас неаднаразова чую, што гэта заканадаўства, што гэта немажліва зрабіць у адзін момант. Паверце мне, гэта мабільная сістэма, і па щелчку пальцев, і 1000 чалавек, і 5000 яны могуць вызваліць у адзін момант. Вызваліць могут. Могуць, і не трэба, вы просто ўзводзіце ўзван, што гэта доўга, што гэта паступова. Я не говорю Гэта про не так. освобождение, я говорю про репрессии. Сістэма пабудаваная такім чынам, што па щелчку пальцев могуць быць вызвалены ўсе. Я не говорю про освобождение, еще раз, я говорю про репрессии. Репрессии – это не только заключение людей в тюрьму. Это институционализированная машина, которая по очень большому количеству признаков репрессирует людей не только уголовными сроками, но административными увольнениями и так далее, и так далее. Это очень много новых прописанных законов, где новые практики репрессивные узаконились. Наста, я б скіраваў тут гэтае пытанне да прадстаўніцы АПК, аб'яднанага пераходнага кабінету. Наколькі гэта па шчаўчку пальцаў лёгкі працэс, сапраўдная Ольга? Я скажу вам так. Все, что происходит в Беларуси, это не придумали в 2020 году. Это постепенно, размеренно, целенаправленно отстраивалось с 96 года. Давайте вернемся туда. Так вот, система, которая имеет такие механизмы, мы сейчас знаем, кто принимает окончательное решение в формировании тех, кто окажется на свободе. Ровно так же может быть принято решение одним человеком. Одним. Потому что он управляет этим всем. Одним. И давайте не будем говорить, что это невозможно. Возможно. Инкоммуникада – это тот инструмент, который они придумали внутри этой карательной системы. Они его создали. Они поместили людей инкоммуникада. То есть они могли этого не делать, но они это делают. И они могут прервать инкоммуникада. Но это дополнительное давление на людей и на нас, чтобы мы начинали говорить о том, а давайте мы, может быть, начнем играть какие-то поддавки.
А можно тогда я задам вопрос? Потому что в самом начале, в том числе твоей, Оля, презентации, где ты говорила, что мы адвокатируем за то, чтобы люди выходили прямо сейчас, потому что они в тяжелом состоянии, о чем и я тоже говорю. Как это почему-то, в какой момент это начинает входить в противоречие? То есть вы же занимаетесь чем же самым? В чем тогда разница? Можа проста не праходзіць То есть, а как вы хотите, чтобы людей сейчас освобождали? Нет же никакого другого способа. не праходзіць фармуліроўка, што трэба прызнаць Лукашенко. Так а как? Ну, это же происходит. Когда мы говорим о том, что нужно освобождать людей, то для меня абсолютно очевидно, да, на последнем примере. Люди вышли, санкции Белавия, да? Тут же все просто. Санкции, а кто бы выходил? О чем мы дадим взамен? Чем мы будем лоббировать на наших? Отдайте им взамен за то, чтобы вышло какое-то определенное количество людей. И я говорю, для того, чтобы произошли процессы, у нас должны быть инструменты давления. Инструменты давления, собственных инструментов у нас нету. Но у нас есть партнеры, при помощи которых мы можем создавать эти инструменты. Но когда у нас появляются нарративы любой ценой, мы останавливаемся в процессах вот этого инструментария. А что вас заставляет думать, что 5 лет не вводили сильнее санкции, чем сейчас, а сейчас вдруг спустя 5 лет начнут это делать? Калі ласка, яшчэ одно пытанне. Олесь Новоборский, Белсад. Хочу до Ольги и до Настасьи звярнуцца з таким пытаннем. Вы выступаете, в принципе же, за одно и тое Каждый же. раз удивляюсь этим конфликтом. Вы, як і ўсе ў гэтай зале, я думаю, хочаце вызвалення палітычных зняволеных. Ці можа быць прынятая нейкая агульная хартыя, дамова пра тое, якія у вас ёсць супольныя агульныя прынцыпы і пажаданні, каб штораз нагадваць і самім сабе, і замежным партнёрам, што і вы, і ўсе астатнія хочуць вось гэтага, вось гэтага, вось гэтага. А ёсць разыходжанні у менш важных дэталях. Што там, я хачу гэта зрабіць так, а вось яны бачаць гэта так, але галоўнае, мы хочам вось гэтая хартыя або вось гэтая дамова. Ці можа быць так зроблена? Хартыя будзе? Неяк неахвоча Я могу отказать на это питание. У Координаційній раді не так давно прийшли переформування соціальної комісії, яку возглавляє Алана Гібрамірян. Ранее, на жаль, соціальна комісія не було так широко представлені намаганні, там, наприклад, на каб добіцца вызвалення палітвязняў. Зараз пашыраны гэтыя паўнамоцтвы гэтай камісіі. Алане б я прапанаваў звярнуцца да Ольгі Зазулінскай, звярнуцца да вас, сабрацца ў адном памяшканні, узгадніць пазіцыі і з гэтым ісці далей. Дякую. Павел, у мяне было гэтае пытанне і как раз зараз яго задам. Чаму праз 5 гадоў пасля ўсяго, што здарылася, мы ўсцяж абмяркоўваем патрэбу нейкай хартыі? Чаму да гэтага часу няма гэтай хартыі? Чаму яна не працуе? І чаму выходзіць мноства людзей з турмаў, а мы збіраемся тут і дыскутуем, што мы будзем рабіць заўтра? Можа, мы павінны дыскутаваць пра гэта пазаўчора? І кожная структура, тут прадстаўнікоў вялікае мноства, павінна ўзяць на сябе з гэтых 1300 чалавек ці там 5000 чалавек пэўны спіс. Я Павел Латушка, працаўладкую 20 чалавек з гэтага спісу. Я Святлана Ціхановская, уладкую 50 чалавек з гэтага спісу. Ольга Зазулінская столькі, і гэтак далей, і гэтак далей. Можа, узяць варта даўно на сябе гэтую адказнасць? Часткова эта адказнасць ёсць, і наколькі мне вядома, та же самая ініцыятыва Байсол фінансуе перападгатоўку для палітвязней. Спыненая гэтая падгатоўка. Але у гэтым да гэтай ініцыятывы прыядналіся таксама і ветэраны. То есть это та магчымасць, мы не працаўладкоўваем, але мы даем магчымасць людзям. Бо сёння яны спынілі гэтую... Сёння яны спынілі. Давайте няхай нейкая іншая ініцыятыва беларуская зробіць тое ж самае. І я хочу дадаць, што праз гэту ініцыятыву прайшлі таксама і некалькі ветэранаў, якія таксама прайшлі нейкія перападгатоўчыя курсы, там былі IT-курсы і розныя SMM,
і шукають, і нехта з іх знайшов працу. Я таксама як кіраўнік фундацыі звязку беларускіх ветэранаў заключыў дамову з беларускай асацыяцыяй беларускага бізнеса, з АББА, дзе я далучыўся да іх камунікацый і маю спіс тых вакансій, які адкрываюць беларускі бізнес, і прапаную іх ветэранам. Все тое ж самае можна рабіць і з палітвязнямі. Дзякуй. У нас еще питання есть. Я быстро, буквально 1 минута. Я очень люблю, когда мне навешивают дополнительную ответственность к тому, что я уже тяну. А тяну я достаточно много, и не только в ОПК по социальной политике. Так вот, у меня встречное предложение. Когда мы говорим про освобождение политзаключенных, а давайте то, что я делаю в рамках коалиции, я говорю про профессиональные списки. Знаете, когда я впервые об этом заговорила? 3 года назад. И я ходила к организациям и просила: возьмите, пожалуйста, свою профессиональную группу, возьмите ее и говорите везде, на площади, на конференциях, на брифингах, везде, где вы находитесь, в эфирах, в артикулах на сайтах, везде говорите, пожалуйста, про вашу профессиональную группу. Я не увидела отклика ни от кого, кроме журналистов. Можа, трэба казаць пра гэта публічна, а мы ўвесь час баімся сказаць, Так што давайте, вот, у меня встречное предложение. Встречная беларусы сабралі кучу грошай, калі выйшлі палітвязні, разабралі палітвязняў, каб яны не засталіся на вуліцы ў Вільні. Вось вам і сустрэчная прапанова. Гэта зрабілі людзі, не палітыкі. Калі ласка, пытанне. Я сразу поправлю, что то, чтобы прям люди с улицы всех разобрали, когда выкинули, это были помогающие организации, в том числе я и мои уважаемые коллеги, которые тут присутствуют, не обесценивайте нашу работу. Это раз. А два, я хотел бы вернуться к ситуации с тем, что мне снова пытаются продать какой-то странный нарратив про то, что ничего нельзя изменить. Беларусь — это диктатура, там нет законов. Возможно, стоит вместо того, чтобы выгребать оттуда искалеченных тюрьмой людей, пытаться системно принять какое-то решение, и вот впереди все-таки телеги, мне кажется, поставить лошадь, чтобы она поехала, и остановить хотя бы пытки и репрессии. Почему главным мотивом является просто какое-то показушное выбрасывание людей из страны, а не ультиматум, например, со стороны американцев, что, слушайте, мы будем с вами говорить, но вы, пожалуйста, перестаньте пытать. Вот пытать, просто перестаньте для начала в тюрьмах, и все. И, почему этот нарратив менее исполним, чем нарратив просто выкинуть кого-то из страны энное количество. Их уже в этот день же набрали больше. Пытанне, ці гэты наратыў існуе ў размовах, якія ідуць з заходнімі партнёрамі? Об этом говорят в том числе и политзаключенные, вот то, что я говорила, да, последняя встреча. Тут легко проверить мои слова, потому что близкий знакомый Ксении Малюковой присутствовал там, и он может подтвердить. Из 15 человек только 1 человек сказал, что это было мое решение, что я бы принял такой вариант событий, чтобы меня вывезли из Беларуси. Всем остальные, отвечая на вопрос американских партнеров, когда они спросили, очень четко сформулировали, понимая, что вы выходите из одной тюрьмы в другую условную тюрьму, вы бы приняли вот это решение? И они сказали: нет, наше решение выйти домой. Этот нарратив, он есть. Партнеры слышат об этом. Вопрос, насколько они хотят слышать. Ці яшчэ нейкія пытанні? Вы хацелі задаць пытанне? Пытанне да кагосьці канкрэтнага ці? То давайте, можа, пасля нашай панелі, бо ў нас засталося вельмі мала часу. Ці яшчэ хтосьці... Ці пытанне ёсць? Ёсць там пытанне, калі ласка. Раз, два, три. Господар Хасель, first of all, I would like to say thank you for everything that you do. And I have a question. In the current context, when all of the international attention is fixed upon Ukraine and Gaza, why does an organization like yours continue to help Belarusian political prisoners? And what can we do on our side? What Belarusians here can do so that there will be more of such help from an organization like yours, and so that this help will not stop? Thank you. Thank you. Yeah, we are a small human rights organization. We focus only on those 2 countries, Belarus and Ukraine. And for us, it's no question that we keep working, supporting Belarus. Like this is our mission.
regardless what's going on in the world. We try to, yeah, put the attention on what's going on in Belarus and in Ukraine. And of course, you all can help us, as I mentioned in the end of my presentation, that when you know the MP in your town, in your region, or you don't even know him personally, but you can just write to him and tell about this campaign, and then they can approach us and they can also become a godparent, for example. This is quite simple step that everyone can do easily. Дзякуй. І яшчэ тут была рэпліка, так, у адказ вы хацелі працягнуць наконт таго, што можна казаць публічна, а што не варта казаць публічна. Есть большая проблема, да, когда, конечно, во всех встречах, в том числе и у нас есть вид публичной коммуникации, вы нас можете, например, на YouTube посмотреть, а есть и закрытые брифинги, где доводится совсем, во-первых, другой уровень информации, и, естественно, он более серьезный, и подается он в достаточно серьезной манере. Но при этом всем, если мы не будем публично говорить кому-то, что, извините, к сожалению, да, вы стараетесь, вы молодцы, но вы делаете это неправильно, то как человек об этом узнает? И при этом всем здесь очень много присутствующих людей, которые хотели бы какие-то мысли, возможно, донести до наших американских, европейских партнеров, но они не могут, у них нет такой возможности общаться. Поэтому они вступают в публичную коммуникацию и доводят свои мысли, что, извините, но выбрасывать людей без ничего за границу – это ненормально. Лукашенко может реально, одним щелчком пальцев, правильно было сказано, изменить ситуацию в стране. Одним. Ему не надо ничего больше. При этом, если мы договоримся, я не знаю, с Польшей, а уже пример такой был, что границу закрыли на несколько дней, и пока что это не публичная информация, но уступки серьезные. Польша очень хорошо приобрела, я бы так сказал, на вот этой небольшой приостановке. Если мы сможем, например, добиться того, что граница будет закрыта для товарного транзита, например, на 2 месяца, на 3, поверьте, режим Лукашенко сам придет к вам и начнет говорить, сколько выпустить, 1,5, 2, 5, сразу. Это будет очень быстро, и этого можно добиваться. И, как мы уже все часто говорим, белорусы – это те люди, которые в конечном итоге добиваются своего. Нельзя говорить, что это невозможно, это сделать нельзя. Мы все сможем, мы всего добьемся. Мы освободим людей, мы вернемся в нашу страну. Спасибо. Дзякуй. І гэта уласна той момант, пра што беларускім палітыкам хіба варта памятаць, бо вельмі часта тое, што я назіраў на гэтых закрытых, адкрытых сустрэчах за шмат гадоў, што беларускія палітыкі баяліся неяк выказаць сваю выразную пазіцыю, чагосьці патрабаваць таксама ад заходніх палітыкаў. Трэба шанаваць, але размаўляць на роўных, хіба гэта вельмі істотны момант. Спадарства, у нас застаецца літаральна па хвіліне, каб падсумаваць тое, пра што мы сёння гаварылі. Я дам слова кожнаму, ці апошняе пытанне яшчэ. Пытанне, калі ласка. Мы атрымалі каментар ад Ганны Маціеўскай, адвакаткі, якая прадстаўляе ініцыятыву партызанкі. Яна прасіла скарыстацца магчымасцямі гэтай панэлі і магчымасцямі трансляцыі, якая цяпер ідзе, каб агучыць польскім палітыкам, якія, магчыма, будуць азнаёмленыя з вынікамі гэтага кангрэса, наконт таго, якая падтрымка для палітзняволеных з Беларусі патрэбная на сёння ў Польшчы. Можа быць, вы маглі б артыкуляваць нейкія заклікі, патрэбы, таму што мы цяпер знаходзімся ўласна ў Варшаве. Уласна, праз вашай арганізацыі, магчыма, гэтая дапамога пайшла канкрэтным людзям у гэтай сітуацыі. Давайте, калі ласка, па чарзе кожны падсумуе і іншым бокам. Я, наверное, быстро отвечу на этот вопрос. Первое, о чем мы должны попросить наших польских партнеров, это в ситуации, когда мы наблюдаем насильственное выдворение, и у нас есть политзаключенные, которые имеют связь с Польшей, а мы понимаем, что по Дублину есть дублинская процедура, а люди должны приехать в Польшу, мы хотим попросить не применять к ним дублинскую процедуру, а воспользоваться национальной процедурой, если все-таки эти люди будут подаваться на международную защиту. Пэўна, праз кантакты Міністэрства замежных справаў Польшчы гэта можна даводзіць, гэта вельмі істотна. Я хотел бы подсуммовать словами, что все мы, кто здесь находится, все те организации, якія створаны беларусамі в эміграцыі, павінны памятаць, што пакуль не
вызвалены апошні палітвязень. Пакуль не прыцягнуты да адказу тыя, хто вінны ў катаваннях беларусаў і ў смерцях тых беларусаў, якія не выйшлі з гэтай турмы, на жаль. Мы не маем права спыняцца. Таму все арганізацыі, все тыя людзі, хто працуе на вызваленне палітвязняў, працуем да пабеды. Жыве Беларусь! Да, я, наверное, Подсумовывай. да, мы подытожим. Я, наверное, буду призывать всех обращаться, передавать данные про своих близких, которые сегодня находятся в тюрьмах, в СИЗО, в колониях. Если вы не делали этого раньше, если вы меня слышите или вам расскажут об этом, пожалуйста, для нас это важно. Мы должны понимать, о каком количестве людей мы разговариваем с нашими партнерами. Потому что в ситуации, когда не остановлены репрессии, мы хотя бы должны понимать, сколько политзаключенных есть на сегодня. У нас есть правозащитный центр «Весна», у нас есть «Диссидент Бай», которые в том числе ведут непублічныя списки политзаключенных. Дзякуй вялікі за магчымасць сёння тут прысутнічаць. Сёння была цікавая размова. Я думаю, што тыя, хто жадаў свае пытанні, задалі. І для мяне выснова такая, што я сёння паслухаў тут вельмі цікавыя думкі, і я разумею, што пакуль мы не знішчым рэжым Лукашэнкі, нічога ў нашай краіне не зменіцца. І пакуль мы не прыйдзем да таго, што Лукашенко гэта канкрэтны наш вораг, мы нічога не зможам змяніць. Дзякуй. Дзякуй, Наста. Я, наверное, подытожу тем, что совершенно точно нельзя считать какие-то вещи невозможными. Более того, я напомню, что не так давно считали невозможным, например, такое скорое соблюдение Сергея Тихановского, and yet he's here. Он не Больше последний. того, вельмі хутка атрымаў документы і нават мае за што ездзіць па Паўночнай Да, то Амерыцы. есть я ни в коем случае не агитирую за то, что что-то невозможно. Я агитирую только за то, чтобы мы, во-первых, ответственно относились к словам, которые произносим, во-вторых, ответственно относились к обещаниям, которые мы делаем. Особенно, когда речь касается политиков, потому что совершенно точно относиться к вопросу освобождения политзаключенных, типа, ну подождите, мы сейчас еще чуть-чуть тут уже и победим, нельзя, потому что это люди живые, у них есть родственники, которые реально очень давно ждут. И, соответственно, все возможные на сегодня доступные инструменты освобождения этих людей нужно использовать, как, конечно же, и наращивать инструменты для какого-то еще, чтобы у нас был какой-то leverage. Что я напомню также об ответственности за публичную полемику и непубличную полемику, и в целом за то, чтобы мы помнили, что в этом процессе есть не только наши личные эмоции, не только наше личное отношение к ситуации. В этом процессе вовлечено очень много разных людей с разными картинами мира, и всех их нужно помнить, что они очень друг от друга отличаются. Их стоит учитывать в таком тонком и очень хрупком процессе, чтобы он продолжался. Иммануэль. Yeah, I have a little bit different position than most of you because I'm not from Belarus, but my impression is that such events are very, very important to discuss among each other about the different ways, and you might not agree on all different possibilities and arguments, but this is what civil society is all about, and there is no doubt that we have all the same goals, and this we should never forget, that we want to stop the repressions in Belarus and release all political prisoners. Дзякуй, гаспадарства, за гэтыя прамовы, за гэтыя адказы на пытанні. Дзякую таксама, што вы былі тут з намі. І моя рэпліка на падсумаванне вельмі хацелася б, каб тут было больш палітыкаў, беларускіх палітыкаў, а не толькі замежных палітыкаў, каб яны таксама гэта ўсё слухалі. Магчыма, яны онлайн глядзяць нас, але у мяне пытанне: Павел Латушка толькі быў на пачатку, Святлана Ціхановская ў Амерыцы, і гэтак далей, гэтак далей. Хацелася б, каб іх было больш. Рэпліку, літаральна. Я хотел бы, каб мяне пачулі, кожны палітвязень павінен мець права выбора. Так? Давайте зробім простую рэч. Наталья Дуліна тут прысутнічае. Давайте запытаем у яе, каб ёй выбор застацца ў турме ці быць на свабодзе ў Літве. Я ведаю, што ў Натальі тэрмін хутка сканчаўся. Каб, напрыклад, яшчэ 5 гадоў быў тэрмін, які б выбор бы яна зрабіла? Можна вас запытаць?
Конечно, слагательное наклонение – это не самая такая объективная вещь. Если бы у меня было 10 лет, как, например, у Валерии Костюговой, может быть, у меня были бы другие ощущения. Но, понимаете, вот то, что я пережила в тот момент, когда я поняла, что со мной делают, ну, я не желаю никому пережить то же самое. И я уверена, что и Маша Колесникова, и Олесь Беляцкий, и кто бы то ни был, не заслуживает того, чтобы пережить то, что пережила я. Я внимательно слушала, мне кажется, это очень интересная сейчас была беседа, очень интересная и очень не просто актуальная, она очень напряженная, вот это как нерв натянутый. Понимаете, ну, любой психолог вам скажет, что для того, чтобы добиться от человека чего-то, нужно сделать так, чтобы он сам и этого захотел. То есть нужно сделать так, нужно в такие условия поставить Лукашенко, чтобы он сам захотел идти навстречу. Потому что сейчас на его стороне сила, понимаете? И когда перед ним американцы пытаются, да, как торговля коврами, ну давай за 300, нет, давай за 290, ну давай так. То есть вот эти вот ходы, это, конечно, дипломатия, это, конечно, политика, но, понимаете, он чувствует все больше и больше свою силу. Сначала он выдворяет людей. Почему он выдворяет? Это понятно. Это в основном люди, которые не признали вины и у которых есть потенциал, у которых есть сила. Он боится этих людей, и он их выкидывает. Те, кто, ну, это мое такое мнение, наблюдение, это не глобально, милуют тех, кто уже отсидел свой срок, и кто почти, и кто согласился, нет, ну, по-разному, согласился все-таки написать на помилование. То есть это немножечко разные вещи, а он боится нас. Все-таки он боится, иначе бы он не делал таких вещей. Это не просто сделать, ну, кому-то отомстить, да, это совершенно другое. Поэтому нужно исходить из этого. То есть такие условия так задушить, чтобы он сам захотел. Просто поскольку у нас Одну хвилинку можна? просто Одну секунду по помилованию все-таки меня миловали, и у меня оставалась половина срока. Ну, не половина, формально я отсидела 4 года 8 месяцев. Больше половины, то есть формальные все условия для помилования со стороны Александра Григорьевича мною были соблюдены. Минимум половина срока. Что касается помилования, я очень, понимаете, мы все очень хотим домой. На самом деле у меня не было выбора, писать или нет. Выбор был, но не дай бог. Я 2 раза отказалась. Что было дальше, по-моему, знают все. Не дай бог никому стоять перед таким выбором. И честно, это сложно. Но и то, что происходит после того, когда ты вышел в Беларусь, там не очень простая история. Но у меня действительно был выбор. Принять решение. Мы все очень, сидя в колонии, хотим домой. Не куда-то абстрактную, в Березку или еще куда-то, а в совершенно конкретное место. И да, у меня был выбор. Да, было сделано все, чтобы я приняла решение о выезде. Я очень не хотела уезжать. Я всегда в колонии, всем и каждому говорила, как бы ни было сложно, я буду дома. Это самое сложное решение в жизни после признания любви – уехать. Но у меня этот выбор был. И понять, что надо дать человеку на самом деле. Дзякую. Трэба памятаць і замежным палітыкам і нашым, што людзі гэта не прадметы, якіх можна перакідваць туды-сюды і прымаць такія рашэнні. Ольга Зазулінская, Павел
Настасья Костюкова, Матвей Купрейчык, Мануэль Хасель былі сёння з намі. Дзякуй вам, спадарства. Калі просіце, даю яшчэ апошні адказ, калі ласка. Рэпліку наконт таго, як правільна рабіць, як не. Я сидзеў 4 гады, і ўвесь гэты тэрмін я быў ярым праціўнікам любых дамоўленасцей з рэжымам. Трэба ціснуць, ніякіх памылу. Калі я выйшаў, я змяніў сваю адносіны да гэтага, бо я бачу, трэба аддаваць сабе справаздачу, дзе мы знаходзімся, якія ў нас ёсць магчымасці для гэтага. І калі вы запытаеце, як палізнявольна адносіцца к таму, што яго выпусцяць і выкінуць з краіны, трэба пытаць не тых, каго ўжо выкінулі, а, напрыклад, хлопца, у якога на бітцы вісіць срок выхаду 43 год. 43. Гэта, гэта ці 35 год. І калі гэта хлопец сабе кажа, бляха, гэтай восенью нешта будзе нас выпусціць. Прайшла восень, гэта зіма, зіма прайшла. Вось адказ на гэтае пытанне. Дзякуйце, што вы займаецеся сваім трекам, хаця яшчэ супраць яго. Дякую вам. Дякую нашим панелісткам. Дякую, Сергію, за модерацію.
3. Раз, 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 раз. Антон, звука нет. Нет, включи, так нету. Тут нету.
Раз. Раз. А тут не слышу. Раз. Раз. Раз.
Раз. Ну, бесполезно. Александр Филиппов. Мы у межах яе будзем гаварыць пра патрэбы няўрадавага сектара, які працуе з палізняволенымі і іх сем'ямі, а таксама пра інструменты. І сярод гэтых інструментаў у тым ліку ўжо некалькі разоў згаданы сёння міжнародны гуманітарны фонд. Але не толькі ён. Удзельніцы гэтай панелі: Павел Сапелка, які прадстаўляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Вячеслав Жукаў, які прадстаўляе фонд «Краіна для жыцця», Вераніка Станкевіч, ініцыятыва «Вольная». З намі павінна была быць на онлайн-сувязі Юлія Юхно,
з Італіі, Асацыяцыя беларусаў Італіі Талака, але, на жаль, у нас узніклі тэхнічныя праблемы, праз якія мы не зможам яе цяпер падлучыць, але Юлія будзе з намі фізічна падчас другога дня кангрэса ў Познані. Я спадзяюся, у нас знойдзецца дадатковы час у Познані, каб яна магла агучыць тое, што цяпер не агучыць падчас гэтай панелі. І шаноўная госця Берит Ліндеман, якая прадстаўляе нарвежскі хельсінскі камітэт і адначасова будзе выказвацца сёння ад імя міжнароднага гуманітарнага фонда ў падтрымку ахвяраў рэпрэсій у Беларусі. Мадэраваць гэтую панель мы папрасілі Юлію Міцкевіч, але перад тым, як я аддам мікрафон мадэратарцы, мы хацелі б сюды запрасіць Ксішу Анёлаву літаральна на пару хвілін. Менавіта яе партрэты, у яе выкананні вы бачылі ў холе сёння падчас гэтага кангрэса. Ксіша ўжо працяглы час малюе палізняволеных у Беларусі. І па сутнасці мастацтва гэта таксама інструмент, як распавядаць пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Перадаю мікрафон. Добрый дзень, шановныя браты і сёстры. Я разглядаю гэта ўсё як братэрства. Асабліва прыемна мне, мастаку, бачыць сёння твары людзей, якіх я малявала і пазнаваць. У іх зараз былых палідзняволеных, бо мы усе пакуль што у такім заключэнні. Але я гэта называецца беларускі мартыралог, і я дазволю себе один сказ, каб не забіраць час ні ў каго болей. Гэта беларускі мартыралог. Мартыралог гэта пакуты з грэцкага, і выстава складаецца больш ужо з 1300 партрэтаў. Я працягваю, але ж это чалавек, і гэта сапраўды такі моцны інструмент эмпатыі, таму што я малюю людзей вольных, я малюю людзей смелых, прыгожых, і гэта я больш апелірую да чалавечнасці, калі я размаўляю перад палітыкамі ці распавядаю пра Беларусь. Я пачынаю з таго, што у першую чаргу гэта трыумф маралі гэтых людзей, выбара, што гэта людзі смелыя, і што нікога нельзя заключаць у турму за думкі, альбо аб чым мы інакш гаворым. Таму інструмент мастацтва вельмі моцны. Я чую, як рэагуюць палітыкі, я чую, як рэагуюць, сведчыць аб эфектыўнасці тое, што палова з нас тут экстрэмісты. Таму я яшчэ раз вельмі ўдзячна ўсім і кожнаму тут сёння за кожнае ваша слово. Дзякуй. Дзякуй. Перадаю слово модераторце. Добрый день всем. Дорогие коллежанки, коллеги, мы продолжаем наш конгресс и переходим к 4-й заключительной панели, как уже сказала Кристина, которая будет посвящена работе гуманитарного сектора, непосредственно организаций и инициатив, которые работают для потребностей закрытия нужд тех самых бенефициаров, политзаключенных и их семей. Мы будем говорить про систематизацию этой помощи, координацию действий, но также и про инструменты, которые есть, уже упомянутый Международный гуманитарный фонд, но и другие также. Но в том числе мы будем разговаривать на этой панели и про потребности непосредственно этих организаций, которые у них есть, для того, чтобы их работа была более устойчивой и она продолжалась. И прежде чем перейти к вопросу, я также хочу сказать очень важную вещь, чтобы не оставлять, так сказать, слона незамеченным в этой комнате, потому что так или иначе разговоры об этом есть здесь внутри. На этой панели должен был присутствовать еще один актор, еще одна организация, которая работает с бенефициарами, это BySoul, и представители BySoul отказались от участия по причинам, связанным с тем решением, которое было недавно принято, и в большинстве своем негативной реакции со стороны других организаций. Возможно, в дискуссии мы еще коснемся работы BySoul и того, что с этим связано, однако
мы переходим непосредственно к нашим панелистам и панелисткам. И мой вопрос первый будет к Павлу. Павел, как известно, работа правозащитных организаций по направлению помощи, поддержки, потребностям, закрытию их для политзаключенных и их семей имеет 3 составляющих таких ключевых. Я бы их назвала. Это адвокатирование, материальная и нематериальная помощь. Как вам кажется, как представителю правозащитного центра «Весна», правозащитнику с большим стажем, обстоит дело вот с этими 3 направлениями сейчас? Как можно сохранить устойчивость и баланс между ними? И что в целом вам хотелось бы и важно сказать по этому поводу? Да, спасибо. Вот так уже лучше. Большое спасибо. Это действительно очень правильное определение характера нашей работы. Мы об этом часто говорим, что вот эти вот 3 составляющие, они неразрывно связаны друг с другом, и именно синергия этих составляющих определяет успех. И я не стесняясь говорю об этом, успех правозащитных организаций, правозащитного сообщества в работе по поддержке политзаключенных в широком смысле этого слова. Что касается составляющих, ну, я начну с адвокации. Это очень важная составляющая работы, которая дает возможность миру, международным организациям, международным правозащитным организациям узнать о ситуации с правами человека в Беларуси, узнать о ситуации с каждым конкретным политзаключенным и в целом ситуацию с этой проблемой. Это позволяет сообщать в международные организации, в специализированные организации сведения о характере преступлений режима, о потребностях политзаключенных, адвокатировать максимально широкое включение их потребностей в разного рода программы, которые так или иначе появляются, финансируются и поддерживаются разными акторами. И в этом смысле правозащитные организации сейчас, мне кажется, достигли достаточно серьезных результатов. Здесь я опять же говорю скорее как представитель правозащитного сообщества. Мы не ограничиваемся рамками одной организации. У нас работает несколько организаций, некоторым из которых уже более 30 лет, некоторым, как весне, 30 лет будет в следующем году. И здесь важно сказать, что эти усилия идут по самым разным направлениям. Мы включаем в свои коллективы людей с новыми, все более возрастающими способностями. Наши коллеги, например, Белорусский Хельсинский комитет получил статус приглашенной организации в экономическом социальном совете ООН. Это означает, что наши возможности по участию в разного рода программах ООН стали гораздо шире. «Весна» и другие организации являются членами разного рода федераций. «Весна», в частности, это член Федерации за права человека и Всемирной организации против пыток. И это снова-таки усиливает наш голос. В 2021 году правозащитные организации создали и до сих пор действует совершенно новый уникальный инструмент. Это международная платформа против безнаказанности в Беларуси, IAPB.
Переходя к материальной поддержке, это то, что обычно сопровождает уголовное и административное преследование людей в Беларуси. Это поддержка выплаты штрафов, поддержка передач, оплата адвокатов и многие другие возможности, которые предоставляются людям для того, чтобы они не чувствовали себя брошенными, чтобы в конце концов их семьи их семьям были хоть чуть-чуть скомпенсированы последствия лишения свободы. Говоря о нематериальной поддержке, я также должен рассказать о том, что мы работаем над медицинской, над психологической поддержкой политзаключенных и бывших политзаключенных. В частности, «Весна» больше работает над психологической поддержкой жертв пыток. Это очень важно, потому что сама по себе работа по сбору доказательств и фиксации доказательств преступлений режима является травматизирующей. Для того, чтобы избежать этой ретравматизации, мы стараемся увеличить возможности психосоциальной поддержки. Это нематериальная поддержка, это работа наших юристов, паралегальная поддержка тогда, когда, в принципе, серьезных знаний в области права не нужно, но тем не менее мы помогаем людям, отвечая на вопросы, связанные с вопросами передач, реакции на разного рода формы репрессий и так далее. Что нам помогает это все делать, что дает возможности работать, это, безусловно, поддержка со стороны белорусов, и это, безусловно, поддержка со стороны внешних институций, это поддержка наших иностранных коллег. Я обязательно должен упомянуть несколько названий организаций международных правозащитных, которые помогают нам в том числе и по гуманитарному треку. Это уже присутствующая здесь Либерека, это Civil Rights Defenders, это Ostgruppen, это Федерация домов прав человека. Они помогают нам, и наши адвокации, безусловно, они поддерживают очень многие наши шаги и очень многие наши инициативы. Это, безусловно, также поддержка различных институций, таких как Европейская комиссия. Они, пожалуй, являются одним из основных поддерживающих нас институтов. С их помощью мы сохраняем свою институциональную самостоятельность, развиваемся и поддерживаем целевые группы. Все это также, безусловно, надо говорить о поддержке внешнеполитических ведомств, которые в совокупности с некоторыми негосударственными частными донорами являются источником вот этой вот самой международной поддержки, особенно с учетом того фактора, что белорусские правозащитные организации исключены, по сути, из возможностей оказания помощи через Международный гуманитарный фонд. Что нужно нам? Нам, безусловно, нужно сохранять свои команды, нам, безусловно, нужна поддержка наших команд, нам нужно дальше профессионализироваться, потому что, к сожалению, у нас тоже есть волонтеры. Волонтеры очень часто помогают нам в таких пиковых кризисных ситуациях, но постоянную регулярную работу мы можем организовывать только благодаря тому, что у нас есть налаженные командные связи и налаженная работа наших команд. Спасибо. Да, будем так передавать, или пока не решится вопрос. Спасибо большое, Павел. И я хочу перейти, Вероника, к вам.
Потому что вот Павел как раз очень хорошо сказал про то, что эта работа связана с координацией действий между разными акторами. И понятно, и Павел тоже уже об этом упомянул, что эта работа требует очень больших ресурсов, материальных, нематериальных. Но вот как вам кажется, насколько эта координация действительно сейчас существует между организациями и инициативами, различными акторами, которые работают в гуманитарном секторе, за счет чего она выстраивается, и если есть какие-то вызовы в этом или в каких-то других вопросах, вы как представительница инициативы «Вольные», поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Да, всем добрый вечер, день еще, не знаю, 16:40. Я работаю в инициативе, которая объединяет волонтеров. Я просто напомню, если кто-то вдруг не знает, чем мы занимаемся. Мы объединяем людей, которые готовы помогать для того, чтобы помочь бывшим политзаключенным, стать их менторами. Сейчас в нашей инициативе уже более 60 человек, 60 волонтеров. Важно понимать, что большой бум заявок менторских, конечно же, произошел, когда 11 сентября были насильственно вывезены 51 человек. К сожалению, каждый раз, когда называют цифру 51, грущу, что эта цифра не 52. Тем не менее, выбор был сделан самим человеком, и мы его уважаем. Я просто хотела бы поделиться тем, что с какими вызовами мы сталкиваемся. В целом, когда мы понимаем, я буду часто ссылаться сейчас на этот кейс, потому что на самом деле работаем мы уже больше 2 лет, да, у нас нет, вот Павел говорит про то, что 30 лет весна, ну, мы только 2 года, но тем не менее у нас отстроена работа тоже с волонтерами и помощью бывшим политзаключенным, которые тоже не хочу говорить, что сделали этот выбор уехать в эмиграцию. Чаще их тоже вынудили сделать этот выбор, и не самостоятельно это выбрали, им условия поставили такие. Тем не менее, у нас отстроена уже работа с людьми, которые приезжают, мы им помогаем, менторим устроиться в той стране, куда они приезжают. Но когда мы говорим про вот насильственное выселение, да, 51 человек были в этот раз, мы ждем, что будут еще, я думаю, что будет. И для нас очень важно понимать, что тут координируются не только организации. На самом деле я всегда говорила, что гуманитарный сектор как раз это тот сектор, который скоординирован и лучше всех. Нам точно нужно учить остальные сектора, как можно координировать. То есть точно нет недостатка в том, как мы взаимодействуем, общаемся, обмениваемся информацией, как мы друг с другом общаемся. В этом как бы я не чувствую какой-то недоработки. Но иногда вот такая самоорганизация людей, да, которая возникает, когда происходит вот насильственное выселение, какие-то такие всплески солидарности, вот тут очень важно, чтобы люди самостоятельно тоже координировали с нами, как с организациями. Это не цель какая-то присвоить себе чьи-то заслуги или что-то еще. Просто вы поймите, люди, которые выезжают, они находятся в очень большом стрессе. И когда мы все начинаем их вовлекать во что-то, кто-то хочет взять интервью, кто-то хочет, не знаю, там вещи привезти, еду, поселить их куда-то. Ну, мы столкнулись с тем, что люди просто сказали: пожалуйста, оставьте меня в покое, я уже не хочу ничего. Поэтому у меня большая просьба в случае, если у вас резко возникает большое желание кому-то помочь, вы приходите к кому-то из существующих инициатив. Это на самом деле важно. Вы можете прийти к нам волонтером. Если вы не хотите приходить к нам волонтером, вы можете просто прийти как эксперт, экспертка, вы можете прийти как человек, который, условно, у меня есть машина, я могу подвезти, потому что мы действительно столкнулись с кейсами, когда люди на пике солидарности хотели помочь, прошло 2 дня, и они передумали. И это вводит большой в стресс людей, которые и так оказались выкинутыми из страны, у которых, по сути, нет ни документов, ничего, так еще и белорусы как бы не все захотели им помогать в течение там какого-то долгого времени. Поэтому, наверное, кейс вот этих 50 человек, вот сегодня тоже на одной из панелей звучало, что люди там все организовались, разобрали, да, действительно были кейсы, когда друзья, знакомые, семьи забирали людей, но на самом деле большую работу сделали организации. Я бы очень хотела, чтобы мы как бы не дезавуировали, да, работу организаций гуманитарных. Люди действительно получили помощь. У нас в менторинге сейчас довольно много людей из тех, кто были вывезены. Все время хочу сказать вышли, но они не вышли своими ногами, их вывезли 11 сентября, поэтому я призывала и буду призывать, пожалуйста, присоединяйтесь к текущим инициативам, это будет намного легче и проще в момент собрать вот людей, помочь и как-то организоваться всем вместе. Это первое, что я хотела, наверное, такое сказать. Если вам интересны наши какие-то контакты, информация, вы подходите, я вам все расскажу. Вот. Также я хотела еще так, наверное, обозначить. Вот я сегодня такое услышала от представителя Координационного совета, что вот Пайсол закрыл там трек обучения.
И вот пускай какая-нибудь организация откроет. Ну вот, вы знаете, так не все так просто делается. Какая-нибудь организация вот так пойдет и откроет, как бы, ну, давайте Конституционный совет возьмет и откроет. Поэтому тут я просто хочу немножко попросить быть более бережливыми к работе. У нас, да, у нас 60 волонтеров, но это не значит, что все эти волонтеры работают 24/7 на нашу инициативу. Я бы хотела просто попросить быть более бережными сейчас гуманитарному сектору, который и так получает все шишки, которые может получить, и просто присоединиться к работе. Не давать советы, не рассказывать про то, как кто должен делать, а прийти и помочь нам сделать. Потому что мы действительно тоже в первый раз э, помогаем людям, которых насильственно выселили из страны. Давайте будем чуть-чуть более бережливыми вообще ко всему этому процессу. Еще я хотела сказать о том, что если вам кажется, что гуманитарный сектор покрывает все категории, что у нас там бесчисленное количество ресурса или там денег, когда сейчас про НГФ зайдет разговор, я думаю, все будут много обсуждать деньги, то помните, что на самом деле, если вы хотите что-то сделать, что есть группы, которые действительно не покрыты еще никем. Большой пример этому, на самом деле, наша вторая панель, да, где после этого взял слово бывший политзаключенный, насколько я помню, я извиняюсь, если я не так. И просто он говорил про людей с инвалидностью, он говорил про пенсионеров. Эта группа, если что, не покрыта еще никем. То есть кто-то занимается, но в рамках какой-то большой группы, да, отдельно для этой категории еще никто не делает. Если вы хотите, если вы чувствуете, что вы готовы помочь, пожалуйста, приходите к нам, приходите в другие организации, мы будем только рады, если мы сможем с вами вместе запустить какой-то отдельный трек для этих людей, потому что мы чувствуем, что в этом есть потребность. Просто, к сожалению, не всегда хватает ресурсов. А, И в конце, наверное, просто хочу добавить, мы являемся организацией, которая входит в управляющий орган Международного гуманитарного фонда. Я просто хочу призвать организации, у которых есть уже гуманитарные треки. Если вы помогаете какой-то категории репрессированных, вы можете прийти как гостевая организация и запросить средства. Вы можете, наверное, я извиняюсь, мы не подготовили слайд с имейлом, но можно подойти, и я дам, естественно, наш общий имейл, и скоро будет готов сайт, где можно будет тоже заполнить заявку. Вот, если вы хотите помогать своим бенефициарам через МГФ, мы тоже будем вам очень рады. Спасибо большое. Спасибо большое, Вероника. И я вот тогда перейду к Вячеславу. Вероника уже обозначила определенные, назовем это так, болевые точки, да, которые есть в вашей работе. В частности, о том, что надо быть более бережными друг к другу и внимательными со стороны разных акторов политических или гражданских. В том числе о том, что не надо изобретать велосипед, если он уже есть, надо присоединиться к тому, какая помощь и поддержка оказывается, и какие-то еще другие моменты. С вашей точки зрения, как представителя фонда «Страна для жизни», что еще бы вы обозначили, как эти болевые точки или какие-то очень важные моменты в вашей работе, которые, что называется, нельзя промолчать и обязательно нужно обозначить? Да, спасибо. Я, наверное, первое, с чего хотел начать, это с такого направления или, не знаю, вида, да, как координация, как системная координация. Что я имею в виду? В первую очередь, большую проблему в рамках даже этого кейса, который был 11 сентября, большую проблему составило то, что общество у общества есть большая вот потребность помогать, есть большое желание помогать, и это потрясающе. Но при этом немного кто стремится действительно скоординировать свои действия каким-то понятным образом, обратиться к организациям, которые оказывают эту помощь, спросить, чем помочь. Все хотят очень так спонтанно, да, импульсивно оказать какую-то помощь, что зачастую, даже в рамках этого кейса, может приводить к не то что к проблемам, но сложностям. И тому были примеры сейчас, например, люди вот тоже сегодня затрагивали эту тему во время предыдущей панели, что люди вызвались, там готовы были принять людей. Да, они приняли, и через день они спросили: окей, ну вот у нас человек переночевал, куда мы можем его дальше отдать? И, конечно, большое спасибо за то, что вы отозвались и оказали эту помощь, но как бы это же не решает системно проблему. Вместе с тем организация, которая была готова помогать системно, арендовать жилье на месяц, на 2 месяца, они отказались от этого, и на следующий день опять мы звонили, условно, перебронировали то, от чего отказались.
Поэтому я говорю и затрагиваю этот важный вопрос координации как действительно важный и необходимый. И поэтому я тоже вместе с Вероникой призываю обращаться не напрямую к людям, но к организациям, которые оказывают какую-то помощь. Еще важно отметить, что тоже большой вопрос, который сейчас есть в обществе, это насколько мы как организация или мы как гражданский гуманитарный сектор помощи, насколько мы готовы к освобождениям, которые могут происходить с какой-то периодичностью, не только к освобождению или к помилованию, но и к насильственному перемещению за пределы Беларуси людей. Здесь, на мой взгляд, самый простой и не знаю, насколько понятно, но для меня достаточно простой ответ. Это то, что мы по факту занимаемся этим последние 5 лет, ну, вот наша организация, как минимум. Кто-то меньше, кто-то больше. Но это наша ежедневная работа, мы это делаем каждый день. Не только когда приезжает 51 человек, да, но каждый день. Просто когда-то приезжает 1, когда-то 2, а когда-то 50. И это то, что мы умеем делать, это то, где у нас есть опыт и где у нас есть экспертность. И тот опыт, который мы имеем, мы можем масштабировать в моменте очень быстро. И как показала практика в рамках этого кейса, что наши организации, не только кто присутствует прямо сейчас здесь, но и другие, мы скоординировались моментально, несмотря на то, что информация о том, что едут люди, мы получили условно, ну, в ту же минуту, да, когда это начало происходить. Мы скоординировались, потому что эта координация и так есть. Просто все собрались и сделали ту работу, которую мы делаем каждый день. И это очень важно. И это еще один вот как бы поинт, почему лучше обращаться или предлагать свою помощь организации. У кого-то может возникать вопрос доверия, и я понимаю, или там репутационный вопрос, репутационные издержки. Я это понимаю, у меня самого каждый день возникают такие вопросы, с кем сотрудничать или с кем не сотрудничать. У нас было достаточно длительное сотрудничество с Байсол, которое мы сейчас вынуждены из-за действия организации полностью остановить. И это добавляет сложности не только нам, как организации, да, как мы будем закрывать потребности наших бенефициаров, но и в первую очередь бенефициарам, кому мы стремимся помочь. Это сейчас наша задача, не только меня и конкретно нашей организации, но и наших партнеров, как мы решим этот вопрос, какие мы найдем способы решения, что мы будем делать, как мы будем возвращать доверие общества, как мы будем его консолидировать вокруг других организаций, других людей, как не допустить таких ошибок в следующий раз, в очередной раз, к сожалению. Также я еще хотел немного, не то чтобы развеять, тут тоже такое в обществе обсуждение о возможностях или, как модно сегодня на каждом шагу слышать, capacity организаций, что кто-то большой, кто-то маленький, кто-то больше денег, кто-то меньше. Но мне кажется, что я, по крайней мере, пока что не встречал в обсуждениях в социальных сетях, в группах, где угодно, не встречал обсуждения capacity со стороны того нематериального вклада, который делает организация. Возьмем, если взять, например, ну, на сравнениях таких качественных, вот есть условно организация Байсол, которая там, 1 000 000 евро распределяет, и есть организация вольная, которая с помощью своих менторов бесплатно оказывает поддержку, менторинг, волонтерят, возят людей. Их вклад, ну, возможно, несколько десятков тысяч, если не брать человеческий ресурс. Но чего capacity больше? Тут, ну, как бы, мне кажется, это несравнимые вещи, и их, ну, не стоит сравнивать. Поэтому я призываю просто не оценивать организации с точки зрения баланса годового финансового, а с точки зрения того, что они выполняют, какую работу, или взять какую-нибудь, допустим, организацию, которая оказывает психологическую помощь. Что их помощь меньше, чем 1 000 000 евро? Да, да нет, конечно. Просто она ну, в денежном эквиваленте не оценена. Поэтому
не нужно говорить, что нет каких-то других организаций, кто бы не мог взять на себя эту работу. Они есть. Они намеренно не берут для того, чтобы делать какую-то другую, которая не закрыта, потому что большое количество потребностей не закрыто. Если сейчас организуется такая пустота в области сбора средств, каких-то персональных сборов, ее кто-то, значит, закроет. Потому что это необходимо. Я надеюсь, что это кто-то сделает. Может быть, мы это сделаем, может быть, кто-то другой. Потому что людям надо помогать, и мы здесь собрались, и все, кто здесь собрались, и предыдущие панелисты, для того, чтобы помогать людям, э, пострадавшим, репрессированным, политическим заключенным. Никто не стал политическим заключенным, кто вынужден просто уехать был из страны, чтобы не стать политическим заключенным. Мы как бы все репрессированы, так или иначе. И мы должны помогать друг другу. И это, наверное, не знаю, самое главное, мне кажется, что мы должны ставить впереди. Еще хотел тоже кратко вернуться, потому что Вероника говорила насчет того, что в первую очередь людей, особенно кого насильственно вывезли из страны, не стоит так трогать, как это происходит сейчас. В первое время не нужно делать пресс-конференции, пожалуйста, на следующий день. Люди травмированы, людям сложно, они дезориентированы, и как бы кто-то способен на это. Есть публичные люди, которые были публичными до того, как они попали в тюрьму. И для них это может быть нормально, но при этом есть люди, которые даже, словно может, вообще не очень любят с людьми общаться. Такие тоже бывают, и это нормально. И не нужно их дергать, и как бы не хотелось помочь. Поэтому я тут все, к чему могу призывать, это создавать возможности для системной поддержки. Не сиюминутной, импульсной, но системной, потому как это сейчас вышло одномоментно вывезли насильственно одномоментно большое количество людей, но они выходят каждый день. Они каждый день эвакуируются из Беларуси, к сожалению, и им всем нужна помощь. Они эвакуируются разные люди, в разных состояниях, в разных финансовых состояниях. Кто-то с семьей, кто-то без. Им всем нужна поддержка каждый день. Поэтому я и внутри нашей организации мы ищем способы, как систематизировать это поступление помощи, да, от людей, чтобы не было такого, чтобы мы вокруг каких-то инфоповодов, да, формировались, чтобы мы могли делать каждый день работу и могли планировать наперед, что мы будем делать, да, как мы поможем следующим, кто выйдет завтра, послезавтра или в следующем месяце. Поэтому давайте искать и внутри себя, и в обществе способы перейти от сиюминутной помощи к ежемесячной, постоянной, даже если это не материальная, если это любая человеческая помощь, да, там, подвести кого-то, да, сопроводить политзаключенного в департамент миграции, помочь подать документы, это все очень важно. Не одними, так скажем, деньгами будем едины. И нужно оказывать эту помощь. Если кто-то хочет присоединяться к организации, все контакты есть. Мы открыты к любым возможным сотрудничествам. Наверное, вот все, что я могу сказать. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Вы здесь обозначили несколько таких важных моментов, которые будут связаны и с вопросом, который я адресую дальше. Это системная поддержка, это доверие, что очень важно, которое выстраивается внутри сектора, между сектором и бенефициарами, между сектором и обществом. И, конечно же, я перехожу к вам, госпожа Верет, и хочу спросить Международный гуманитарный фонд. Это довольно беспрецедентное явление, которое было создан для вот такой системной поддержки. Вы аккумулировали, если я правильно знаю, около 2,4 миллиона евро. Более миллиона было уже распределено. Остальное остается у оператора фонда главного. Это
Норвежский Хельсинский комитет, главой которого вы являетесь. И вопрос, который возникает в последнее время, возможно, его у вас уже, его вам задавали, а, если мы говорим про то, вдруг выходит одномоментно большое количество людей, больше 1000, есть ли возможность этой поддержки сразу оказать? И какие вызовы возникают у вас не только в связи с этим, потому что это вот вопрос, который волнует многих, но и вызовы другие, опять-таки с тем, что из состава борда вышли 2 организации уже. В связи с определенными событиями, не буду повторяться, сегодня вы выпустили заявление по Байсолу. Как продолжается ваша работа в связи вот со всем, что происходит вокруг? It's a menace. It's a menace. Yeah, you are asking many questions in one. So I will try to organize this a little bit. First, the fund is actually unprecedented. I haven't heard of such a fund anywhere in the world where several states contributes with a fairly substantial amount of money for the support, humanitarian support of political prisoners. That is a big responsibility. Just to explain a little bit how it was established and how it works, if you allow. It was established approximately last summer. The idea had been around for a while, and it was Svetlana Tikhanovskaya and her team who had had this idea and had started lobbying for this when she traveled around to state and meeting state leaders asking for the support of political prisoners. Well, and I also want to say it didn't start there, because it did start with all the work of the human rights organizations who for years have done such an amazing job to keep the issue of Belarusian political prisoners and the human rights abuse on the agenda. That work as well has been, I would say, unprecedented, because one might say that Belarus doesn't have enough attention internationally, but it has had a lot of attention. And I mean, in my home country, Norway, there are a lot of really strong supporters of the democratic movement in Belarus. And people who are engaged. And I think that comes for several. We heard from Germany and other places. Now, so we were asked to be operators of the fund. An operator doesn't mean that we are a donor, because the donors are the states giving the money to the fund, and we participate in sort of the board for the humanitarian fund for the distribution of it. So here you can see those who have currently given money to the fund. Sweden and Norway, you can see, are very big, and that's because they also have given twice. So they gave funds last year, and they have renewed their funding this month. New are also Finland and Austria and Croatia. These came last week. So you can see it's a quite substantial amount of money. By now, it's actually 2.6 million euro from these 8 countries coming. The fund has a board, sort of a managing body. This has now 5 members, including us. There is room for more, so it is fully possible to apply to become a member of the managing body. You make decisions. Otherwise, you can apply to become just have a guest status and just apply for funding without taking decisions in it. So we will have a website up for it. Actually, we had hoped to have it ready by today, but it isn't. It will be ready shortly.
but it is possible to, of course, apply already. It's contact@ifhrb.org. So there you can contact and state your needs. So the question about the 1,000. It's hard to imagine 1,000 will be released at the same time. That will require a massive undertaking. So no, I would say no. Nobody 1,000. Well, that would be ridiculous to say. I think there are a lot of volunteers and there is funding, but that would be too much. What we think is more realistic is that there will be gradual releases if this continues. And for the gradual releases, I think there is a fairly good capacity now. But also, what is needed? Because the needs are massive. You know, you can have the immediate needs. You come out of jail, you need a place to stay, you need something to eat, you need to get clothes, a telephone, and being able to communicate and just survive the first few days. But that's just the beginning, because you have to live somewhere for a while. You need to have your documents put in order. I mean, Freedom House has done a massive effort to help to get documents for everybody. We need to have states who receive them. We need to have them to be willing to give permission to stay, permission to work, and to make sure to provide some kind of security. I must say, Lithuania and Poland has done a massive effort there. Other countries can do more. There are problems with documentation everywhere, also for those who have been outside for a long time, who can't renew their documents. That's something that is really hard to solve in some states, and in other states it's possible. When it comes to distributing funds, we talked about just the funds and the resources. There are a few dilemmas. One dilemma is, okay, we have a lot of money now. Do we distribute everything now, spend it? We don't know how long the funds will last, and how much more funds we will get. So should we save some for the later releases? That's one dilemma. We have the conflict between security, coordination, and control. It's not always easy to find the right balance, because full transparency, which is normal in my country, is not possible in this case, because it causes danger to people if there is full transparency. And that can run contrary to the need for control, because when we are distributing funds, we have a responsibility to make sure they are spent correctly. And you all know that it didn't go well with Buy Help. I mean, we have to be, it was very disappointing to see that I didn't have the books in order, and we couldn't continue giving them funds. And actually, one of the reasons, as well as that they were not allowed to continue in the fund, was that we were unhappy about their security measures. And then we have Buy Sol. I mean, sending dick pics to 12 girls is not acceptable. No, we would have wanted Buy Sol as an organization to be able to solve this better. We were open for Buy Sol to continue in the fund with Srežak out of positions in the organization. They were unable to do that. As you might know, that's what I tried in the beginning. Srežak didn't want to accept it, and then in the end, it ended where we are. I'm sorry for that. I mean, they had volunteers and activists who were doing an excellent job, but that's how it ended. There are different needs covered by different organizations. I mentioned Freedom House, who have
are doing an amazing job on securing, registering people and getting documentation for them and the contact with the authorities both in Lithuania and in Poland. We have some organizations who give cash payments or payments to accounts to deal with the first few days. We have accommodation. We have support. There is need for medical help. And that's, you have the immediate need for medical help, but then you have the long-term need. I mean, I can just imagine the need for psychological help that will need to be, we need to provide for maybe for years, right? It's not something that is over in 2 weeks or 3 weeks or 2 months. It's a long-term need. And hopefully there will be capacity to be able to offer that. But it will require a lot of effort from many. Dear Dara, thank you so much for your such an really meaningful and important input that you shared with us. To mention very important things, especially about these cases with BISOL and BiHelp that you explained, and also about all these funds that you could apply. И дальше у нас должна быть, да, мы должны перейти в онлайн, и у нас тут с нами Юлия Юхно. Юлия, вы слышите нас? Да, я вас слышу, я не знаю, чи вы меня Мы не слышите. слышим вас. Не слышите, так? Нет, не слышим. Давайте еще раз попробуем. А так чуете меня? Нет, по-прежнему нет звука. Ну, странно, потому что як бы Не слышим. Раз, раз, раз. Да, давайте, если есть вопросы, да, я вижу, буду модерировать. Первой была Ольга, потом Ксения, потом вы и вы. Да, не, потому что нет бейджика, не вижу имени. Есть ли у нас микрофоны, можно передать? Добрый день, меня кличуть Ольга Баковская, я представляю агентство «Позірк». Питання наступне. Супрацоўніцтва з Міжнародным гуманітарным фондам спынілі две, ну, даволі вядомыя беларусам структуры. Маглі бы вы, у меня пытанне для всех удзельнікаў, ацаніць вынікі гэтага для сектара і эфектыўнасці дапамогі для пацярпелых беларусаў? Раз, работает. На мой взгляд, личный, то, что произошло, наверное, имеет некоторый успех для сектора. Причем, ну, это два разных тоже успеха. Если взять ситуацию с BiSol, то успех здесь в том, что харассмент и нарушение любых этических норм – это то, о чем мы начали говорить. И я надеюсь, что после этого женщины или мужчины, кто подвергается любому виду насилия, сможет об этом говорить. Не только сексуальное насилие, возможно, это, не знаю, со стороны работодателя, да, превышение служебных полномочий, что угодно. Я надеюсь, что об этом начнут говорить, если это есть. Что касается ситуации с BiHelp,
там было несколько моментов, которые, на мой личный взгляд, на взгляд моей команды, являются абсолютно неприемлемыми. Первое — это недобросовестное, нечестное исполнение своих обязательств, а второе — это нарушение любых, протоколов безопасности. Об этом очень мало говорят, но я еще раз хочу заострить внимание, что проблема, безопасности ByHelp, о которой говорилось, об этом очень мало говорили, там и буквально приложение было в СМИ. Проблема не в том, что у них была какая-то утечка, которой на самом деле не должно было быть. Это не то, что ошибка, это недобросовестное исполнение своих обязанностей. Основная проблема в том, что не было сказано об этом, и это скрывалось. Это был факап организации, которые не намеренно скрывали, из-за которого, не из-за утечки, а из-за сокрытия этого факта пострадали больше людей. Вот что самое неприемлемое. И об этом очень мало говорят. Поэтому, на мой взгляд, это успех. Я не могу сказать, что сектор от этого точно станет немного лучше. И это точно заострило внимание о том, что есть проблемы, и что мы должны их решать. И нашей, как организации, реакция, на мой взгляд, была правильной и необходимой в данный момент. Как и совместно гуманитарного фонда, работа, которую мы провели, работа над ошибками, которую проводим мы каждый день, ведем обсуждение, как не допустить новых ошибок. Вот это самое важное. Как сделать так, чтобы эти ошибки, во-первых, не повторялись, во-вторых, так сильно не влияли, как влияют сейчас. Спасибо. Я с тяжелым сердцем, в общем-то, начинаю обсуждение этой части этого вопроса. У меня немного другая оценка. Если мы посмотрим на результаты работы Международного гуманитарного фонда за прошлый год, то обратим внимание, что ByHelp было распределено более 50% всех средств. И в совокупности с оценками гуманитарного фонда это означает, что более половины средств было распределено организации, чьи возможности, чья организационная культура не соответствовала принципам, которые были заложены в этот фонд. Прошло еще какое-то короткое время, и еще одна организация, которая распределила тоже порядка 30% средств гуманитарного фонда за прошлый год, покинула его. Если мы обратимся к выступлению учредителей фонда, которые прозвучали год назад, их целью была поддержка белорусов внутри Беларуси, заключенных внутри Беларуси и так далее. Сегодня мы больше говорим о том, что будет, если приедет 1000 бывших политзаключенных. А если не приедет? И даже если они приедут, то в Беларуси останутся сотни, хотя сегодня даже прозвучало, что чуть ли не тысячи, сотни политзаключенных, если 1000 приедет. Понимая сложность этой ситуации, 5 правозащитных организаций в сентябре обратились в Международный гуманитарный фонд с предложением безоговорочно, безо всяких проверок, учитывая нашу репутацию, наш, в конце концов, опыт, соединиться к деятельности Международного гуманитарного фонда, а мы не присоединились туда по соображениям, в первую очередь, безопасности, потому что те формы работы, которые были предусмотрены, мы оценили как не соответствующие нашим, в первую очередь, нашим получателям помощи. И состояние с внутренней демократией и инклюзивностью мы оценили как не способствующее разрешению этих проблем безопасности. К сожалению, на сегодняшний день мы
находимся в той точке, когда дальнейшая работа Международного гуманитарного фонда, конечно же, будет происходить. Конечно же, наши коллеги смогут перестроиться и включить процесс расходования денег более широкий круг организаций. Но, повторюсь, минимум 5 правозащитных организаций с безупречной репутацией и политическими для этого процесса, по крайней мере, время будет успешным. Yes, I basically agree with both of you. I think, I mean, when there are problems that need to be solved, I think it was, I repeated, I think it was extremely unfortunate that this happened. And yes, that damaged the reputation of civil society, but and the fund. But first and foremost, the reputation of by health and by salt for sure. Well, the modalities of the fund is quite are actually quite simple. You can apply to the fund for funding, and there is a very simple decision-making process in there. I repeat, you can be there as a guest, or you can be there as a full member. And Pavel and I have had discussions for months now on how to get the human rights organization included, because I do agree that it would be better to have the experienced human rights organization inside to bring both experience, but also to make sure that different aspects of the needs are being covered, because not all are working on the same issues. So I predict that we will be able to reach a conclusion. So and a solution there. But it has been honestly a quite hard year. Всем здравствуйте, меня зовут Ксюша Малякова. Во-первых, спасибо большое за вашу работу. Во-вторых, у меня 2 вопроса. Первый. Я видела недавно, что собирались организации обсудить, что будет, если вдруг выйдет 1000 человек, и если они выйдут, уедут в Литву, их вывезут или они останутся в стране. Насколько сейчас организации к этому готовы? Это первое. А второе, я знаю, что после того, как вышло 52 человека, 51, было оказано и организовано очень много помощи, от медицинской до там сопровождения в миграции и так далее, и так далее. Но я знаю, что этого было очень мало в медиа. Почему так? И не хотите ли вы как-то чуть больше про это рассказывать? И если нужна в этом помощь, то я тоже готова помочь. Спасибо. Ну, давайте я, наверное. Так, первый вопрос был про 1000, да? Ну, я тут поддержу Берет, на самом деле, она говорила, мы не очень верим в 1000 на границе в один момент. 200-300 это посильная сумма людей для того, чтобы мы могли их определить в Литве. Мы сейчас работаем, допустим, условно, у нас есть план, мы его разрабатываем, к примеру, максимальное количество сейчас это 150-200 человек. То есть на 150-200 человек у нас есть готовый план с другими организациями, мы закупаем для этого там какие-то определенные став, которые у нас уже копятся, да, то есть мы готовы там к такому количеству. Понятно, что если мы говорим про 1000 человек на границе с Литвой, давайте начнем с того, что гуманитарная катастрофа для Литвы сначала. То есть эти люди будут на границе стоять 5 дней, чтобы им выдали там справки, документы и прочее. Мы помним, сколько 50 человек провели на границе. Поэтому давайте сразу понимать, что мы говорим о реальных цифрах, о реальной подготовке. Если мы говорим про 150-200 человек, к этому готовы организации. Мы заранее договариваемся с партнерами по жилью, мы заранее договариваемся там по еде, по каким-то гигиеническим наборам и так далее. То есть мы уже научены опытом 51 человека, масштабируем его дальше. То есть как бы тут в целом вопроса нет. При этом Международный гуманитарный фонд, мы тоже это говорили, и на самом деле НПК как партнеры всегда говорят, что мы готовы оперативно реагировать, выделять средства, если нужно, там быстро подавать заявку срочную, и можно будет получить средства на выплаты этим людям. Не только на выплаты физически отдать им деньги, а аренда жилья, еды и прочее. Поэтому тут я, если честно, не переживаю за присутствие там 150-200 человек.
пускай они будут на свободе, мы будем рады их видеть. Надеюсь, что у них спросят перед тем, как их вывозить, хотят ли они в Литву или не хотят. Второй вопрос про присутствие СМИ. Не знаю, я, наверное, просто вот говорила об этом Слава про то, что мы, по сути, делаем свою работу. Мы ее и так делали, и мы продолжаем ее делать. Просто иногда вот в этом процессе даже иногда не ловишь себя на мысли, что, о, надо кому-то об этом рассказать. Потому что мы работали до этого как-то 2 года, ну и сейчас еще вот поработали 2 недели. И как бы кому рассказывать? Но да, мы для себя на самом деле вынесли этот урок, потому что мы поняли, что если не рассказываем мы, то рассказывают люди, которые ничего никак не координируются с нами, они просто рассказывают. И тогда информация не совсем точная. Поэтому приму твое предложение. Можем предложить тебе в следующий раз быть нашим информационным центром. Мы будем докладывать о всех действиях, а ты будешь рассказывать СМИ. Мы будем рады на самом деле этому, потому что, да, этого мало. И, ну, просто я могу сказать, что первые 4 дня, допустим, если мы говорим про кейс 51 человек, ну, точно минимум там 5-6 наших волонтеров, которые постоянно были, мне кажется, они даже не спали, не говоря уже о том, что в СМИ давать комментарии, как они там кому помогают. Вот, поэтому просто, наверное, на это иногда не хватает сил, но мы и это как урок несем в будущее, будем часто делиться, рассказывать, возможно, какую-то реальную информацию давать оперативнее. Или эта кнопка. Да, я очень люблю точность. Не 51 человек. Было освобождено из 51 человека 14 граждан других государств. Всего было освобождено 40 политзаключенных, включая 2 человек, которые были гражданами Британии и Литвы по одному. Поэтому организации помогали, правозащитники тоже готовы помогать. Мы тоже готовимся. Мы с большим трудом это делаем по той простой причине, что эти процессы идут очень неравномерно и непредсказуемо. К сожалению, процесс освобождения идет таким образом, что об этом мы узнаем в тот самый день, когда люди освобождаются. Отвечая на второй вопрос, я хочу подчеркнуть, что безопасность людей – это один из первых постулатов. Это первое. И второе, приватность людей – это второй из постулатов, которые мы стараемся поддерживать и уважать. Добрый день. Еще раз Войтек Бородич, амбасадор Нидерландов. Дякую великий за выступление. У меня 2 питання. В принципі, на одно Павел і Барик почали вже відказувати, але для нас, в принципі, коли ми побачили перший состав сузазнавальників ось гэтага фонда і побачили його без весни і без організації, які вже 30 років амаль несуць дапамогу ў розных варыянтах і ў розных момантах беларускага змагання, потому что гэта не толькі 20-й год, гэта і 16-й, і 15-й, і 10-й. Гэта 20-й год гэта далёка не пачатак гісторыі беларускай. Для нас было гэта дзіўным проста, што мы не бачым арганізацый, якія маюць досвед у гэтым. І вось і гэта не толькі тычыцца вось і весны, але гэта таксама тычыцца БДПЧ, там іншых арганізацый, пен-клуба, іншых яшчэ. Таму было б добра, каб вы ў канцы і зрэшты маглі дамовіцца паміж сабой і паміж гэтымі рознымі генерацыямі правазащитнікаў, потому што інакш гэта выглядае як дзіцячы садок проста. Таму гэта такая маленькая заўвага, асоба, яка к сожалению, уже 20 годов вось з вами спольна плывае гэтай караблі. Другое пытанне, яке маю, гэта пытанне наконт гэтага вызову, які ёсць, калі асвабаджаюць, экстрадируюць там 20 асобаў, 50 асобаў, 1000 асоб. Так? Зразумелае, што беларускія асяроддзі, якія ў выгнанні, у яго ёсць такія адчуванне, што яно сама па сабе, значыць, ніхто вось там
Что белорусы в Литве – это белорусы в Литве, что белорусы в Польше – это белорусы в Польше, конечно. Так? И вы у властном осероде вы можете сами себе допомагать, что вы можете вирішати там некие питання, что есть там IT-спеціалісти, які там скидываются там на разные речі, есть организации, які допомагають чим-то можна. Питання інше. Питання, коли виходить ці 1000 осіб, гэта такія напружанні, такі шмат рознай працы і дапамогі, якой трэба сведчыць, што можа быць, што беларускія арганізацыі ў выгнанні не будуць у стане самастойна гэтага зрабіць. І таксама не будуць у стане звяртацца да там урадаў Літвы і Польшы і іншых урадоў, каб яны дапамагалі, потому што гэта в прынцыпе не зусім праца для урадоў польскіх дзяржаў. Пытанне, ці у вас ёсць кантакты з польскімі арганізацыямі, ці у вас есть контакт з літоўскімі арганізацыямі. Калі тут на мінулай панелі з'яўлялася пытанне вось пенсіянераў, што гэта адна з такіх уядлівых групаў, якімі ніхто не займаецца. Ці у вас ёсць сувязі з арганізацыямі пенсіянераў у Польшы, якія па сваім генерацыйным досведзе бліжэй да беларускіх пенсіянераў, чым вам падаецца? Ці беларускія арганізацыі імкнуліся навязываць, наладжваць такія сувязі, каб пазней было вам лягчэй змагацца з гэтай сітуацыяй, калі, дай Бог, гэтую 1000, сотню, 200 будуць запускаць. Дзякуй. Дякую за питання. Слово? Я бы хотел сразу на второе ответить, если можно. Скажу за нашу организацию, у нас нет таких контактов. И я тут, наверное, скорее больше из-за того, что это не совсем часть сейчас нашей работы. Как уже Вероника говорила сегодня, есть большое количество потребностей, которые не закрыты, но, к сожалению, мы очень сильно ограничены человеческим ресурсом, в том числе, поэтому мы не можем прийти в медиум, просто нет нас столько. И мы не можем закрыть эти потребности. И именно поэтому скорее они являются не закрытыми, потому что мы просто нет... Если бы была организация или человек, или группа активистов, кто бы взял на себя это было бы здорово. И мы бы с удовольствием бы помогли, чем смогли, да, помогли найти контакты. Все бы помогли, политики в том числе. К сожалению, как есть. И мы в том числе призываем и людей, и призываем волонтеров приходить, помогать, потому что так мы создаем как раз вот эту базу человеческого ресурса, чтобы мы могли это делать. И просто мы пока делаем вот шаг за шагом, и это то, что тоже я сегодня говорил, как раз вот постоянная системная месячная поддержка, чтобы мы могли планировать и развиваться, потому что пока что мы скорее справляемся с вызовами, а не планируем наперед, развиваемся. Я отвечу за нас. Мы в Польше работаем и в Литве, но я вот, допустим, нахожусь в Польше, могу сказать, да, у нас есть контакты с польскими организациями. И тут вот сидит, наверное, кто-то из Либерека и думает, ну, вам что, шутка какая-то, а не международная организация, которая работает с белорусом, с которой у нас есть контакты. Вот, поэтому, да, мы налаживаем эти контакты. Конечно, не все, естественно, международные организации или локальные организации, которые работают с белорусами в первую очередь. Поэтому наша задача все-таки людей обеспечить в первую очередь, а потом их уже передать, условно. Если человек приезжает в Польшу, ему срочно нужно найти жилье, в это включаются белорусские организации. Но если ему надо найти работу, мы отправляем его в локальную польскую организацию, потому что они помогают в целом найти работу мигрантам, да, и помогают там в правовом поле и так далее. То есть мы активно работаем, и на самом деле у нас была встреча в Варшаве с представителями офиса 2 недели назад, по-моему, и там были представители в том числе польских организаций, которые были готовы помогать белорусам. Просто это важно понимать, что просто не все большие международные организации или локальные готовы включаться только в белорусскую проблему или готовы выделять отдельное под это направление. Они как бы работают, помогают, но в рамках той помощи общей, которую они делают. Потом наша задача все равно масштабировать свои треки именно под белорусов. Пока у нас есть эта возможность, силы, capacity, то я призываю все равно открывать белорусские НГО, делать для белорусов, потому что за нас подумает, возможно, кто-то другой, но не в том масштабе, в котором мы подумаем сами за себя. Да, я вижу. И я очень прошу коротко формулировать вопросы, или у тебя ремарка, Оль? Это не вопрос, это будет ремарка и дополнение. Во-первых, я хочу проговорить то, что не прозвучало еще до этого отдельно. Я выражаю огромную благодарность литовской правозащитной организации Freedom House, которая активно включилась
в работу по последнему треку. Они делают огромнейшую, просто огромнейшую работу, и это важно отметить. И я хочу отметить Литовский Красный Крест, потому что часть потребностей закрывает именно эта организация. И отдельно хочу сказать спасибо, Ксюша, нам действительно не хватает медийности, и если ты готова взять на себя эту ответственность и этот кусочек работы, мы будем только благодарны, потому что, как мы видим, в пространстве далеко не все правильно понимали ситуацию. А всем спасибо за работу. Раз. Так подключено. Дякую велике. Я хочу, значит, сказать одразу, что ну, тут бюджет лишь бы, что мы хотели принять 150-200 человек. Ну, не различивайте, калі ласка, потому что режим не будет перейматься вашими ожиданиями, и он не будет перейматься проблемами того, что люди там будут стоять по 5-10 гадзін на межы ў чаканні, каб оформили визы. Ну, вы разумеете, что режиму наплевать на гэта, глубоко наплевать. Калі будзе задача вывести 1000 в один момент, яны просто подвезуць гэтыя там десятки аўтобусаў, і на жаль, вот такая будзе ситуация, что гэта 1000 будзе. І дзякуй Богу, что яна будзе гэтая 1000, і як кажуць, трэба до гэтага рыхтавацца, что можа быть будзе 1000. І у меня пытанне, я уже казала, что цяжкая ситуация палізняволеных, целый хвароб, і онкологія, і ну, все тело фактично зруйноване. І тут яка виділяється перед в'язням, за яку велике дякую, для лічення, для поставлення на ноги гэтых людей може бути недостатково. І знову ж треба приймати до уваги, що це буде не один, не два чоловіки, а гэта будуть десятки, калі не сотні людей тяжко хворих, на одно лічення яких може спотребитися десятки тисяч доларів. Вось, і уже зараз, мне здаецца, трэба звяртацца вось да ўрадаў, да арганізацый іншых краін, у тым ліку да Норвегіі, да Скандынавіі, якія вельмі глыбока заангажаваныя у дапамогу беларусам. Вось, ці будзе мажлівасць выдзялення вось гэтых сум даволі значных і арганізацыя лячэння для людзей, якія будуць патрабаваць грунтоўнага лячэння, аперацый у тым ліку. Дзякуй вялікі. Yes, you are absolutely right. I think the medical needs is something that needs to be taken very, very seriously. One thing is the capacity of those who are working now, but also we need to think about states who can receive political prisoners for more long-term treatments, because we can't leave all to Lithuanian and Polish medical health service if we have such numbers coming in one. I think we should all lobby all governments to receive their share of this kind of patients who require long-term assistance or treatment. Окей, добре. У меня два пытання. Першае спадарні Ліндеман. Асабіста пасля скандалаў з двумя буйнейшымі арганізацыямі, якія былі ў складзе міжнароднага гуманітарнага фонда, сярод палізняволеных, ну, магчыма, не ўсіх, але значнай часткі, з якой я маю стасункі, узнікла пытанне, ці не з'яўляецца фармат працы з прыватнымі фондамі, дзе іх уласнікамі з'яўляюцца альбо адзіная фізічная асоба, альбо некалькі, максімальна карупцыйным з пункту гледжання не толькі фінансаў, але і рэпутацыі. Ну, вось прымер асабістага ўздзеяння на гэту сферу фінансавыя і праблемы з бяспекай у Байхелпа. Ну, з-за гэтага і з'явілася гэта пытанне. У працяг гэтага міжнародны фонд, ён заточаны на тое, каб дапамагаць палітвязням. Пры гэтым сярод яго удзельнікаў няма арганізацый, якія створаны палітвязнямі, якія сярод сваіх чальцоў маюць усіх палітвязняў. Я прадстаўляю адну з такіх арганізацый, гэта Асацыяцыя палітвязняў Беларусі. Як нам, як асацыяцыі, якая
ёсць праекты па дапамозе палітвязням, мы лепш за ўсіх ведаем нейкая дыверсія. Як нам трапіць у міжнародны гуманітарны фонд, гэта мы рабілі ўжэ такую спробу, але пакуль яна неўдалая. І пытанне да ўсіх, зноў-такі, агучваю тое, што абмяркоўваецца сярод палітвязняў. Сістэма дапамогі палітвязням, на наш погляд, патрабуе рэфармавання. Чаму? Першае, яна зараз заточана на тушэнне пажару. То есть няма сістэмнай дапамогі. Это па-першае. Па-другое, она не структуравана і у большасці сваёй недаступна значнай часткі палітвязняў. То есть мы бачым шмат публічных кейсаў, калі збору на публічных людзей, але за адным такім публічным чалавекам астаецца, напрыклад, 10 палітвязняў, для якіх такая дапамога недаступна. А калі казаць пра тых, хто застаецца ў Беларусі, то гэта пытанне яшчэ больш складанае. Трэба карацей, таму што не так Красивейшее, там было значна больш. Вы тут не адзін, таму давайте Так, я паважаць адзін аднаго. Дзякуй. Я ўсіх паважаю. Шматлікія рэпутацыйныя скандалы і увогуле пачуццё справядлівасці у палітвязняў, калі яны выязджаюць сюда і бачаць закрытую справаздачу такіх фондаў дапамагаючых, зноў узнікаюць наколькі эфектыўна гэтыя сродкі размяркоўваюцца, бо ёсць такі справаздач, калі на ідзе там 10-15%, а розныя адміністрацыйныя расходы составляюць больш паловы гэтых затрат. Хаця было яшчэ. Actually, these numbers you are saying towards the end, I have no recognition also. I don't want to comment on it even because a very extremely low share of this is going to administrative costs. But and here really were a lot of things. When the fund was established last year, there were no organizations of political prisoners, no released political prisoners. Now there are 6 I hear today. So there was one shaking a finger here. No 6. Okay. Well, they can maybe comment afterwards, but that's what I heard today. And I just repeat, it's open to application through the organs that we have already mentioned. According to the statutes, there could be 9 members of the board, and actually only 5. So they are on the managing board. So there is space for several more in this managing body. So I just can only repeat that it's open to application. And I can only also repeat, I wish the buy help and buy solve situations didn't occur, but I did. We had to deal with it. Дзякуй вялікі. Засталося 2 яшчэ пытанні. Тут Крысціна і там тады яшчэ 3. Чаму вы не даеце? Пачакайце, калі ласка, я же кажу. І я папрашу, калі ласка, вельмі коротка і вельмі істотна, таму што Ірыта ўжо 3 раз адказвала на адно і тое ж пытанне. Дзякуй. У мяне пытанне да прадстаўніка праваабаронцы цэнтру «Весна», паколькі я адзін з тых, хто стаяў высокого фарміравання в этой арганізацыі. Але зразумела і да іншых. Ці бачыце вы правільным, што кангрэс, які прысвечаны пытанню палізнявольня, праводзіцца у выглядзе прэс-канферэнцыі ці, скажем, прэзентацыі. Это фактычна прыводзіць к таму, што выказаць некую незалежную экспертную ацэнку, пазіцыю фактычна немагчыма. І на жаль, гэта
такая форма проведения конференцій, конгресу, вона зараз стала домінуючою з подачі офісу. Другое питання. Я уважно сочу за діяльністю, несумненно, правоохоронного центру, і нам справді набула серйозний професійний характер. Але одного правового, скажімо, одної правоохоронної діяльності, наскільки б вона добре не була організована, недостатково, коли немає серйозного правового політичного аналізу. А за 5 років його немає. А без серйозного правового політичного аналізу немагчыма адбудаваць надзейную працу. Калі ласка, пытанне ў чым? Я заканчиваю. Вось. Вы, як один з адноўных арганізатараў таких мерапрыемстваў, я думаю, павінны иметь эту проблему и эту ситуацию как бы выправить, потому что недопущаемо. Потому что ведет к тому, что люди сидят годами в турмах, и надею на вызволение у большасці нема. И той процесс, який ідзе сьогодні, він ідзе помимо нас. Незалежно от нас, и вы про того, что не ведаете, что будет вызвано. То есть процесс летит мимо нас, и мимо Еврозвязу, и мимо Польши, и мимо Литвы. И более того, насуперак им ідзе цей процесс. Окей, дякую, зрозумілі. Позвольте мне ответить на первый вопрос. Я вижу формат конференции таким, какой он есть. Он смешанный, он предусматривает первый день в таком формате, какой он произошел сегодня. Мне кажется, в него вовлечены и политзаключенные, и те группы, которые так или иначе связаны с этими проблемами. Следующий день он будет больше посвящен работе инициатив и даст другие возможности. В любом случае, это процесс, который самодеятельный, то есть никто никому не препятствует проводить эти мероприятия по-другому. На второй вопрос, это дискуссионный вопрос, который я, если честно, не до конца понял. Если вы хотите развить эту тему, то есть почта правозащитного центра «Весна», вы можете туда написать, изложить это более подробно. Мы при возможности вступим в переписку или еще в какой-то вид контакта. Дякую. Крістін. У меня не пытанне, у меня будзе кароткая ремарка, хутчэй такая згадка пра прыклад добрай практыкі. Мы кавалак гэтай дыскусіі прысвяцілі пытанню супрацы з мясцовымі арганізацыямі у Літве. Я б хацела каротка падзяліцца, як гэта выглядае на сёння ў Чэхіі. Мы усведамляем свае ліміты. Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі пачалі супрацу з кансорцыумам няўрадавых чэшскіх арганізацый, якія працуюць з мігрантамі, пакуль па адным кірунку. Гэта ў пытанні напісання абгрунтаванняў для атрымання чэшскіх альтэрнатыўных дакументаў. І вось гэты супрацы, который я хочу нейкім чынам папулярызаваць, гэта кароткія брыфінгі з тлумачэннем, таму што мы маем вось гэтае веданне таго, якім чынам дзяржава беларуская лімітуе нас, абмяжоўвае нас у правах, якія консульскія паслугі аказваюцца, якія не паказваюцца, гэтак далей. І мы можам у межах гэтых брыфінгаў навучыць чэшскія арганізацыі правільна падыходзіць да гэтай праблемы і перадаць ім таксама палітычныя дамоўленасці, якія на сёння ў нас ёсць з чэшскімі профільнымі міністэрствамі. І то самае можна экстрапаляваць і на праблематыку, звязаную з палізняволенымі. У Чэхіі на сёння іх, канешне, не столькі знаходзіцца, як у Польшчы ці Літве, але зноў жа мы шмат разоў за сёння гаварылі пра магчымыя новыя хвалі, і хто ведае, якую нагрузку яшчэ давядзецца прыняць у тым ліку Чэхіі і іншым краінам. Дякую, Ілля. У меня не вопрос. Я хотела бы отметить еще одну организацию, про которую забыли. Помимо Красного Креста и Freedom House, у нас в Литве есть ключевая организация «Допомога», и наши волонтеры также являются сотрудниками Красного Креста, и именно через нас их помощь была аккумулирована и Freedom House, и Красного Креста.
Также хотела сказать, что вот многие высказали мнение о том, что мы не можем принять 1000 политзаключенных и больше. А я хочу сказать, что можем, потому что на примере других диаспор, других стран, где свадьбу 2000 больше человек могут организовать, я считаю, что мы тоже можем принять, у нас есть для этого кейсы. Дякую велике за таке удокладненне, вельмі істотне. І апошняе пытанне. Вельмі коротко прошу. У меня более не пытание, просто ремарочка. Доброго дня, Олег Кулеша, Белорусская ассоциация палітвязняў даволі. Уся справа ў тым, што інтэрнэт у нас цудоўная рэч, яна памятае ўсё. Калі быў абвешчаны фонд у 24 годзе на канферэнцыі «Новая Беларусь», адразу 2 арганізацыі запрасілі запыт на працу ў гэтым фондзе. Гэта партызанка і Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі. Ім са сцэны было адразу адмоўлена з выказам тое, што фонд — гэта шведская сям'я, і мы будзем разбірацца самі. Таму такія арганізацыі, як узгадывалі нашы калегі, яны існавалі, яны прасіліся, і мы на сённяшні дзень цалкам гатовыя ўвайсці са сваімі праектамі, а яны вельмі сур'ёзныя, у фонд. Но мы назіраем звонку, чым скончыцца гісторыя, скажу так, жартліва, з дикпікамі, са ўсімі дикпікамі, якія адбываюцца з фонда. Не толькі конкретными, потому что вельмі здзіўляе тое, што весна не працуе ў фондзе. Дякую вялікі. Я думаю, што Павел ужо тут каментаваў, чаму і як, і таксама Берт каментавала, калі ёсць штосьці, што хацелі бы вы дадаць. Yeah. Just about the beginning of the fund, I mean, we were not there when the fund was sort of launched, so there could be things that happened there I have no overview of. But I think at least we can now say that it is open for application. So. Я тоже хотел добавить примерно то же самое. Лично я присоединился не с самого начала, чуть позже, но в течение всего 2025 года я сделал лично очень много для того, чтобы организации могли присоединяться. Мы подготовили всю документальную для этого базу. Мы лично связывались с большим количеством организаций и с конкретно вашей организацией. Я, наверное, точно не помню, но где-то с мая я делаю запросы, чтобы вы присоединялись. Поэтому как бы мы рады всем. Точно так же, как с правозащитным центром «Весна» и другими организациями. Мы постоянно ведем переговоры. С Павлом Савелко лично я веду переговоры и задавал вопросы, на каких условиях они хотели бы к нам присоединиться, еще начиная с января, где-то числа, может быть, с 12. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы как можно больше организаций присоединялось к нам. К сожалению, не все подходят даже под критерии для того, чтобы нас, как бы не хотел кто-то, есть определенные критерии, которые мы все придерживаемся. Через фонд оказывает гуманитарную помощь в рамках тех программ, которые реализуют организации. Если нет у вас какой-то определенной программы гуманитарной помощи, мы, к сожалению, поддержать не сможем. Точно так же, как и организация, если не оказывает гуманитарную помощь, но думает, что это гуманитарная помощь, есть определенное определение, что такое гуманитарная помощь и что под нее может попадать. Если вы не конкретно ваш, я лично на свой счет, организация не попадает под эти критерии, то такой организации будет отказано. Вот и все. Поэтому мы всех присоединяться. Мы консультируем, мы общаемся для того, чтобы больше организаций могло получить эту помощь. Мы хотим, чтобы нас было больше, и как в управляющем органе, и так гостевые организации. Вот мы агитируем, получили 3 заявки. Вот. Так, а что мы можем сделать?
Окей, Слава, спасибо большое. Мне кажется, такое подробное, детальное разъяснение по тому, как и по каким критериям можно присоединиться, и в целом завершение нашей сегодняшней панели. Спасибо огромное большое за ваши вопросы, за то, что очень внимательно слушали и реагировали. Огромное спасибо панелистам и панелисткам Вероника, Вячеслав, Берег, Павел, не только за эту панель, но за всю ту невероятную работу, которую вы делаете каждый день и каждую минуту. Спасибо всем огромное. И мы завершаем, и я передаю слово для окончательного завершения Кристине. Спасибо. Насамрэч, апошняе слова сёння будзе не маё. Святлана Ціханаўская запісала для нас відэазварот, таму што, безумоўна, гэты кангрэс важны для яе не толькі з палітычнага пункту гледжання, але і асабіста. У мінулым годзе яна брала ў ім удзел як жонка палізняволенага. Сёння Сяргей ужо разам з сям'ёй. Але больш скажа яна сама, і я папрашу нашу тэхнічную каманду уключыць запіс. Дарагія удзельнікі і удзельніцы, вітаю вас ужо на другім кангрэсе, прысвечаным нашым палізняволеным, які мае назву «Без законнай падставы» – «Without Just Cause». Дзякуй ініцыятарам правядзення кангрэсу, Офісу дэмакратычных сіл у Празе, а таксама партнёрскім арганізацыям былым палізняволеным, якія ўдзельнічалі ў